района. Результаты вчерашних встреч. Ну и давайте перейдем к составам играющих команд. Усть-Алданский район сегодня номинальные гости. Начнем с них. Итак, на воротах номер 1 Василий Лыткин, его коллега по амплуа Сергей Аманатов. Идем далее. Айтал Бурцев 4, 88-й Виктор Винокуров, 75-й Сергей Волошин, 8-й Владимир Жирков, Буджу Пестряков 5-й, Родион Иванов 9-й, Андрей Иванов, капитан команды 21-й, 17-й Джулстан Пестряков, 7-й Афанасий Федоров. Главный тренер команды Сергей Скрябин. Итак, Нюрбинский район. 17-й Виталий Воронов, 4-й Артем Николаев, 2-й Владимир Данилов, 3-й Виталий Михайлов, 7-й Ноу Моисеев, 10-й Николай Антонов, Сиди Перес, 11-й, 22-й Айтал Николаев, 1-й Артур Иванов, 9-й Александр Наговицын, 8-й Петр Слепцов и 36-й номер Григорий Осипов. Главный тренер команды Адам Мухаблев. Петр Слепцов, номер 8. Все готово для начала данной встречи. И, конечно, вот вчера Николай Антонов, номер 10. Главным матчем, да и вообще, можно сказать, всего турнира, да, стала встреча, но пока что Артур Иванов, номер 1. Встреча между сборными Усть-Алданского и Мегино-Кангаласского улусов. Центральная встреча, которая подарила нам замечательное зрелище. Итак, дается свисток и мяч в игре. Волошин, номер 75. Нюрбинский улус против Усть-Алданского района. Поехали. Владимир Жирков, номер 8. Буджул Пестряков, номер 5. Бить можно, есть удар. Джулстан Пестряков, номер 17. Виктор У нас Винокуров, сегодня номер 88. Усть-Алданский район играет в черной Иванов, форме. номер 9. И, соответственно, Андрей нюрбинцы Иванов, выступают номер в 25, зеленых джерси. капитан команды. Бурцев Айтал, номер 4. Николай Савин, номер 12. Мы разобрались с составами играющих команд. У микрофона для вас работает Власий Сергеев. По-прежнему у нас в селе Барагонцы очень... И давайте посмотрим этот эпизод. Опасный момент. 1 на 1. Выбегал Николай Антонов и мог сейчас открывать счет, но протолкнул мяч не только мимо вратаря, но и мимо ворот. Пестряков делает передачу направо. И тут же выход 1 на 1. И 1-0. Джулус Пестряков открывает счет. Ну, это закономерность футбола, да? Прекрасный шанс был для взятия ворот у нюрбинцев. Они этим шансом не воспользовались. И, как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе. Джулстан Пестряков без каких-либо проблем, очень хладнокровно реализовывает этот выход 1 на 1 и выводит свою команду вперед. Посмотрим на повторе. Передача от Афанасия Федорова. Одно касание на обработку правой ногой и левой ногой. Изящно Джулус Пестряков открывает счет. Конечно, Усть-Алданскому району необходимо, да и в целом обеим командам, потому что Нюрбинский район тоже сыграл очень тяжелую встречу против команды Мегино-Кангаласского улуса. Там мегинцы со счетом 4-3 победили нюрбинцев. И сейчас для обеих команд жизненно необходимо, очень важно набирать очки. И желательно, конечно, взять 3 очка. Потому что в этой группе мегинцы идут первыми. У них 2 игры, 2 победы, то есть 6 очков. И, соответственно, победитель данной игры выйдет в четвертьфинал со 2-го места. В случае ничьи, я так полагаю, что будут рассматриваться дополнительные показатели, то есть разница забитых и пропущенных мячей. В таком случае у Нюрбинского улуса вот сейчас, да, -2. А Усть-Алданцы у них -2 получается. Ну, еще, конечно, результат этой игры тоже будет оцениваться. Пока угловой ворот усть-алданцев. Бесхитростно разыграли нюрбинцы стандартное положение. Сергей Волошин контролирует мяч, сам протаскивает вперед. Передача налево на Айтала Бурцева. Отыгрывается назад. И тут, конечно же, нарушение правил. Александр Наговицын.
грубо сыграл, но тут же принес извинения перед Джилустаном Пестряковым. И смена в составе Усть-Алданского Улуса. Виктор Винокуров появился на паркете, тут же получает мяч. Турбинский район, первый гол. Ух, как тут прессинговал-то Александр Наговицын. И в итоге мяч отвоевал для своей команды. Так, есть падение, нет свистка. И сейчас контратака у солданцев будет. Смотрим, внимание. И пробить же отсюда можно. Есть удар и блокируется. Споры, конечно, тут начинаются. Владимир Жирков угрожал воротам своих соперников. 4 минуты команды уже отыграли. Ну и давайте смотреть, как разыграют угловой. Да. Это, конечно, ошибка. Но Виктор Винокуров тут правила, конечно же, не нарушал. Тут в мини-футболе, конечно же, ты можешь стать перед разыгрывающим, если тот не просит 5 метров, то можно стоять до вмешательства судьи. У нас в Арагонцах сейчас очень сильный ветер. По прогнозам, кстати, сегодня обещали грозу. Ну и хотелось бы, надеемся, что не будет, как в первый соревновательный день. Но если будет дождь сильный, то, конечно же, турнир будет приостановлен. И переждем дождь, и, конечно, расписание будет смещаться в зависимости от длительности дождя. Ну а пока мы продолжаем смотреть эту встречу. Удар хороший. Вратарь на месте. На рамах у нербинца встречу начал Григорий Осипов. Вот сейчас он перевел мяч на угловой. Есть подача. Так, тут неразбериха, есть падение. Так, это 6 метров, как я понимаю. Да, 6 метров зарабатывает Джилус Пестряков. Тут после подачи, только что похвалили, да, Григория Осипова. Турбинский район, Он не зафиксировал мяч, казалось бы, в простой ситуации. И затем уже его защитник был вынужден фалить. Ну или даже сам Григорий помог Джилустану упасть. Так, ну и смотрим, 6 метров. Кто у нас у мяча? Андрей Иванов. Уверенно. Андрей Иванов делает счет 2-0 в пользу Усть-Алданского Улуса. Гол в ворота команды Турбинского района. Мне кажется, Григорий Осипов не стал, да, гадать. Он хотел играть именно по удару. И то, что мяч отправится в левый от него угол, он ожидал меньше всего, потому что, ну, остался стоять в центре страж ворот. И 2-0 Джилус Пестряков и Андрей Иванов по одному результативному удару нанесли. В очередную атаку выбегают футболисты Усть-Алданского района. Ух, как было разыграно, это здорово. Еще одна возможность была у Джилустана Пестрякова. Джилус Пестряков. На самом деле, как я знаю, Джилус-то родом из Намского Улуса. Но сегодня вообще на этом турнире много, ну, так называемых легионеров, которые поменяли прописку согласно регламенту за 2 года до старта самих игр. Ну и, по всей видимости, Джилус тоже входит в число этих игроков. Например, также в составе Усть-Алданского района, например, сегодня по другим номерам, да, у нас бегает Сергей Волошин под 75-м. Вот сейчас как раз он немножко показался в кадре. Сергей Волошин у нас является игроком мини-футбольного клуба ЛКС из Липецкой области. Этот клуб вот с Серегой в этом сезоне по итогам кампании стал серебряным
призером чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Сергей Волошин известен якутским любителям мини-футбола по выступлениям за якутскую столичную «Зарю». Выступал он в период где-то вот с 2013 примерно по 2015 годы. Так что, можно сказать, местный парень. Ну а Джилустан Пестряков, он, конечно же, тоже игрок из «Зари», выпускник вот поколения студентов под руководством Сергея Павловича Скрябина. Бегал он также, помимо «Зари», имеет опыт выступления в других командах высшей лиги. Вот сейчас сразу не вспомню. Юрьевский район, 3-й пол. То ли за «Волгу Саратов», но забыл. Но играл он также и в других клубах. Игрок с богатым опытом. Передача на пятачок, и есть добивание, и есть третий мяч. Афанасий Федоров принимает поздравления. Сейчас мы посмотрим повтор и разберемся детально, как же забивали устьялданцы свой третий мяч. Но тут, да, плохо Нюрба действует вообще в целом в защите, да, потому что вот два последних взятия ворот при внимательных, более конкретных действиях в оборонительной фазе этих двух взятий ворот не было бы. Что вот вратарь, да, Григорий Осипов выронил мяч, что сейчас мяч отскакивает от защитников на добивание. Ну и 3-0 устьялданцы очень уверенно ведут. Афоня Федоров расчехлил пушку. Афанасий, конечно, может плотно пробить своей рабочей левой ноги. Демонстрировал он это, демонстрировал и демонстрирует он это на этом турнире и на матчах высшей лиги. Афанасий Федоров является воспитанником «Зари». Играл он за дубль. Помните те времена, когда у «Зари» был еще дубль. Афанасий является, конечно же, воспитанником, в первую очередь, да, устьялданской школы мини-футбола. Затем развивался он далее. Ну, досмотрим этот момент. Хороший, очень опасный момент. И в игру вступает страж ворот устьялданцев. Сергей Манатов. Ну и Афанасий Федоров затем, конечно же, на протяжении длительного времени, досмотрим эту атаку, на протяжении длительного времени играл в составе мини-футбольного клуба «Заря», а затем досмотрим момент, удар, бьющего разыграли устьялданцы. Но Афанасий также играл и за «Алмаз Алросу» Мирнинскую. Между прочим, в составе команды из Алмазного края Афанасий стал чемпионом высшей лиги России. В сезоне 17-18, в последнем сезоне для мирнинцев. Тогда после чемпионства клуб прекратил свою профессиональную деятельность. И получается, что мирнинцы, вот, кстати, Геннадий Сергеев бегает за мирнинскую сборную на этом турнире. Вот Геннадий Сергеев и Афанасий Федоров тогда, получается, в последнем для Алмаз Алросы сезоне громко хлопнули дверью. Очень красивая история. Но затем Афанасий также вернулся в «Зарю. И получается, на этом турнире вот сколько, да, вот звезд якутского футбола. Есть люди даже, которые вот состязались и состязаются в высшей лиге России. Передача на правый фланг набегающего тут съели. Не допустили того, чтобы вышел человек на ударную позицию против Виктора Винокурова. Тут ну, жестко сыграли, но судья свистеть не стал. Виктор Винокуров и Владимир Жирков у мяча. Жирков, передача на пятачок и тут же добивание. Ну, как просто, да? Как просто. Устьялданцы играючи забивают один за другим. И Владимир Жирков
записывает свой первый мяч в этой встрече. 4-0. 4-0. Сейчас посмотрим на повторе. Да. Нюрба сегодня как-то растерянно играет. Все очень красиво и просто. Передача в штрафную, отыгрыш назад, и тот же Жирков набегает и забивает. Ну и вот видите, все, посыпались нюрбинцы, посыпались. Автогол. Автогол, и Александр Наговицын будет записан в протоколе как автор взятия собственных ворот. Ну вот. Не совсем понятно, что именно хотел сделать Наговицын. Ну и 5-0. 5-0. Если игра продолжится так же, да, то, я думаю, вопросы о победителе уже сняты. Потому что Усть-Алдан здорово играет, во-первых. Во-вторых, нюрбинцы крайне неаккуратно, неуверенно действуют. Ну, а усть-алданцы, конечно же, наказывают. Так, у нас тут ветер становится все сильнее и сильнее. Комментаторский шатер уже несколько раз хотел покинуть позицию. Я придерживаю даже рукой монитор, чтобы он не упал. Но я думаю, этот ветер, конечно же, футболистам только помогает, потому что играть при такой жаре, это, конечно, очень-очень тяжко. Ну вот, Наговицын сейчас мог записать второй мяч, да? Один в свои ворота забил. Сейчас, конечно, с приемом не получилось. Развернулся и пробил бы, но не получилось. Два 17-х номера сошлись в этом эпизоде. Джилустан Пестряков и Виталий Воронов. Да, и вот, ну, можно, да, сказать, что все эти дни стоит невыносимая жара, более 30 градусов. И я просто вот перед трансляцией с коллегами, да, мы вот немножко подвигались на паркете, покатали мяч. Вот как ребята умудряются играть 2 тайма по 25. Очень интересно. Сергей Волошин будет вводить мяч в игру. И решается пробить Сергей Волошин. Так, ну тут, мне кажется, Афанасий Федоров остановил мяч, который и так в створ закатывался. Или... Ну, в динамике мне так показалось, по крайней мере. Нюрбинцы будут вводить мяч в игру. Но тут Наговицын, конечно, стоял за спиной Сергея Волошина. При таких обстоятельствах передачи дальние, конечно же, не доходят до адресата. Хорошо катают мяч усть-алданцы. Джилустан Пестряков пошел в обыгрыш. Мяч потерял. Не знаю, с чем связано вот такое вот обескураживающее начало, да, для, ну, вообще, я говорю про игру нюрбинцев. Вчера с мегинцами устроили, позавчера, вернее, с мегинцами устроили настоящую бойню, 4-3, настоящий триллер. Может, эмоционально как-то перегорели, потому что в плане физики-то за один день восстановиться можно. Если даже жарко, если даже была очень такая плотная, тяжелая игра. Но, может, просто как-то не настроились должным образом. И попытка пробить с дальней дистанции в исполнении Николая Савина. Да, недоволен Наговицын Александр.
частенько адресуют ему вот передачи, сам он открывается под эти передачи, но вот всегда вот не хватает самой малости для того, чтобы мяч обработать и довести дело до удара. Но амбиции Усть-Алданского Улуса, сборной, да, этого района, конечно же, очень высоки. Победить на домашних играх, конечно, я думаю, такая задача стоит во всех видах спорта. Что касается, да, вот тренерского штаба Усть-Алданского района. Ну, именно с этим и связано вот подписание Джилустана Пестрякова, Сергея Волошина. Прилично так усилили состав. Но тут Усть-Алдан уже, знаете, вот какой-то стритбол устраивает, когда перед воротами соперника идет такая перепасовка на коротке. Вот буквально в 1,5 метрах от вратаря. Ух, какая высокая свеча. Хорошо тут за мяч отборолся Артем Николаев, но затем удар у Наума Моисеева, мягко сказать, не получился. Передача верхом вперед, вот, например, разница, да, как открываются усть-алданцы под передачи. В данном случае это Андрей Иванов, и как вот Наговицын в аналогичной ситуации находился за спиной защитников. На усть-алданцы вот на приличной дистанции делают длительные, такие длинные передачи. Ух, тут на тоненького хотел сыграть Николай Антонов. Изящным движением пытался перенаправить мяч в створ. Но маленько не хватило точности. Афанасий Федоров делает передачу на Сергея Волошина. Сергей Волошин. Афанасий Федоров. Так, ну тут против Бурцева нарушение правил. Но Сергей Павлович Скрябин, да, включается тоже. Вот за всю игру, кажется, я впервые слышал его голос. Корректирует он действия своих подопечных. Сергей Павлович на этих соревнованиях также возглавляет и команду Северо-Восточного федерального университета. Один из самых видных, опытных тренеров нашей республики. И удар Сергея Волошина блокируется. Тем не менее, сохраняется мяч. Афанасий Федоров. Ой, вот какой гол! А будут ли фирменные акробатические этюды в исполнении Афанасия Федорова? Нет. По крайней мере, я еще не видел. Все мы знаем то, что Афанасий на матчах высшей лиги, да, вот, любит после забитых мячей продемонстрировать несколько вот таких этюдов. Афанасий, но с другой стороны, тут, да, залетает 6-й мяч, и тут сильно праздновать, конечно, тоже было бы не совсем правильно. Ну вот, играючи, очень просто. Одним движением мяч обработал, и в продолжении этого же движения проталкивает мяч далее, и с левой ударной ноги Афанасий поражает ворота. Это, конечно же, мастерство Афанасия Федорова. И, конечно, вот есть все-таки разница. Если брать конкретных игроков, да, вот Афанасий Федоров и соперники, которые сейчас играли против него в этом эпизоде. Есть разница, и мы вот видели эту разницу как раз-таки, потому что очень играючи легко разобрался Афанасий. Ну и таким образом дубль Афанасия Федорова, и по одному мячу забили пока что Джилустан Пестряков, Андрей Иванов, Владимир Жирков. И мы помним, что еще автогол на счету Александра Наговицына. 6-0. Ну и получается, мы уже будем доигрывать эту игру. Доигрывать матч. Извиняюсь за тавтологию. Усть-Алданский Улус
Урцев очень уверенно разобрался с соперниками уже в первом тайме. Ну и помимо вот 3 очков, да, Усть-Алданский Улусский обеспечил себе еще хорошую разницу. Хотя, если вспомнить положение, турнирную ситуацию этой группы, то, в принципе, тут разница-то и не важна, потому что у обеих этих команд 0 очков, у мегинцев, который возглавляет их группу, 6 очков, и получается со 2-го места у нас выходит победитель этой встречи, и с вероятностью 90 с лишним процентов это Усть-Алданский Улус. Не в обиду, конечно, команде Нюрбинского Улуса и болельщикам Нюрбинской команды, но просто счет на табло, и все видно по игре. Напомню, что на этом турнире у нас 4 группы, в которых играет по 3 команды, и на стадию четвертьфинала у нас выходит по 2 коллектива из каждого трио. Очень долго держат мяч усть-алданцы, здорово катают мяч, хорошее движение демонстрируют. Но вот сейчас, конечно, да. Николай Савин несколько замешкался и тут же сам ошибку исправил, остановил атаку. Правда, усть-алданцы все уже мяч потеряли. Ну вот сколько перехватов, сколько отборов в исполнении усть-алданских футболистов. Опасная атака. Виктор Винокуров сейчас. Ну как он умудрился, да? Не попасть, да. Сам тоже поразился Виктор. Вот, немножко не в темп, может быть, да? Виктор настолько... Ох, это было жестко. Досталось в этом эпизоде Артему Николаеву. И, видимо, потребуется ему помощь медицинской бригады. Ну, так, да. Столкновение, конечно, было жесткое. Но мини-футбол — это, конечно, контактный вид спорта, где много борьбы. Вот смотрим, ну, конечно, без злого умысла. Это в динамике так получилось, игровой момент. Да и, конечно же, сразу извинения последовали после этого стыка. Ну, покидает площадку Артем Николаев. Будем надеяться, что обойдется без каких-либо серьезных травм. Пожелаем. Ну, не здоровья, конечно же. Я не к тому, что он получил травму и сейчас перестанет играть. Я думаю, он сейчас посидит и в скором времени вернется на площадку. Аут в пользу нюрбинской команды. Смена тем временем прошла в составе нюрбинцев. Петр Слепцов появился на паркете. Петр Слепцов выступает за команду «Историон». Очень амбициозный молодой проект. Если мы говорим, да, о клубах, которые выступают в лигах столицы, это Союз Авто, Барс, да, вот Монолит и так далее. Это команды, которые имеют богатую историю и послужной приличный список. То «Историон» — это совсем молодой проект, который появился совсем недавно и представляет собой очень интересную команду. Ну а звучит свисток, который отправляет футболистов на перерыв. Отдохнем и мы с вами. Увидимся во втором тайме.
Уважаемые любители спорта, в частности футбола, мы продолжаем просмотр встречи между командами Нюрбинского и Усть-Алданского районов в рамках группового этапа турнира по мини-футболу. Ведет в счете с приличным отрывом команда Усть-Алданского Улуса. Хозяева соревнований очень уверенно проводят данную встречу. Чего пока не скажешь о Нюрбинской команде, но мы видим то, что активно сменяются четверки нюрбинцев, и сейчас, конечно, они попытаются размочить, да, счет. Потому что в случае поражения, как я понимаю, да, это последняя игра на этом турнире для нюрбинцев, и, конечно, хотелось бы уйти высоко поднятой головой. Но видим, как здорово катают мяч усть-алданцы. Ах, даже так. В 5 полевых играет Усть-Алданский Улус. Это вот ситуация, как и вчера, да, вот в матче Якутска с Горным Улусом. Афанасий Федоров показал, что будет бить, но потом дал передачу 5-му полевому. Комбинирует усть-алданцы. Вчера Якутск тоже, ведя в счете 4-0 в матче с Горным Улусом, тоже выпустил 5-го полевого в лице Никиты Евтушенко. И получается вот... Ну, как я вижу эту ситуацию, это то, что вот перед стадией плей-офф команды практикуют, оттачивают навыки игры в 5 полевых. Но вот сейчас, да, тоже на самом деле по логике вещей, например, ожидается, наверное, более факт того, что, например, вот Нюрба вытащила бы 5-го полевого в качестве риска. Но нет, тут ситуация зеркальная. Афанасий Федоров хотел очень тонко сыграть, перекинуть вратаря. Но вратарь справился с этой задачей. И тут же продолжаются качели. Джилус Пестряков с мячом. Федоров. Пестряков. Будет передача, да, есть передача на Афанасия Федорова. Удар с левой ноги, хэт-трик. Хэт-трик Афанасия Федорова. Принимает поздравления 7-й номер усть-алданской команды. И сразу смена в составе усть-алданского Улуса. Нет, не вся четверка села на скамейку. Афанасий Федоров покинул площадку. И вместо него появился Андрей Иванов. Ну вот. Прекрасный ракурс, который отчетливо показывает коридор, образовавшийся, куда и последовала передача в сторону Афонии. И Афанасий Федоров с убойной позиции расстрелял. Так, ну тут страсти кипят. Виталий Воронов потолкался с Джилустаном Пестряковым. Мы тут пару ласковых, да, быстренько обсудили эту ситуацию игроки. Но Джилустан Пестряков, конечно, он по характеру боец. Всегда заряжен. Не говорю то, что у него слишком много вот этой вот спортивной агрессии, да, нет, ни в коем случае. Я говорю вот именно про заряженность, про бойцовские качества Джилустана Пестрякова. Такие игроки вот нужны в любом коллективе. Так, ну тут и пошли уже фолы, да. Конечно, хотелось бы, чтобы вот такого было поменьше в наших играх. Андрей Иванов тут у нас на паркете получил по лицу. Бывает иногда такое, то, что страсти накаляются, и вот начинается, да, череда фолов. То, что обе команды уже взвинчены. Но тут даже тренеры сейчас выходят на паркет. Активно у нас идет обсуждение минувшего эпизода. Ну и тут, конечно, надо разбираться судьям. Андрей Иванов поднимается и покидает площадку или же останется в игре. Нет, остается в игре. И вот этот эпизод.
Ну да, по хоккейному встретили Андрея. И штрафной. Так, Виктор Винокуров у мяча. А нет, не Виктор Винокуров. Есть удар. Это Андрей Иванов пробивал. Угловой. Попытка пробить с лету. Не получилось. Идут вперед устилданцы. Хорошо встретил соперника Петр Слепцов. И остановил атаку. Но тут Виктор Винокуров и Владимир Жирков недопоняли друг друга. Мяч потеряли. Но тут игровой снаряд, кажется, да, покинул пределы площадки. Нет, нарушение правил все-таки. И Петр Слепцов делает навес в сторону ворот соперника. Шесть с половиной минут команды отыграли. Ну, на второй тайм нюрбинцы вышли, конечно, хорошенько. Ну, с настроем дела во втором тайме у них лучше, потому что действительно выступать с таким крупным счетом. И ну что делать? Надо биться. Не опускать же руки, да? Есть только один вариант. Команда еще окончательно не посыпалась, мы это видим. Команда пытается предложить свой футбол, навязать свою игру. Ну и устилданцы, конечно, вот периодически, да, свой натиск как-то уменьшают. Поиграли они в 5 полевых. Сейчас вернулись на стандартную схему, к стандартной схеме. Хорошо держат мяч все-таки устилданцы. Вот мы видим, да, с общей камеры это хорошо видно. Вот это вот геометрия мини-футбола, движение всей команды, смена позиций. Немножко в темп не попали устилданцы. Тут Виктор Винокуров, если бы добегал, конечно, очень опасный момент мог бы быть. Но мог бы, не считается в мини-футболе. Напомню, что по регламенту турнира у нас 23 минуты идут в формате грязного времени. И последние 2 минуты у нас идут чистыми, то есть со всеми остановками. Угловой. В пользу устилданцев. В кашу мяч был отправлен, но там сразу 3 игрока нюрбинцев оказались на этой позиции. Сергей Волошин отыгрывает на Федорова. Бестряков. Ну вот основная сейчас четверка на паркете у устилданцев. Ой, как здорово. И Афанасий Федоров. Автогол. Автогол. Второй автогол в составе нюрбинского улуса. И на сей раз автором автогола становится Петр Слепцов. Пытался он спасти. Гол в ворота команды Нюрбинского района. Автогол забил Слепцов. Пытался спасти свои ворота, но не получилось у Петра Слепцова.
Ну и Афанасий Федоров, мы помним, да, в первом тайме тоже выходил по диагонали 1 на 1 и пытался перекинуть стража ворот нюрбинцев, но вратарь тогда отвел угрозу, и сейчас тоже Афони с этой позиции перекидывал. Ну, вполне может быть то, что Афоня и не хотел отправлять мяч в створ. Он делал такую передачу на Сергея Волошина. Мы вот сейчас на повторе видели, что Волошин забегал на эту позицию. Момент нюрбинцы хорошо организовали. Не хватило точности вот именно в последних действиях. Петр Слепцов на Айтала Николаева играет. Айтал Николаев. Петр Слепцов продемонстрировал свой дриблинг. Сохранил мяч, все еще держит. Виталий Михайлов сейчас получит мяч. Вот как здорово. Джилстан Пестряков остановил эту опаснейшую атаку. Хорошую комбинацию провели нюрбинцы. Вот моментами, да, очень здорово комбинируют нюрбинцы, но вот не хватает, немножко не хватает точности. Ну вот сейчас. До последнего не решался, да, пробить Виталий Михайлов. Ну и 13 минут 30 секунд есть во втором тайме. Да, передача прошла, и Роман Иванов мог сейчас забивать. Виктор Винокуров смещается в сторону центра, делает неточную передачу. Петр Слепцов вот протащил мяч и пытается сделать передачу. Тут борьба идет за мяч. Так, и судья тут проводит профилактическую беседу со Слепцовым. Нюрбинский район, 4-й фол. Уже 4-й фол у нюрбинцев. Четвертое нарушение правил. Мы напомним, что в случае 5 нарушений правил, то команда уже не имеет права фолить, так как при 6-м и каждом последующем нарушении правил будет назначаться 10-метровый удар. Ух, тут неприятный момент. Наступили прям на колено. Талданский улус, 2-й фол. Это, конечно, без всякого злого умысла, само собой. В динамике так получилось. Но тут потребуется помощь медицинского персонала. Ну, да, тут дело не в том, что кто на кого наступил, да, оказывается, вот колено в колено. Крайне неприятное столкновение. Ух, тут, да, досталось, конечно, Виталию Михайлову. Но я смотрю, Виталий поднялся и, прихрамывая, покидает площадку. Сиди Борес попытался сделать передачу. Дальний удар мимо. — 8-0. Серьезное преимущество у Салданского улуса в этой встрече. Ну, очень интересная группа, конечно, Усть-Алданский, Нюрбинский, Мегино-Кангаласский улусы. И тут, конечно, в первом же туре у нас заречное дерби.
Так, ну тут, мне кажется, желтая будет. Николай Антонов, да, получает горчичник. Да, досталось вратарю столданцев. Нюрбинский район, 5-й фол. Предупреждение получил игрок команды Нюрбинского района. И все, нюрбинцы Антонов висят на Николай 5 фолах. Нарушать больше нельзя. Ну тут, конечно, я думаю, Николай Антонов прекрасно понимал, что страж ворот будет первым на мяче. И все же решил, да, вот. Ну, это спорный момент, потому что Николай Антонов ведь тоже, он доигрывал эпизод. Он же, наверное, что хотел? Чтобы при выносе, например, как-то заблокировать, чтобы его сокомандники подняли. Но тут все-таки на повторе было видно, что вратарь, он был первым на мяче. И, конечно, ну, сейчас, конечно, легко говорить, что не стоило Николаю Антонову так стелиться до последнего. Но в динамике, конечно, человек оценивает все иначе. Пожелаем здоровья вратарю столданской команды. Замена вратаря у нас уже состоялась. И ух, какую комбинацию проводят усть-алданцы. Николай Савин мог забивать 9-й мяч. Так, опять у нас звучит свисток. Ну, с чем связана эта остановка? Свободный мяч. Но я видел то, что вроде второй мяч был на площадке. Но и потом судья вот что-то сказал игроку у усть-алданской команды. Объявления о фолах не было. Но будем полагать, что остановка была из-за второго мяча на площадке. Еще одна атака усть-алданцев. Тут корпусом хотел прикрывать Николай Савин, но расторопнее сыграл игрок нюрбинской команды. 5-го полевого вновь выпускает усть-алданцы. 8 минут остается. Волошин, Федоров. Диагональная передача не прошла. Ну и можно наказывать. Попытаться наказывать. Выход 1 на 1. И да. Гол престижа. Гол престижа забивает Николай Антонов. И как забивает? Автогол в свои ворота усть-алданцы забил игрок под номером 7. Афанасий Федоров. Автогол. Ну, мы сейчас посмотрим на повторе вот с комментаторской позиции. Я видел то, что удар же был. Удар. И это в фоне, да. С этого ракурса понятно. Афанасий Федоров, конечно, занял позицию последнего игрока. И даже пытался вот немножко подпрыгнуть. Но вы сами прекрасно видите, какой силы был удар. Ну а дальше, конечно, Федорову сориентироваться, среагировать на этот отскок мяча от перекладины было очень и очень сложно. Обратная замена вратаря в составе усть-алданского улуса. 4 полевых, 1 вратарь. Сергей Волошин хорошо отыграл. В отборе передача на Афанасия Федорова. Можно по диагонали отправить на Пестрякова. Так и пытался сделать Афанасий. Но нюрбинские футболисты успели вернуться на свои позиции. Мяч в игре. Айтал Бурцев отыгрывает на Волошина. Тут далее на Пестрякова. На дальней штанге у нас Афанасий. Смещается ближе к угловому флажку. Вот и сейчас уже он немножко находится повыше. Афанасий на Волошина. Волошин на фоне пробивал. Угловой будет. Но Мегинсом, да, забивал Афанасий с этой же позиции, тоже после рикошета. Удар в слет у Пестрякова. Вводится мяч в игру. И чуть больше 5,5 минут еще остается играть. Передача на дальнюю адресовалась. Афанасий Федоров.
подстраховал. Ну, в этой группе, да, то, о чем я говорил ранее, матч достойный финала. Игр состоялся уже в первом туре. Мегино-Кангаласская команда вот играла с усть-талданцами. По накалу страстей, конечно, игра получилась, будь здоров. Ну, из голов было забито много. Да и в целом очень красивый матч, зрелищный, напряженный. Прошел. Ну и этот матч, конечно, решал очень многое. Вот мегинцы победили в этой важнейшей встрече, потом смогли вырвать, одержать победу трудовую над нюрбинской командой. Ну и тем самым Усть-Талданский Улус обеспечила себе команда выход в плей-офф. Нарушение правил. Стандартное Минутный положение. перерыв взяла команда Нюрбинского района. И команда Нюрбинского района берет минутный перерыв. Сейчас, видимо, будут обсуждаться домашние заготовки. Ну, позиция-то опасная. Ударная позиция. Посмотрим, какой вариант предложат нюрбинцы. Ну и Сергей Павлович Скрябин тоже, конечно же, дает наставления своим подопечным. Но я напомню, что Нюрба у нас висит на 5 фалах. В случае нарушения правил и каждого последующего будут назначаться в их ворота 10-метровые удары. Но в предыдущем эпизоде у нас правила нарушили усть-талданцы. И сейчас будет штрафной. Звучит свисток, арбитр приглашает футболистов на площадку. Ну и давайте смотреть. Петр Слепцов и Артем Николаев у мяча. Артем Николаев пробивает с носка, угодил в стенку. И Виктор Винокуров разгоняет атаку усть-талданцев. Да, передача неточная. Вынос мяча в сторону ворот нюрбинской команды. Виталий Михайлов. Наговицын. Был с мячом и аут в пользу усть-талданской команды. Сразу отправляется мяч вперед на Родиона Иванова. Но тут, конечно, вратарь уже все прекрасно видел, все прекрасно оценил и корпусом не позволил Родиону Иванову добежать до этого мяча. Опасный момент. Виталий Михайлов. Вот очень хорошая четверка сейчас нюрбинцев. Виталий Михайлов и вот Петр Слепцов. Видно, что молодые ребята с хорошим дриблингом, с хорошей динамикой.
молодые футболисты, да, с хорошей подготовкой, конечно, могут сильно изменить ход игры, освежить игру. Вернее, на свежих ногах. Виктор Винокуров. Тут, конечно, в спешке, да, Виктор делал передачу. Хорошо ставил на своего сокомандника мяч, но тут ни одну не удалось обработать. Но затея, в принципе, была хорошая. Смена в составе Селданского Улуса. Сергей Волошин. Мяч сразу отправляется вперед в сторону ворот у селданцев. Вновь в 5 полевых играют уселданцы. И сейчас уже роль 5-го полевого исполнял Джилстан Пестряков. Сейчас уже обратно замена вратаря состоялась. Джилстана в качестве 5-го полевого я еще не видел. Было бы очень интересно, конечно, посмотреть. Вот Джилус, да, вышел на поле. 5 полевых у селданцев. Сергей Волошин. Не проходит передача на Пестрякова. Афанасий Федоров будет вводить мяч в игру. Волошин, Федоров. Пестряков на Федорова и далее. И будет ли гол? Вратарь на месте. Ну как здорово мяч довели до Буджула Пестрякова. Красивая комбинация. Федоров на коротке играет в пас с Волошиным. И далее следуют неточные передачи. Федоров. Встретил его Петр Слепцов, не дал пойти в обыгрыш. Ну и начинаются качели. 5 полевых сейчас мяч катают у селданцы. Волошин. Буджул Пестряков. Джилус Пестряков. Федоров. Волошин. Джилстан Пестряков. Угловой. Мяч адресовался Айталу Бурцеву, который сейчас вводит мяч в игру. И Джилстан Пестряков. Вот как он играет в 5-го полевого. Дубль Пестрякова. Ну вот игра в 5 полевых, да? Когда на одну позицию у тебя больше. Мяч катали из стороны в сторону. Мяч получил Джилстан Пестряков. Его не накрыли, не успели накрыть. И мощным ударом Джилстан Пестряков забил очередной мяч у селданской команды. Вот, одним касанием обработал, вторым пробил. Но тут набегающие игроки нюрбинцев уже не успевали. Вернулись у селданцы к игре
с 4 полевыми. Афанасий Федоров. Мягкая, хорошая передача на Буджула Пестрякова. Не прошла. Ошибка. Афанасий Федоров. Выход 1 на 1. А-ха-ха! Ну, уже третья попытка Афанасия Федорова перекинуть мяч, да? И все. Звучит финальный свисток, который фиксирует победу усть-алданского Улуса со счетом 9-1. В составе победителей хэт-триком отметился Афанасий Федоров. 2 результативных удара на счету Джулустана Пестрякова. По разу забили Андрей Иванов и Владимир Жирков. Также мяч в свои ворота отправили игроки юрбинской команды Александр Наговицын и Петр Слепцов. Ну и единственный мяч сборной Юрбинского района забил Николай Антонов. Ну что ж, друзья, матч на этом завершился. Оставайтесь на телеканале Якутия-24. В скором времени мы продолжим просмотр матчей 3-го соревновательного дня по мини-футболу. Оставайтесь с нами.
На телеканале Якутия-24 продолжается прямая трансляция третьего соревновательного дня по мини-футболу в рамках 8-х спортивных игр народов республики. Продолжаем мы выявлять сильнейшую команду и призеров по этому замечательному виду спорта. И сейчас у нас в скором времени начнется встреча между командами Среднеколымского улуса и города Якутска. Ну и давайте сразу перейдем к составам играющих команд. Номинальные гости у нас сегодня это команда Якутска. Начнем с них. 22 номер Александр Ефремов, 15 Семен Кутырев, 10 Дмитрий Покровщук, 8 Александр Купряков, капитан команды. Николай Шарковский, 14, 11 Иван Калачиков, 17 Алексей Кислицын, 5 Алмаз Аконосов, 7 Дмитрий Сердюков, Илья Чекир, 29 и на воротах номер 19 Никита Евтушенко, главный тренер команды Олег Марченко. Соперники столичной команды Среднеколымский улус. Номер 8 Игорь Марков, капитан команды. 99-й Петр Кудрин, вратарь. 5-й Каскиль Третьяков. 4-й Григорий Слепцов. 17-й Иван Третьяков. 24-й Денис Демин. 19-й Кирилл Сазонов. 35-й номер Леонид Антипин. 11-й Тимур Стручков. 10-й Артем Иванов. И 7-й номер Владислав Иванов. Тренер команды Никита Жирков. Сегодня столичная команда, как и в минувшем игровом дне, будет выступать в полностью белой форме. И, соответственно, их соперники, футболисты Среднеколымского улуса, будут играть вот в красных футболках и красных шортах. Что касается турнирного положения в этой группе, то сыграли, да, команды по одной встрече все. У Среднеколымского района пока нет очков. Они в первом игровом дне со счетом 2-1 проиграли команде Горного улуса. Ну и, соответственно, Горный с 3 очками идет на второй позиции. Столько же пунктов у Якутска, который вчера со счетом 4-1 как раз вот обыграл команду Горного улуса. И Якутск идет впереди за счет разницы мячей. Плюс 3 у Якутска и плюс 1 у Горного улуса. У Среднеколымского пока в графе очков 0. Ну и видим то, что организаторы, да, волонтеры у нас протирают паркет. Как мы уже не раз говорили, играем на свежем воздухе. Рядом лежит дорога. И чтобы сильно не скользить, да, организаторы вот пытаются ситуацию улучшить. Для вас у микрофона работает Власий Сергеев. И сегодня мы будем наслаждаться футболом. Вчера Якутск одержал очень уверенную победу над командой Горного улуса. Вот ведя, да, в счете со счетом 4-0. Олег Михайлович Марченко принял решение выпустить 5-го полевого игрока. Ну и на протяжении приличного, длительного времени, да, столичная команда практиковала игру в 5 полевых. И в итоге довела дело до победного конца. Посмотрим, что сегодня сможет противопоставить команда Среднеколымского улуса столичным футболистам. Безусловно, Якутск традиционно входит в число фаворитов турнира. Очень хороший состав привез Олег Марченко. Ну и среди всех мы, конечно же, можем выделить Никиту Евтушенко, воспитанника мини-футбольного клуба «Заря», который нынче выступает за Липецкий мини-футбольный клуб ЛКС из высшей лиги. И в минувшем сезоне Никита Евтушенко стал серебряным призером чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Ну и вот в межсезонье Никита вернулся домой, в Якутск, и, конечно же, с большой радостью принял приглашение в эту сборную. Ну и, конечно же, видные, да, вот люди в мире якутского мини-футбола. Александр Купряков, капитан команды, да, Николай Шарковский. Есть ребята помоложе, например, Алмаз Аконосов, Иван Калачиков, которые хорошо зарекомендовали себя уже на городском, республиканском уровне. Ну и в целом вообще Якутск традиционно располагает очень сильным составом. Ну, а Среднеколымский район, как я вижу, тут нету, да, вот
так называемых подписанных людей. Как я понимаю, это все ребята действительно уроженцы Среднеколымского улуса, воспитанники Среднеколымской школы футбола. Приветствие команд у нас прошло. Футболисты зарядили друг друга вот этим вот традиционным выкриком перед стартовым свистком. Ну и появляется у нас четверка Якутска на поле. Вижу я Илью Чекира, Александра Купрякова, Дмитрия Сердюкова. И вот четвертого не могу разглядеть. Ну и на воротах, конечно, Никита Евтушенко. Вообще в заявке Якутска только один вратарь. Это Никита. Так, у Среднеколымского Артем Иванов, Владимир Иванов, Денис Демин. Ну и по ходу мы разберемся еще. Вот так выглядят стартовые четверки. И сразу же смотрите, какой момент. Хорошая диагональная передача на Александра Купрякова. Выбегал Александр на, в принципе, ударную позицию. Вот с такой комбинации столичные футболисты начинают данную встречу. Посмотрим. И удар со острого угла. Но вчера против Горного Улуса Якутск играл очень спокойно, без какой-либо суеты, очень уверенно, как говорят, на классе, да. Очень хорошо катали мяч, комбинировали. И все это делали вот с таким вот спокойствием максимальным. Раскатывают мяч столичные футболисты. Чекир делает хорошую передачу и... Ну как тут не попал, да? Алексей Кислицын. Убойная позиция. Ну, вторая уже такая хорошая комбинация. Чуть ли не завершилась взятием ворот. Ух, тут, да, такое тоже бывает. Артем Иванов в простейшей ситуации не смог обработать мяч. Илья Чекир делает передачу вдоль ворот. Никто из сокомандников не откликнулся. Ну, Якутск является победителем вот последних спортивных игр, которые в 2019 году прошли в Амгинском улусе. Тогда Якутск очень уверенно дошел до финала, где ему противостояла сборная Мегино-Кангаласского улуса. Тогда за мегинцев играли два представителя Зари. Ну, досмотрим этот момент. И мяч толкнул сетку, но с внешней стороны ворот. Илья Чекир угрожал воротам соперников. Ну и возвращаясь к истории Амги. Тогда за мегинцев играли два игрока мини-футбольного клуба «Заря». Это Алексей Костенко и Дмитрий Матицын. И, конечно, они сыграли решающую роль в том, что мегинцы дошли до финала. Вот сейчас опасный момент. Никита Евтушенко выходит один навстречу своему сопернику и нейтрализует угрозу. Ну вот Дмитрий Матицын и Алексей Костенко тогда за мегинцев практически не садились на замену. Все матчи проводили на ногах. И в случае вот острой необходимости только вот на передышку они садились. И в финале, конечно, была очень тяжелая игра. Якутск уступал по ходу матча со счетом 2-1. И тогда в 5 полевых Марченко сыграл. И Никита как раз играл 5-го, Евтушенко. И счет сравняли. И в серии пенальти у нас было противостояние двух вратарей, которые связаны с мини-футбольным клубом «Заря». Это Никита Евтушенко против Айсена Саввина. И тогда Никита Евтушенко стал героем серии пенальти. Он отразил 2 удара и забил решающий удар сам. Ну и вот, получается, Якутск защищает титул. Смотрим. Вот тут вратарь, конечно, без вариантов будет первым на мяче. Петр Кудрин. Заявлен он под 99-м номером, но на спине номера нет. Ну что может сказать и Евтушенко? Он заявлен под 19-м, номер на шортик-то хотя бы есть. Но на майке у Никиты номера нет. Но все мы знаем то, что с каким номером ассоциируется Никита Евтушенко в первую очередь. 19-й номер. Удар! Но тут Никита даже не стал, да? Руками фиксировать мяч. Обработал ногой спокойно.
и сделал передачу. Ну, Никита вообще хорошо играет ногами. Он, в принципе, вообще полевого здорово играет. Это дополнительная такая хорошая опция у команды Якутска. Можно попробовать пробить. Иван Калачиков заряжал в этой ситуации. Но удар заблокировали. Марков, Стручков, Третьяков и Антипин. Такая четверка сейчас у Среднеколымского Улуса. И вот момент опасный. Дмитрий Покровщук пробивал. Выбежал, да, на эту передачу. И удар получился не самым лучшим. Алмаз Аконосов. С ударной позиции с носка пробил. Но Петр Кудрин перевел мяч на угловой. Иван Калачиков еще раз заряжает. Сегодня у нас, конечно, также, да, вот, очень жаркая погода. Смотрим! Ну как так проглядели-то столичные футболисты? Просто взяли, да, вот, среднеколымские футболисты, забросили мяч. Ну, вратарь, да, вот, Петр Кудрин забросил на Артема Иванова. И, к моему удивлению, мяч дошел. И могли с такой простейшей ситуации сейчас счет открывать среднеколымские футболисты. Но Никита Евтушенко все прочитал. Я угрозу отвел. Игорь Марков. Прессинговал его Николай Шарковский. Петр Кудрин отправляет мяч вперед в сторону ворот своего визави в лице Никиты Евтушенко. А тут Николай Шарковский замешкался. Не стал бежать. Эту передачу. Ну, пас в никуда в исполнении Артема Иванова. И Никита Евтушенко будет вводить мяч в игру. Алмаз Аконосов. Алмаз Аконосов. Звучит свисток. И, как я понимаю, нарушение правил против Алмаза Аконосова. Игорь Марков, капитан среднеколымской сборной, правила нарушал. Смотрим. Хорошая передача. Есть удар. Будет ли добивание? Нет. Активно поддерживает команду Среднеколымского Улуса зрители, которые присутствуют на трибунах, которые имеются в хоккейном корте. Ну, вообще очень интересно, да? На хоккейном корте играем, мини-футбол на свежем воздухе. Экзотика, экзотика. Я думаю, больше всех удивляются московские судьи, которые по приглашению прибыли в Усть-Алданский район. И смотрите, какой момент. Выход 1 на 1 Никита Евтушенко. Выручает добивание. Удар. Еще один удар, наверное, будет. Нет, мяч сохраняют. И Артем Иванов. Звучит свисток. И арбитр, по всей видимости, фиксирует нарушение в пользу Якутска, как я понимаю. Но падал-то игрок Среднеколымской сборной Денис Демин. Ну, что по итогу? Да, мяч будет у столичных футболистов. Ну, как начинают, да, матч среднеколымские футболисты? Выход 1 на 1. И, конечно, удар пришелся по центру. Ух, какой момент! Никита Евтушенко выручил. Ну а сейчас свою команду выручает Петр Кудрин. Ну, у Кудрина, конечно, момент был посложнее, да? Если же в Евтушенко в упор стреляли в центр, по центру, по нему, то тут немножко мяч, конечно, в другую сторону шел. Еще раз вступает в игру Петр Кудрин. Много работы у Петра в начале встречи. Отбор, и сейчас Якутск побежит в контратаку. Чекир делал передачу на Кислицына Алексея. Но затем нарушение правил. Набирают потихоньку фолы
среднеколымские футболисты. Уже 2 нарушения у них. И начинают комбинировать столичные футболисты. Никита Евтушенко подключается. Вчера против Горного вот Никита вот так же выходил и вообще 5-го полевого играл. И вот сейчас аналогичная ситуация. Смотрите, сейчас до штрафной дойдет Никита. Ну и пошли качели, Сейчас, смотрите, вот среднеколымские футболисты очень компактно встречают у себя. Да, хороший прессинг и заставили ошибиться столичных футболистов соперники. Александр Купряков пошел в обыгрыш, ошибается. Никита уже на своей позиции. Даже если бы мяч достался бы среднеколымским футболистам, то Никита уже был на рамах. Алексей Кислицын пытался в обыгрыш пойти. Хороший подбор и в темп не попадают, да? Не почувствовали перемещение друг друга Алексей Кислицын с Семеном Кутыревым. Среднеколымские футболисты тоже подключают своего вратаря для начала организации их атаки. Смотрим, Кислицын. Кислицын пошел в обыгрыш. Мяч у него отобрали. Но тут подскользнулся, вот да, то, о чем мы не раз уже говорили. Семен Кутырев на ровном месте из-за вот этого слоя пыли подскользнулся и упал. Много таких падений у нас на турнире. Кутырева прессингуют, и смотрите, вот ошибка какая, да? После отскока рикошета мяч прямо перед воротами оказался. Ну и тут среднеколымские футболисты, да, откровенно простили столичных игроков. Купряков, мягкая передача на Ильи Чикира. Купряков вновь вместе с мячом. Чикир. Купряков. Кислицын. Купер оставляет мяч Кислицыну. И сразу Купряков предлагает движение сначала в сторону штрафной, затем обратно он на опорную, так назовем, позицию выбегает. Хорошее движение демонстрирует команда Якутска. Ошибка чуть ли не случилась. Чикир. Кислицын возвращал Чикиру. Быстро вводит мяч в игру. Пытался ввести Покровщук, но точности не хватило. Илья Чикир. И доходит мяч все-таки до штрафной. Но кто будет бить все-таки? Чикир. Чикир делает передачу. Пытался сделать передачу угловой. Тут же Илья быстренько тоже вводит мяч в игру. Есть передача и штанга. Штанга после такой очень тоненькой подсечки, да, в исполнении Кислицына. Мяч от штанги уходит в аут. Еще один опасный момент в исполнении столичных футболистов. У нас на поле появился тем временем Александр Ефремов. Смена у столичной команды. И тут же Ефремов нарушает правила. Кстати, первый фол у команды Якутска. Так, у среднеколымского Улуса, как я помню, 2 нарушения правил. Ну, не сказать, что борьбы много, нет. Без такой большой необходимости правила не нарушаются. Но в этом моменте Тимур Стручков, да, опередил передачу. Но при этом еще подскользнулся. Начинает комбинацию футболисты сборной команды Якутска. Но тут Николай Шарковский, конечно же, может потолкаться. Габариты позволяют. И Иван Калачиков. Ух, как уходит Иван Калачиков. Прострел вдоль ворот. Николай Шарковский пробивал. Как атакует Якутск. Вот это мини-футбол, друзья. Ну, отметим, конечно,
Дриблинг, да, Ивана Калачикова. Очень легко играющий, он разобрался со своими соперниками. И все делал правильно. Передача вдоль ворот на Николая Шарковского. Напросили. Ну вот сейчас еще один момент. Так, это падение Дмитрия Покровщика тут повалили. Желтая карточка. Третье нарушение правил у Среднеколымского Улуса. Так, Иван Третьяков нарушал правила. Ну и давайте отметим в протоколе. Иван у нас уже висит на карточке. И у мяча Дмитрий Покровщук. И Олег Михайлович Марченко берет минутный перерыв. До конца первого тайма 10 минут 25 секунд. Минутный перерыв. Ну, давайте посмотрим повтор момента. Ну, с чем тут спорить? Это нарушение правил. Придерживал рукой, это А. И Б, вот правой ногой, ну не скосил, но правой ногой же бил. Болельщики Среднеколымского Улуса тут, конечно, очень предвзято, да, оценивать действия арбитра. Но на повторе все прекрасно видно. И желтая карточка, конечно же, заслуженная, потому что это потенциально опасная атака. Никаких вопросов. Кстати, вот о судьях, да, как говорится, о судьи кто? Судьи пригласили специально из Москвы, чтобы они обслуживали данную встречу, ну и, конечно же, обменивались, да, вот опытом с нашими арбитрами. Все судьи, вот, которые прибыли, барагонцы Усть-Алданского района, они являются судьями Ассоциации мини-футбола России, то есть люди сертифицированные, настоящие профессионалы, которые обслуживают матчи высшей лиги России. Устанавливается стенка из 2 человек. Разыгрывается, и Николай Шарковский открывает счет. 1-0. Якутск выходит вперед. Поздравляют друг друга футболисты столичной команды. Ну, очень простенько, да? Дмитрий Покровщук стоял у мяча. Разыграли. И Николай Шарковский очень спокойно мяч отправил в ворота. 1-0. Первый есть. Аут в пользу Среднеколымского Улуса. Антипин. Передача доходит до адресата. И посмотрим сейчас, как будут атаковать среднеколымские футболисты. Нет. Пас в никуда. Мяч переходит к сборной Якутска. Калачиков дает передачу на Шарковского. Тот оставляет мяч Никите Евтушенко. Никита Евтушенко начинает играть 5-го полевого. Николай Шарковский. Ух! Дмитрий Покровщук не рассчитал силу при исполнении данного навеса. В атаке среднеколымские футболисты сохранили мяч, но тут же опять. Вторая атака к ряду, да, вот она заканчивается за счет именно высокого процента брака. Но движение, перепасовка-то и так далее, это в принципе все смотрится у среднеколымских футболистов здорово. Но вот именно как-то на ровном месте при хорошем движении вот что-то ошибаются. Но вкатываются в игру, конечно же. Идет калибровка, ребята сейчас вкатятся и будет меньше брака. Угловой тем временем Евтушенко будет бить! Евтушенко вообще, как я уже говорил, да, как полевой в полном порядке. Тогда в Амгинских играх в финале... И ух! Николай Шарковский дубль оформляет. Ну, 2 стандартных положения, да? Аналогичная ситуация также. Если при штрафном, да, вот просто разыграли. Шарковский пробил тут практически так же, только разница в том, что с углового, да, мяч довели до Шарковского, и просто Шарковский открывается и бьет. Бьет точно. Ну вот на повторе. Все просто. Ну и тут, конечно, да, проблема возникла с левым коленом у Николая Шарковского. Николай сразу отправился на скамейку.
Надеемся, что все хорошо. Вот сейчас смотрю, Николай пошел к врачу. Надеемся, что обойдется без серьезных травм. 2-0, дубль Николая Шарковского. И Якутск впереди. Продолжает наращивать свое вот это вот игровое, территориальное преимущество. Вот, и все это преобразовывается и вот на счет, да? 2-0. Смена тем временем прошла у Якутска. Дмитрий Сердюков. Хорошая передача на Кислицына. Кислицын возвращал. Не точно бросил мяч Петр Кудрин. Сразу извинился. Сердюков неточную передачу сделал, но тут же мяч ему вернулся. Кислицын бьет, и это и удар, и передача. Классика мини-футбола, да? Дмитрий Сердюков стелился. Хороший момент тоже. Борьба за мяч у линии аута. Мяч достается среднеколымским футболистам. На трибунах присутствуют болельщики, которые очень активно поддерживают среднеколымский улус. Присутствуют у нас на хоккейном корте звуки. Вот, ох, вот это красота! Илья Чайкир играючи разобрался с соперником. Минутный перерыв. Я уверен, что это попадет в хайлайты, да, этого тайма, ну и матча в целом. Между ног опрокинул мяч. Панна, так называемая. А вообще есть соревнования, да, проводятся турниры по панне, где маленькая-маленькая коробка. Ну вот, да, судья немножко помешал, но вот с этого ракурса будет видно. Левый остановил, правой хоп-хоп, красота. Ну вот турниры по панне, которые в маленькой-маленькой коробке, я не знаю, там радиусом может быть 3 метра с двумя маленькими воротами. Играют 1 на 1, и в счет идут не только голы, и, конечно же, вот прокидки мяча между ног. И даже это оценивается больше, чем просто взятие ворот. Ну, играли бы в панну сейчас, засчитали бы дополнительные баллы Якутску. Минутный перерыв взяла команда Среднеколымского района. И эти 60, отведенные 60 секунд прошли. Команды возвращаются на площадку. Ну, вернее, футболисты при минутном перерыве не покидают площадку по правилам. Да, не должны покидать. Но они возвращаются в игровую зону, скажем так, к исходным позициям. Высокий навес вперед. Неточная передача. Мячом завладели футболисты Среднеколымского района, но тут же лаверды, как говорится, да? Ошибка на ошибке. На трибунах, кстати, что-то нет людей, которые поддерживают Якутск. По крайней мере, нету кричалок в поддержку столичной команды. Это падение осталось без внимания арбитров. Все в рамках правил. Кескиль Третьяков делает передачу на правый фланг. Продолжается атака. Не довели мяч до адресата, и сейчас уже Якутск идет вперед. Кутырев. Комбинируют столичные футболисты. И как здорово все разыграно. И второй удар. Илья Чайкир. Было бы, конечно, лучше, если бы с первого, да, удара залетело, то
было бы в динамике Номером 29. более зрелищно, но Чекир. гол есть гол. На повторе хотелось бы посмотреть, да, на всю комбинацию. Как здорово играет столичная команда. Да, тут штанга. Ну и видим то, что Алексей Кислицын с первых рядов, да, видел. Ну вот, геометрия футбола, геометрия мини-футбола. Как все красиво разрисовали, да, футболисты Якутска. 3-0. Илья Чекир доводит счет до крупного. Так, есть нарушение правил. Не согласны футболисты Среднеколымского Улуса. Николаевский Улус, третий фол. Тимур Стручков нарушал правила. Толкнул он уходящего от него игрока, который позиционно его уже обыграл. Смена в составе Якутска. Алмаз Аконосов. Продолжается комбинация. Покровщук. И мягкая передача. Обратно на Дмитрия Покровщука. Выше ворот пробил 10-й номер сборной Якутска. Ефремов. Алмаз Аконосов. Последние 2 минуты первого тайма. Чистая Оценил игра. Алмаз движение партнеров по команде и не стал, да, вот давать передачу вперед. Ефремов оставляет мяч Покровщику. Тот дали на Алмаза Аконосова. Хороший отбор, после которого Иван Калачиков принимает решение пробить. Аут в пользу среднеколымских футболистов. Ну, периодически, да, среднеколымские игроки используют вот такие вот забросы на дальние дистанции. Один раз это, конечно, привело к опасному моменту. Алмаз Аконосов. Купряков тут один практически перед вратарем соперника. Это движение осталось незамеченным его сокомандниками. Купряков. Минута первого тайма. И минута осталась. Купряков. Кислицыну. Кислицын. Кислицын пытался пяткой сделать передачу на забегание Купера, но все пошло не по плану. И тут же Купряков смог заблокировать передачу соперников. Неточный заброс. Сохранили мяч в поле. Не получается у среднеколымских футболистов выйти из своей зоны. Вот сейчас только за счет выноса Дмитрий Сердюков наставляет мяч Никите Евтушенко. Никита Евтушенко. Заброс. Хороший на Кислицына. Но тут опять вот пыль, да, вносит свои коррективы. Инерция же не такая была сильная, да, у Кислицына, чтобы вот так скользить. На самом-то деле в легком прыжке бедром обработал мяч. И опорная нога вот за счет этого слоя пыли, собственно, поехала. Петр Кудрин отправляет мяч в сторону ворот Никиты Евтушенко. И звучит свисток. 3-0. Уверенно команда Якутска ведет в этой игре. Напомним, двумя результативными ударами отметился Николай Шарковский. И еще одно взятие ворот провел Илья Чекир. Футболисты уходят на перерыв. Мы сейчас предлагаем вашему вниманию хайлайты минувшей 25-минутки. И ждем вас во втором тайме. Оставайтесь с нами.
Кандыкан – это имя маленькой, отважной эвенской девочки, которой удалось выжить в стойбище полностью вымершим от оспы. Благодаря 0 ведет столичная команда. Дубль Николая Шарковского. И еще один точный удар на счету Ильи Чекира. Уверенно ведет в этой встрече сборная Якутска. Играет очень спокойно, как и вчера с горным Улусом. Вот сейчас попытался, да, пробить издали Дмитрий Покровщук. Удар был заблокирован. Очень красиво комбинирует столичная команда. Ну, что можно сказать про Среднеколымский Улус? Они начали-то очень здорово, да. Огрызались. Хорошо тоже проводили комбинации. Ну, в дебюте, да, особенно. Организовали несколько очень опасных моментов, но вот немножко вот точности в действиях все-таки не хватало. И анонсировали мы то, что ребята будут вкатываться. Но лично по моим ощущениям немножко как-то не подсели, что ли, в психологическом плане. И в физическом, конечно. Атака Якутска, смотрим. И будет бить Илья Чекир. В героическом подкате стелится Владислав Иванов. Спасает свою команду Кислицын. Оставляет на Алмаза Коносова. Ух, здорово! Это выход 1 на 1 практически. Нет, успевают вернуться столичные футболисты. Иванов здорово обыграл своего соперника. Ну и тут же ответная атака столичной команды, которая завершается аутом. Мяч оказался быстрее Алмаза Коносова. Я напомню, что в этой группе, ну, без учета этой встречи, да, не будем, конечно, делать поспешных выводов, без учета сегодняшней встречи лидирует в этой группе команда Якутска. Все команды сыграли в этой группе по одной встрече. У Якутска победа, у Горного Улуса также одна победа над Среднеколымским Улусом. Но по разнице мячей лидирует Якутск, плюс 3. Опять-таки я напоминаю, что без учета этой игры. Плюс 3, смотрите, гол! Четвертый мяч залетает в ворота Среднеколымского Улуса. И авторство взятия ворот у Дмитрия Покровщука. 10-й номер Якутска забивает четвертый по счету мяч. Ну и продолжу я разницы мячей без учета сегодняшней встречи. У Якутска плюс 3, у Горного плюс 1. Среднеколымский Улус пока без очков. Вот. Прекрасно видел Илья Чекир, набегающего сокомандника, и видел прекрасно, что вратарь уже навстречу вылетает. Ну и, конечно, сделать передачу было самым правильным решением. Ну, в чем, собственно, мы убедились. А вот в пользу Среднеколымской сборной интересный вариант предложили. Николай Шарковский вернулся на поле. С коленом все в порядке у Коли. Это здорово. Кутырев. Передача на Шарковского. Шарковский далее на Ефремова. Ефремов. Шарковский. И смотрите, вот где находится Никита Евтушенко. Впятером сейчас атакуют столичные футболисты. Евтушенко. Шарковский. Ошибка. Но Никита должен успеть, я думаю. Да. Иван Калачиков. Иван Калачиков вот тоже, да, футболист, который вот пришел из университета. Против Шарковского нарушали правила? Нет. По мнению арбитра, тут фола не было. Но Иван Калачиков тоже вот футболист, который вышел из университета. Иван Калачиков также за Зарю тоже выступал. Так, тут давайте без этого. Иван Калачиков парень молодой, но мы увидели, что
готов он вступить в словесную перепалку, отстаивать свою точку зрения. Ну и судья, конечно, тут проводит профилактическую беседу. Мол, давайте без лишнего, пришли играть в футбол, давайте без лишней агрессии. Иван Клачков учился в юридическом факультете, но я думаю, он закончил. Да, он окончил юрфак, и вот год назад, что ли, он вернулся с военной службы, отдал долг своей родине. И вот примерно год он вот возвращается в свою форму, потому что, конечно, минус год. Не думаю, что там были условия, да, вот на постоянной основе вот, практиковаться, держать себя в форме. Конечно, проводятся соревнования различные, да, между военными частями, но согласитесь, это же, конечно же, не всегда. Ох, какой момент! И сейчас верховая борьба будет, по итогам которой, да, Иван Третьяков отправляет мяч в собственные ворота. Ну, трудно было Ивану, потому что его тоже прессинговали. Прессинговали Ивана, и впоследствии чего вот... ну тут, по сути-то, большого прессинга и не было. Вот, с комментаторской позиции показалось, что Кутырев, да, вот боролся с ним в воздухе. Нет, тут скорее даже свой напрягал больше, чем Кутырев. Так, это у нас не минутный перерыв. Заминка связана с повреждением Никиту Евтушенко. Проблемы с плечом возникли у стража ворот столичной команды. В ход идет заморозка. И команда готова продолжить встречу. 5-0. 5-0. Якутск продолжает наращивать свое преимущество. Вот мне кажется, что Якут все-таки экспериментирует. Вот, какие-то вот комбинации, да, связки пробуют. Вот если бы Якут сыграл в полную силу, то картина, конечно, несколько иная была бы. Якутск вот включается, когда надо, как я вижу. Николай Шарковский тоже захотел попасть в хайлайты, продемонстрировал свой дриблинг. Передача налево. Тут Кутырев. И вновь в подкате хорошо действует Владислав Иванов. Любит 7-й номер. Любит и, что важно, умеет выбирать нужный момент. Стелиться в подкат. Уже 2 раза, как минимум 2 раза он в нужный момент именно за счет подката приостанавливает атаки столичной команды. Иванов вводит мяч в игру. Есть попытка пробить. Но сильно выше ворот Демин пробил. Алмаз Аконосов. Кутырев. Ну и вот раскатка пошла. Смотрите, как двигается. Покровщук пошел в обыгрыш против двоих, потом вернул мяч назад на Аконосова. Ну и вот распасовка. Вернуть нет. И угловой будет. Покровщук делает передачу. Удар Алмаза Аконосова. И вратарь среднеколымской команды среагировал. Но получится выбежать в контратаку. Но тут застать врасплох уже не получится. Все футболисты сборной Якутска моментально вернулись на свою половину поля. И сейчас уже вот встречают на половине поля соперника. Ошибка. Илья Чекир. Будет добивание головой. Штанга.
Но отметим вратаря среднеколымской команды Петра Кудрина. Много сегодня у него работы. Вот в двух последних эпизодах Петр Кудрин выручает свою команду. Илья Чекир, Никита Евтушенко. 5 полевых вновь играют столичные футболисты. Аконосов, Чекир на дальнюю. На дальнюю там был Дмитрий Покровчук. Но задумка не прошла. Посмотрим, что сейчас предложат футболисты среднеколымской сборной, пока не удается им выйти из своей половины поля. Высоко встречают столичные игроки своих соперников. Вот под давлением, да, пытаются выйти. И прессинг, действия приводят к тому, что среднеколымские футболисты ошибаются. Мяч переходит к столичным игрокам. Ну и вновь в большинстве сейчас будут разыгрывать комбинацию подопечные Олега Марченко, Никита Евтушенко. А вот Никита может и пробить. Не просто, да, вот быть звеном в этой системе перепасовки, но и может хорошенько пробить. Так что по принципу амплуа тут скидок делать не надо. Никита, Чекир. И вновь передача на дальнюю, угловой. Алмаз Аконосов делал эту передачу. Вот, два момента к ряду, да? Перепасовка и на дальнюю на Покровчука. Пока не получается. Илья Чекир. Алмаз Аконосов. Ложный замах. Евтушенко. Ну и среднеколымские футболисты вот сейчас включились, да, в активный прессинг, а до этого просто встречали. Вот. По игроку разобрали. И не прыгая, так ожидали действий соперников. Евтушенко показал, что будет бить, и сделал передачу на Покровчука. В 13 минут и 45 секунд остается во втором тайме. В целом в этом матче Алмаз Аконосов, Илья Чекир. Более активный прессинг пошел со стороны футболистов среднеколымского Улуса. И мы видим то, что приносит свои плоды. Потому что действительно, если будешь просто стоять, да, на ножках и смотреть, как комбинирует соперник, то рано или поздно, конечно, это дойдет до взятия ворот. Надо рисковать, надо идти в более активный прессинг, тем более, если ты проигрываешь со счетом, ну, с таким крупным счетом, да. Никита Евтушенко неспешно идет, и сейчас будет шестой гол. Все очень красиво разыграли. Илья Чекир впоследствии этой комбинации просто в пустые ворота забивает 29-й номер команды Якутска. Ну вот, да, когда нет активного прессинга и столь мастеровитая команда, как Якутск, да, комбинирует в 5 полевых, то мячи будут залетать один за другим. А вот, в принципе, мы видели, как среднеколымский, если район включается в активный прессинг, то столичные футболисты ошибались. Ну и вот, собственно, красота мини-футбола. Какая комбинация. Ну и тут уже ничего не мог поделать вратарь. Он был уже вне этого эпизода. Его просто отрезали под последней передачей предголевой. А 6-0. Таким образом, у нас 2 дубля. Значит, тут Чекира и Шарковского Николая. Смена в составе Якутска прошла. Ну, смотрю, Чекир по-прежнему на поле, но Шарковский вернулся и Купряков
вышел. Куприков вот справа будет играть. Иван Калачиков слева от Никиты Евтушенко. И там по краям у нас получается Шарковский и Чекир. Ну, хотя сейчас Чекир с Куприковым примерно на одной линии. Минутный перерыв. Команда Среднеколымского района. Среднеколымский район берет минутный перерыв. До конца встречи 10 минут 46. Но тут, конечно, речь не идет о том, чтобы как переломить ход встречи. Тут, конечно, уже, наверное, несколько другой разговор. О том, что в принципе, можем противопоставить, что изменить в игре, чтобы оформить вот первое взятие ворот, постараться забить второй, может быть, третий гол. Но другое дело, позволит ли это сделать команда Якутска, которая играет очень спокойно, очень уверенно. И даже вот играя в 5 полевых при ошибках, то столичные футболисты очень быстро возвращаются в свою зону. Не поняли друг друга тут среднеколымские футболисты. И сейчас Ефремов выходит 1 на 1. И вратарь выручает ответ среднеколымской команды. Нет, захлебнулась атака. Тут же Ефремов с мячом сейчас. Есть забегание с двух сторон. Куприков слева. Туда следует передача. Куприков, но тут опять подскользнулся. Что делать с этой пылью, я просто не знаю. Вот самые такие моменты, да? Когда надо ускориться и чуть-чуть сбить темп. Вот когда чувствуешь, да, передачу. Когда надо чуть сбить темп или же наоборот чуть-чуть ускориться. И тогда вот как раз-таки при смене динамики подошвы-то и начинают скользить. Пять метров, предусмотренные правилами. Просит Иван Калачиков делать передачу на Никиту Евтушенко. Никита Евтушенко сейчас вообще до штрафной добежит. Есть падение, нет свистка. На добивание никого не оказалось. И сейчас среднеколымский Улус всеми силами пытается выйти в быструю атаку. Это не получилось. И сейчас уже будет заброс. Тяжело, конечно, среднеколымскому Улусу выходить, да, вот за счет перепасовки, комбинаций, потому что Якутск очень хорошо разбирает соперников по игрокам. И иногда вот предпочитают, да, соперники столичных футболистов выходить в атаке за счет вот этих вот длинных забросов, длинных передач. Ну вот и комбинирует среднеколымский Улус, смотрите. Падение. И сейчас Николай Шарковский. Николай Шарковский делает передачу вдоль ворот. 7-0. 7-0. Ефремов. Да, Александр Ефремов. Время остановлено. Техническая пауза. Забивает 7-й гол столичной команды. Поздравления. Принимает поздравления 22-й номер города Якутска. И вновь отмечаем. Как же здорово тут все было разыграно. Николай Шарковский тут остался на ногах. Ни соперник, ни пыль не помешали Николаю тут сохранить баланс и сделать передачу на Александра Ефремова. И тут вновь Петр Кудрин, да? Ну что ему делать? Передача на пустые ворота. Тут уже остается только наблюдать. Перерыв, заминка у нас небольшая, связанная с тем, что вот у нас шатер судейской коллегии рискует покинуть пределы игровой площадки. Сейчас вот организаторы работают над тем, чтобы зафиксировать шатер. Действительно, ветер такой приличный. Ну, еще раз смотрим. Нет, это другой момент, когда Илья Чекир попал в штангу на добивании. Так, я понимаю, это
хайлайты второго тайма. Ну, малость не хватило, да? Чтобы отличиться в этом эпизоде Чикиро. Ну и вот. Красота мини-футбола в исполнении подопечных Олега Марченко. Вот Чикир отправляет, получает обратно. Спокойно. Просто подставляет ножку. Забивает в пустые ворота. Но даже в движениях, да, есть, как двигаются столичные футболисты и Среднеколымский район. Вот нет сумбурности, вот нет суеты. Я не говорю, что у среднеколымских футболистов трясутся коленки. Нет, ни в коем случае. Я говорю о том, что Якутск очень спокойно вот делает передачи, перепасовки. И на лицах тоже наблюдается такое спокойствие. Контроль над ситуацией. Ну, а Среднеколымский, да, вот там движения более такие, не то что хаотичные, а такие более агрессивные, нацеленные. Ну, конечно, тут надо биться. Вопрос о победителе, конечно, уже решен. Но надо играть. Так, тем временем организаторы решили убрать навес. Остановок, связанных с этим, уже не будет. Хорошая передача на Стручкова. Здорово Стручков оставил. И вот комбинация пошла какая у Среднеколымского улуса. Ефремов сейчас будет на отборе. Аут в пользу столичной команды. Опять звучит свисток. Так, теперь у нас с табло, что ли, проблемы возникли? Небольшая заминка. Ну, вывели одного из болельщиков. Правда, не понимаю, с чем это связано. Ну, видимо, может, какие-то нецензурные выкрики, не знаю, как-то мешает процессу проведения встречи. Николай Шарковский тем временем получает мяч. Аут будет в пользу Якутска. Ну, вот, наверное, какое-то неподобающее поведение, на что обратили внимание судьи и попросили охрану вывести этого молодого человека. Не будем отвлекаться, продолжаем смотреть. Куприков делает передачу, тут же получает обратно. Куприков пробивал, заблокировали удар. Ну и хотелось бы, да, вот посмотреть комбинации в исполнении футболистов Среднеколымского улуса в предыдущей атаке. Вот, помним же, да, как здорово они катали мяч. Но на эту передачу никто не откликнулся. Иван Калачиков. Николай Шарковский. Алмаз Аконосов. Если нет людей, то почему бы не пройти, да, вперед? Шарковский пытался сделать передачу. Ну, Николай Шарковский человек с богатым опытом. Один из ветеранов столичной команды. Также он и выступал и в лучшие годы за мини-футбольный клуб «Заря». Также и был тренером дублирующего состава «Зари». Правда, и добивался успехов на этом поприще. В 2015 году, как я помню, команда Николая Шарковского под его руководством заняла третье место. Третье место в чемпионате России вот среди дублирующих составов, среди молодежки. Безусловно, очень хороший результат. Но потом, как я знаю, сейчас вроде Николай
тренерских дел-то отошел. Ну, может быть, ошибаюсь. Вообще, в целом, да, команда якутского сочетание опыта и вот, юности. Передача на Шарковского тут же возвращает, но тут, видите, уже не получилось провести, как в случае со взятием ворот Ильи Чекира. Вот опытные футболисты, конечно. Николай Шарковский, Александр Купряков. Вот сейчас досмотрим эпизод. Ну как тут мяч все-таки не оказался, да, в воротах. Был уже также заявлен Андрей Калачев. Ну, не знаю, слышал, что он приедет с опозданием. Дела у него какие-то, может быть. Вот тоже Андрей Калачев, тоже многолетний капитан мини-футбольного клуба «Заря», играющий тренер мини-футбольного клуба «Ирбис», человек с большим именем в мире якутского футбола в целом. Ну и молодые ребята, вот Иван Калачиков, Алмаз Аконосов, да. Так, штанга тут и добивание. Ну, никак не хочет мяч в последние минуты вот попасть, да, в ворота. Вот сейчас как здорово все разыгрывают среднеколымские футболисты. Никита Евтушенко вступает в игру. Ну вот могут ведь все-таки здорово. Если идет у среднеколымского улуса игра, вот именно в плане комбинации, да, то они здорово тоже разрисовывают такие хорошие комбинации. Илья Чекир активен в прессинге. Аконосов. Перехват. Сохранили мяч в поле. И сразу же обратно на Сердюкова. Игра рукой, как я понимаю. Перехват. И сейчас пойдет в контратаку сборная Якутска. Так, нарушение правил. Сердюков в роли пострадавшего в этом эпизоде. Первый фол у Среднеколымского при двух нарушениях правил со стороны столичных футболистов. Минутный перерыв. Правда, не успел я расслышать, кто именно взял. Но по логике вещей я предполагаю, что Олег Михайлович Марченко взял минутный перерыв для того, чтобы обсудить со своими подопечными варианты розыгрыша данного стандартного положения. Активное обсуждение идет, как мы видим. Но там, да, используется, видимо, планшет с магнитами. Да, какая-то домашняя заготовка сейчас будет. И именно поэтому используется планшет. Олег Михайлович Марченко, как говорится, наглядно, да, объясняет, кто как должен двигаться при розыгрыше от предстоящего стандартного положения. 2 минуты и 16 секунд остается играть. Установки озвучены, установки приняты. Ну и давайте посмотрим, как они будут сейчас разыгрывать. У мяча сразу 2 игрока сейчас. Это Покровщук и Чекир. Что? Покровщук мяча коснулся. И, ну, казалось бы, что задумка-то не удалась, но все-таки взятие ворот состоялось. Алексей Кислицын забивает очередной мяч. Уже 8-й по счету. 8-й гол столичной команды. Ну и давайте смотреть на повторе. Да, вот коснулся. Ну и потом, казалось бы, Петр Кудрин уже мяч вытащил. Но тут, да, от своего же отскочил игровой снаряд. Ну и пробивать, по сути-то, вот, никто не мешал, да? Хотя 2 игрока были в своих позициях, но что-то неспешно накрывали этот удар, впоследствии чего
8-й мяч столичной команды. И, как я понимаю, уже, да, чистое время пошло. Напоминаю, что по регламенту у нас 23. Но досмотрим этот эпизод. Мимо ворот. По регламенту у нас 23 минуты грязного времени. И оставшиеся 2 минуты идут в чистом виде со всеми остановками. Угловой удар. Угловой удар. Разыгрывается Никита Евтушенко. Хорошая атака левым флангом. Так, ну тут не было ли нарушения правил? Нет свистка, надо продолжать играть. Ефремов. Хорошо развернулся, делает передачу в центр штрафной. Но оставляли тут мяч, конечно, Ефремову, да? Немножко в темп не попали. Потеряли мяч подопечная лига Марченко. И сейчас Среднеколымский УЛУС попытается провести свою атаку. Минута осталась. Ох! Не поняли друг друга тут Сердюков с Евтушенко. Ну даже так, да? Артем Иванов пяткой пытался пробить. Ну, вернее, будет сказать не пробить, а перенаправить мяч. Покинул мяч линию аута, пересек линию. И мяч у столичной команды. 8-0, 8 безответных мячей футболисты из Якутска забили. Активно прессингует Никита Евтушенко. Ох, как тут здорово, здорово разобрался Кутырев. Второй фол. Нарушение правил. Второй фол в активе среднеколымских футболистов. Комбинирует футболисты сборной Якутска. Ефремов пробивал вот практически с линии штрафной, но на высоте Петр Кудрин. Угловой. А почему нет? Никита Евтушенко, да? Неоднозначное решение принимает Никита. Но на самом-то деле дело сделано. Наброс в штрафную. Звучит свисток. Крупная победа сборной команды Якутска. Таким образом, Якутск набирает 6 очков. И в любом случае Якутск выходит с первого места. Горный еще, я понимаю. Есть еще встреча. Но в любом случае поздравляем подопечных Олега Марченко с выходом на плей-офф. 8-0. Голы забивали по одному у нас. Отличились Александр Ефремов, Дмитрий Покровщук, Алексей Кислицын. И по дублю оформили Николай Шарковский и Илья Чекир. Также мяч в свои ворота отправил игрок среднеколымской сборной Иван Третьяков. Мы посмотрели интересный матч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. Впереди еще 2 матча групповой стадии. Завтрашнего дня мы приступим к плей-офф. До скорых встреч в эфире.
Кандыкан – это имя маленькой отважной эвенской девочки, которой удалось выжить в стойбище полностью вымершей мотоспы. Благодаря поддержке компании «Алроса» мы издали нашу сказку, которая несет в себе ценности, рассказывает не только эту историю. Мы благодарны компании «Алроса», которая поддержала нас на самом старте. Вместе мы создали историю очень важную и нужную для мира. По 500 социальных проектов на 10 миллиардов рублей ежегодно. «Алроса» – якутская компания. Правила поведения на воде при купании, о которых необходимо помнить. Не купаться на несанкционированных пляжах. Не отплывать далеко от берега, не заплывать за предупредительные знаки. Не нырять в неизвестном месте. Не купаться в ночное время. Не плавать в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах. Не плавать в нетрезвом виде. При появлении судорог не теряйтесь. Старайтесь удержаться на воде и зовите на помощь. Также существуют особые рекомендации для родителей. Всегда будьте возле ребенка. Не оставляйте его одного в воде. Старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках и других плавательных средствах. Если же берете малыша, то всегда надевайте на него еще на берегу спасательный жилет. Не забывайте о головном уборе для ребенка. Ознакомьте ребенка с правилами безопасного поведения на воде. Если вы заметили тонущего человека или человек на воде просит о помощи, немедленно звоните в службу экстренной помощи по телефону 112. One Click Якутия.
Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Финансы – неотъемлемая часть экономических отношений, а финансовый контроль – одна из важнейших задач бюджетного процесса. В нашем регионе полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю осуществляет Министерство финансов Якутии. Подробнее об этом мы поговорим с заместителем министра финансов республики Варварой Ивановой. Варвара Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Хочется подробно рассказать об основных задачах и функциях, которые стоят перед Министерством финансов. Но прежде всего стоит обратить внимание, что Министерство финансов Республики Саха-Якутия является не только финансовым органом, который реализует финансовую бюджетную политику в республике, но и органом внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок. Каким же образом организована работа по контрольной деятельности в вашем подразделении? Контрольная деятельность у нас осуществляется на основании единых федеральных стандартов, которые утверждены постановлением правительства Республики Саха-Якутия. Но тут следует отметить, что объектов контроля значительное количество, их насчитывается свыше 11 тысяч. То есть те, кто таким образом, так или иначе, кто получил финансовые средства из государственного бюджета, они подпадают под объекты. Это и на уровне органов местного самоуправления, а также юридические лица, бюджетные учреждения. При этом у нас в среднем планируется где-то 650 контрольных мероприятий. И, конечно же, приоритизацию нам ставит глава республики Асен Сергеевич Николаев. Это прежде всего контроль за реализацией национальных проектов. Скажите, в финансовой части, в финансовой области есть такое явление, как рискоориентированный подход. Какие ключевые факторы учитываются здесь при планировании мероприятий? Да, действительно, каждому объекту нельзя представить контролера, при этом обязательно нами применяется рискоориентированный подход, то есть оцениваются риски. Это такие показатели, как прежде всего это объем предоставленных средств, также давность проведения контрольного мероприятия, а также устранение нарушений по ранее выявленным контрольным мероприятиям. Оцениваются риски, и, соответственно, на основе этих рисков составляется у нас план контрольных мероприятий. В ходе проведения контрольных мероприятий какие нарушения выявляются чаще всего? Типичными правонарушениями у нас является в соответствии, у нас есть классификатор, в соответствии с классификатором неправомерное расходование бюджетных средств, нарушение условий предоставления бюджетных средств, нарушения в бухгалтерском учете, а также нецелевое расходование бюджетных средств. Но тут следует отметить, что у нас контрольные мероприятия проводятся в разрезе государственных программ. Целевые показатели у нас ставятся тоже в соответствии с государственными программами, и на основании утвержденных госпрограмм также утверждаются нормативные правовые акты по каждой субсидии, и по каждой субсидии у нас должен быть эффект. И контроль за соответствием этого нормативно-правового акта, то есть контроль за эффективностью предоставленных бюджетных средств нами оценивается и проводится. А по итогам выявленных нарушений какие меры применяются чаще всего? По итогам контрольных мероприятий применяется нами весь комплекс мер, который предусмотрен законодательством. Это вынесение представлений, предписаний, направление, в вышестоящие организации главным распорядителем, также административное производство. Но тут следует отметить, что в последние годы значительно возросла ответственность. То есть если у нас раньше было всего несколько оснований для привлечения к административной ответственности, то на сегодня у нас кодексом предусмотрено свыше 100 оснований. Но в этой связи мы реализуем весь комплекс. При необходимости передаем материалы в правоохранительные органы. Если говорить о комплексной работе, как вы взаимодействуете с другими органами власти? Но без взаимодействия с другими органами власти невозможно обеспечить эффективную работу
эффективную реализацию поставленных задач. И в этой связи мы проводим взаимодействие с такими органами, как налоговая служба, счетная палата, прокуратура, правоохранительные органы и Федеральная антимонопольная служба. Также с счетной палатой мы взаимодействуем очень активно. А взаимодействуете ли вы с контрольными органами других субъектов нашей страны? Да, мы активно взаимодействуем. Это взаимодействие происходит под эгидой Министерства финансов Российской Федерации. Министерством финансов Российской Федерации создана рабочая группа по совершенствованию государственного финансового контроля. В этой рабочей группе состоят также представители субъектов. Проделана большая работа, совместная большая работа, в том числе по стандартизации контрольной деятельности. Следует отметить, хотелось бы в этой связи отметить, что ежегодно проводится конкурс на звание «Лучший орган внутреннего государственного финансового контроля». И в 2020 году Министерство финансов Республики Саха-Якутия признано лучшим органом среди всех субъектов Российской Федерации. Варвара Петровна, скажите, а какие наиболее актуальные задачи стоят перед органами финансового контроля? Так, дальнейшее совершенствование органов в нашей деятельности невозможно без совместной работы всеми участниками бюджетного процесса. Это прежде всего все получатели должны взаимодействовать с нами. Также на уровне органов местного самоуправления необходимо развитие муниципального финансового контроля. Также мы видим необходимость развития внутреннего финансового аудита. Это контроль министерств и ведомств. И в завершение нашей с вами беседы скажите, в условиях активного развития информационного сектора и цифровизации всех систем, какое будущее вы видите в организации контрольных мероприятий? Уже поставлена задача Министерством финансов Российской Федерации цифровизация подконтрольной среды. Это значит, мы должны в единой информационной среде, все объекты контроля, все участники бюджетного процесса должны работать в едином информационном пространстве, и, соответственно, будет вводиться понятие смарт-контролинга, то есть едином информационном поле, без участия подконтрольного объекта мы будем работать. Благодарю вас, Варвара Петровна, за содержательную беседу. Я думаю, теперь многие узнали, чем и для чего занимается Министерство финансов нашей республики. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи. Кындыкан – это имя маленькой отважной эвенской девочки, которой удалось выжить в стойбище полностью вымершем от оспы. Благодаря поддержке компании «Алроса» мы издали нашу сказку, которая несет в себе ценности, рассказывает не только эту историю. Мы благодарны компании «Алроса», которая поддержала нас на самом старте. Вместе мы создали историю очень важную и нужную для мира. По 500 социальных проектов на 10 миллиардов рублей ежегодно. «Алроса» – якутская компания.
Дорогие жители и гости столицы, 8 июля впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад Республиканского семейного фестиваля, приуроченного ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Парад пройдет по улице Кирова. На нашем семейном фестивале на территориях Комсомольской площади и Центрального парка культуры и отдыха пройдут тематические мастер-классы, ярмарки продаж, выставки и различные детские конкурсы. В честь праздника семьи, любви и верности в 17 часов состоится праздничный концерт, а также пройдут конкурсы новобрачных на лучшее признание в любви и верности, конкурс детских колясок на лучшее оформление. За первые места легендарный круиз на Ленские столбы на теплоходе от Лена Турфлота и много других ценных призов. Приглашаем всех провести этот день в кругу семьи, набраться сил и позитивных эмоций. Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Еще 15 лесных пожаров обнаружили на территории Якутии за минувшие сутки. Озвучим свежие данные по лесопожарной обстановке. Просьбы услышаны. В Кылахском наследии Алекминского района в скором времени появится своя автозаправочная станция. Наивысший уровень главным событием 8-х спортивных игр народов Якутии стало их открытие. Еще 15 лесных пожаров обнаружили на территории Якутии за минувшие сутки. По информации оперативного штаба, на сегодня действуют 85 пожаров. Из них тушат 23. Локализовано 5 очагов, ликвидировано за сутки 7 лесных пожаров. В тушении заняты более 770 человек, порядка 60 единиц техники. Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» планирует искусственно вызывать осадки в Алданском, Нерюнгринском, Горном районах и в городе Якутске. Самолетом Як-42 также планируются работы в Чурапчинском и Татинском районах. Напомним, указом главы в республике действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также объявлен особый противопожарный режим. Работает на территории республики 2 самолета-зондировщика Ан-26 «Циклон». Планируется применить для искусственного вызывания осадков в Алданском, Нерюнгринском и Горных районах. И в городе Якутске Як-42, Чурапчинском и Татинских районах, а также Заречных районах. За сутки применялось 6 воздушных судов вертолетов Ми-8, которые занимались переброской сил. И также на патрулировании работали 13 самолетов. Между тем, силы и средства увеличат в районах, где отмечено повышение класса пожароопасности леса. Такую ситуацию, например, прогнозируют в ближайшие 2 дня в Якутске и его окрестностях, в Алданском и Мирнинском районах. Об этом сообщил премьер региона Андрей Тарасенко. Так, сегодня в Алданском районе, в Якутске и его окрестностях ожидается установление чрезвычайно высокого 5-го класса, в Мирнинском районе высокого 4-го класса пожароопасности леса. Ранее чрезвычайно высокий 5-й класс установился в Намском районе. В названных выше районах увеличат силы и средства для борьбы с огнем. Вместе с тем растет и число жалоб от якутян на укусы клещей. Всего 412 укусов зафиксировали в регионе, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Якутии. Так, в Ленском районе 160 случаев, в Алданском 82, в Нерюнгринском 58, в Алекминском 26, в Сунтарском 17, в Хангаласском 16, в Мирнинском районе 9 укусов. Зафиксирован 1 случай клещевого боррелиоза в Нерюнгринском районе, при этом укушен пострадавший в Иркутской области, говорится в сообщении. Параллельно защитные мероприятия против саранчевых вредителей проводят в Якутии. Всего специалистами филиала Россельхозцентра в текущем году проведены летние обследования на площади порядка 24 тысяч гектаров в 12 улусах и в Якутске. По результатам превышения экономического порога вредоносности отмечено в Чурапчинском, Нюрбинском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Намском, Алекминском и Сунтарском районах. Средняя численность вредителей составляет 18 штук на квадратный метр с максимальной численностью 412 вредителей на квадрат в Усть-Алданском улусе. Химическую обработку провели препаратами Кинфос и Лакустин на площади более 2500 гектаров.
Совсем немного времени осталось до открытия своей автозаправочной станции в Кылахском наследии Алекминского района. Необходимость появления станции жители обозначали очень давно. Кроме того, в Дапарае смогут заправляться ряд жителей отдаленных сел. Продолжит Елена Фаст. Завершают работы на строительстве контейнерной заправочной станции в селе Дапарай. Необходимость в своей заправке для сельчан стояла давно. Будет обслуживать население Кылахского наслега, Жарканский наслег, может, в зимний период. Оно находится на распутье наших автозимников отдаленных наслегов. Это как Кудыкölь, Тяня, Бескölь, Тако. И все населенные пункты проезжают именно через эту дорогу, добираются до районного центра города Алекминска. Поэтому контейнерная автозаправочная станция принято построить здесь именно. Село практически транспортный узел в зимний период. Кроме того, Кылахский наслег известен как сельскохозяйственный, а это значит техника, которой так необходима заправка. Заправка нужна как воздух для села. В чем такая необходимость? Без заправки нам очень-очень трудно. Раньше давным-давно все на лошадях было, а теперь все на маленьких тракторах, на мотоциклах, автомашинах. 80 кубов топлива будут располагаться в 2 емкостях по 40 кубов каждая. Пока предполагается 2 вида – дизель и бензин АИ-92. То, что наиболее востребовано населением. До этого мы заправлялись, садимся в такси, через родственников, через соседов. И этот весь бензин в канистрах таскали до Дапарая. И там и продукты, и бензин, и там же бабушки наши, дедушки сидят вместе с бензином. А сейчас этой проблемы уже на лет 100 не будет. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. До конца года введут в эксплуатацию пристрой к школе номер 12 на улице Совхозная в поселке Пригородная. Новый объект рассчитан на 326 мест. Работа завершена на 40%. Так, подрядная организация полностью завершила коробку здания. Далее приступят к установке кровли. Сейчас заняты внутренней отделкой помещений, прокладкой внутренних инженерных и тепловых сетей. Основные силы направлены на штукатурку стен. В этом месяце планируют все закончить. Как говорят строители, перед ними стоит задача сдать каменный трехэтажный пристрой под ключ. По проекту в пристрое разместят 27 кабинетов, большую библиотеку, столовую на 160 мест, актовый и спортивный зал. Ведутся работы по вентиляции, по электроосвещению. Поступили нам уже лифты. Скоро начнем уже монтаж. Кроме того, мы сейчас ведем работу по подготовке для проведения кровельных работ. Монтаж металлических конструкций полностью закончили. Сейчас ведем работу по устройству вентиляционных шахт. И сегодня-завтра уже начнем кровельные работы. В медицинских вузах и СУЗах увеличено количество целевых мест для выпускников из Якутии. Всего 866 целевых мест. Это на 244 места больше, чем в прошлом учебном году. Об этом сообщила министр здравоохранения Лена Афанасьева. С учетом ввода в республике новых медцентров и современного высокотехнологичного оборудования, эта работа будет расширена. Речь идет не только о подготовке узких специалистов, но и специалистов широкого профиля, которых зачастую не хватает в районных больницах. Квота целевого приема составляет 271 место по программам специалитета, 150 мест по ординатуре и 445 мест по программам среднего профобразования. Всего во вторых международных интеллектуальных играх в Якутии участвуют 670 обучающихся и более 200 сопровождающих, тьюторов, экспертов и организаторов. Из них очное участие принимают более 320 обучающихся и почти 350 в дистанционном формате. Участвуют 16 зарубежных стран, среди которых Турция, Бразилия, Мексика, Сербия, Белоруссия, Индонезия, Иран, Казахстан и другие страны. Также в Якутию прибыли представители 16 регионов России.
Ну а главным событием 8-х спортивных игр народов Якутии стало их открытие. Участники и зрители в один голос твердят: все прошло на наивысшем уровне. Все подробности у нашего корреспондента. Несмотря на природное явление, которое произошло 4 июля, состоялось открытие игр. Ведь все последствия за сутки были устранены благодаря сплочению спортсменов, местного населения и волонтеров. Благодарность главы республики встретили под гулом аплодисментов. Все вышли, чтобы в кратчайшие сроки, менее чем за сутки, ликвидировать последствия природной стихии. Я вижу в этом проявление той сплоченности, той стойкости духа, которая присуща якутянам с древних времен. Спасибо вам большое за это. Вкратце о сюжете театрализованного представления. По задумке режиссеров и сценаристов, там показана история воссоединения Якутии в состав России. Показаны такие легендарные личности, как Лигой Тойон, Семен Дежнев, Абакаяда, которые стояли у истоков дружбы всех национальностей нашей огромной республики. Все гости и зрители, спортсмены были довольны профессионализмом циркачей и участников массовки. Также были удивлены, что в массовке приняли участие практически все население Усалданского района. Я из команды города Мирного. У меня дисциплина вольная борьба. Открытие прошло на высшем уровне. Все отлично. Мне понравилось представление. Речь. Давид Муслибес приехал. В принципе, доволен. Шоу. Отличное представление было. Ребята отличные танцы показали. Очень понравилось. Открытие в целом доволен. Интересная задумка была с зажжением огня игр. Факел несли спортсмены, зажегшие огонь с первых до прошедших игр, и передали Арьяну Тютюрину. Открытием также был доволен и наш Ильдархан, и отметил, что это спортивный праздник для всех жителей республики. Аян Малакутин, Петр Рудунов, Усалданский улус. Таежные герои на полигоне Центра профподготовки МВД открыли военно-патриотическую игру с таким названием. Игра направлена на развитие в детях чувства патриотизма и любви к родине. Принимает участие 160 детей из Якутска и 4 близлежащих районов. Ребята разделились на 13 отрядов. Игра будет длиться 3 дня. Дети все это время будут проживать в палатках и соревноваться на силу и выносливость. Игру «Таежный герой» проводят в 13-й раз, и в этом году впервые мероприятие вышло на республиканский уровень. Здесь проигравших нет. Я надеемся, что будут они все победителями. Ну, конечно, у нас есть гран-при, 1, 2, 3 место, 13 команд. Так что из 13 команд будет самый сильнейший победитель, это получит гран-при. И поощрительные призы, будем говорить, 1, 2, 3 место. И завершение о погоде. Сильный дождь ожидают в 10 районах Якутии сегодня. Осадки прогнозируют в Алекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Горном, Верхоянском, Алданском и Нерюнгринском районах. Ранее отмечалось, что сегодня в центральных, Вилюйских и части заречных улусах ожидают грозы и порывистый ветер до 17-22 метров в секунду. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.
Кандыкан – это имя маленькой отважной эвенской девочки, которой удалось выжить в стойбище полностью вымершем от оспы. Благодаря поддержке компании «Алроса» мы издали нашу сказку, которая несет в себе ценности, рассказывает не только эту историю. Мы благодарны компании «Алроса», которая поддержала нас на самом старте. Вместе мы создали историю очень важную и нужную для мира. По 500 социальных проектов на 10 миллиардов рублей ежегодно. «Алроса» – якутская компания. Горы вокруг Уснеры всегда привлекали любителей активного отдыха. Кто-то шел покорять свою новую вершину, кто-то пофотографировать селяхи, а кто-то просто уйти от шума и суеты. В последнюю неделю июня в Уснере прошел первый республиканский фестиваль альпинизма «Полюс холода». Организаторы – Федерация альпинизма и скалолазания республики. У нас в республике мы проводили сборы неоднократно, но тем не менее альпиниад не было никогда. И вот первый раз мы решили попробовать в честь столетия СССР поднять много желающих людей, совершить спортивное восхождение, выполнить норматив альпинист по программе «Альпинист России». А почему выбор пал на Емиконский район, на Уснеру? В Уснере самая хорошая логистика с точки зрения наличия категорийных гор и близости инфраструктуры. Можно запаковать рюкзак, выйти на маршрут, выйти из ДЮСШ там, например, и ты уже на маршруте. Через 11 километров уже будет гора. Таких близких от населенного пункта категорийных гор в Якутии больше нет нигде. Участники нашего фестиваля – это обычные люди. Например, в основном молодежь, но разных возрастов есть люди, в том числе люди, кому и 60 лет, и 70. Самому молодому участнику у нас 14 лет, самому пожилому 78. Участники приехали из города Якутска, группа организаторов это 25 человек. Каких-то инструкторов мы позвали с разных городов России, с Красноярска, с Ростова, с Братска, с Москвы. Есть один представитель, который приехал на фестиваль специально из Германии. В прошлом году мы создали Федерацию спортивного туризма городскую. И мы понимаем, что дети ведут, особенно городские, малоподвижный образ жизни. Гиподинамия, она встречается. Особенно после пандемии мы видим много детей с избыточным весом. Поэтому было принято решение создать федерацию и активно работать. Также мы создали маршрутно-квалификационную комиссию, которая готовит уже на маршруты. И 22 ребенка с руководителями идут. Занимаются они. Мы в течение года готовили на базе Дворца детского творчества города Якутска преподавателей, тренеров, также и общественников, быть сертифицированным туристом. И они уже с соблюдением всех мер безопасности, правил и так далее занимаются с детьми. Мы очень надеемся, что фестиваль он придет уже традиционной формы. Одну из вершин мы мечтаем дать имя «Дети Азии», чтобы дети, которые занимаются спортивным туризмом, скалолазанием, также самый, уже пик, это уже альпинизмом, могли уже ходить в горы. И у нас уже пробиты трассы, мы работаем уже несколько лет, приходим потихоньку, делаем маршруты. И нынче тоже Евгений Дмитриенко пробивает мультипич. Это высотный скалолазный полигон высотой 240 метров, который он будет уникальный. В республике наш первый. И фестиваль у нас тоже первый республиканский. И
надеюсь, что он превратится в традицию. Мы пообщались с педагогами, организовавшими выезд группы школьников для участия в фестивале. Узнали об этом фестивале еще в прошлом году, что он будет к столетию ЮАССР. И когда нам предложили поучаствовать в нем, мы, естественно, согласились. 13 детей, ну то, что мы смогли, и 9 педагогов молодых. Потому что мы понимаем, что как бы только вот своим энтузиазмом мы ничего сделать не можем. Это надо взрастить свои кадры, чтобы в будущем потом на них опираться. Туристы – это особая когорта людей, наверное, которые, скажем, именно проявляют свои качества в какой-то такой неформальной или экстремальной среде. И мы детей, которые в школе абсолютно ничем себя не проявляют, видим вот в таких условиях их совсем с другой стороны. И мое глубокое убеждение еще плюс к этому, чтобы в такие походы ходило как можно больше педагогов, потому что здесь и получается вот эта вот связь между детьми и педагогами, и в будущем уже вот эта вот, скажем, нить, она крепнет, они больше лучше понимают друг друга, соответственно, и качество обучения повышается тоже. Мы планировали приезд сюда, и, цель нашего туризма было бы это вот увидеть самую нашу северную красивую речку Индигирка, да, то есть она считается у нас на планете Земля самой холодной, и потом вместе с Федерацией альпинизма во главе с Алексеем Клементьевичем нам предложили поучаствовать в фестивале «Полюс холода». И, соответственно, долго не думая, мы с нашим советом, то есть Якутская городская федерация спортивного туризма, на совете мы приняли решение о том, чтобы участвовать в этом фестивале, потому что, все-таки, такое бывает только раз в жизни. Для детей это вот поучаствовать в таком масштабном событии, это для них очень большой опыт. И я так думаю и очень радуюсь, что они заразятся альпинизмом и начнут продолжать. Скажите, вот ваши ожидания в какой-то степени оправдались? Ожидания оправдались. То есть мы сюда ехали впервые, и для нас все эти пейзажи, которые мы увидели по дороге, да, перевалы, Змейка, Прижим, да, то есть впечатление огромнейшие, дети были в восторге. Не только для детей, но и для педагогов это было что-то невероятное. То есть мы из городской суеты погрузились в некую такую дикую сказку, можно так сказать. В программу фестиваля включили обучающий инструктаж, тренировочный поход и восхождение на вершину горы Афродита. Все совершившие восхождение получают значок и удостоверение альпиниста. Наша съемочная группа, к сожалению, альпинистами не является, поэтому все фото и видео снимали сами ребята и с нами любезно поделились. Дошли до снега. Вот Афродита. Наконец-то галерею глаза. Прям как Эверест. Тут у нас кухня. Специально готовят для альпинистов. Готовность номер 1 к восхождению. Выпускник 11 класса поедет учиться в Владивосток. Будущий инженер. Соответственно, перед выходом, да, около термос есть горячую воду. Быстренько приготовили себе, взяли. Кашку увидели. Главное не поскользнуться. Высота 1990 метров. Вершина. Есть у нас в городе Якутске во второй школе люди занимаются скалолазанием и альпинизмом. Записалась туда в 2019 году и услышала, что у нас есть горы красивые Афродита, пик, еще пик Победы. Они категорийные, то есть можно становиться альпинистом у нас на родине, никуда не выезжая. И когда нынче в этом году объявили фестиваль
альпинистов, посвященных столетию Якутской ССР. И сразу же записалась заранее, запланировала свои дни. И вот я здесь. Но вы не пожалели, что приехали? Нет, конечно. Это такой адреналин, это вообще такие эмоции. Их нельзя передавать. Быть в моменте – это супер. Вот что-то такое самое запоминающееся. Самое запоминающее, вот когда ты достиг вот этой цели, прямо вот такое удовлетворение и свобода, свобода полета, то, что ты это сделал для себя, что ты победил себя. Не гуру победить, а себя победить. А Екатерина Копырина восхождением на гору Афродита отметила свое 60-летие. Здорово, правда? Было сказано, в прошлом году уже планировали, сказали, что этот фестиваль посвящается столетию СССР, поэтому я сразу захотела туда. А потом только поняла, что это придется на мой день рождения. И не отменили? Нет, конечно. А что вас вот, в таком возрасте, с таким тяжелым рюкзаком, по горам, по камням, вот что вами движет? Я люблю туризм. Детей обучала туризму. Сама сейчас бегаю по спортивному ориентированию. В прошлом году завоевала Кубок «Российский азимут» по спортивному ориентированию. Это преодоление себя. Не хочется в старости лежать в постели и считать болячки. А в Ямиконские горы я приехала в 2015 году. И когда мы стояли на высоте, нам показали гору Афродита. И сказали, вон она, Афродита. И я сказала, что приду туда. И приехала через 7 лет. Мы обучались курсу альпинизма, все девочки, вот, которые со мной. Поэтому это как бы практика получается после теории, после курсов. Вы не пожалели, что приехали? Зачем? Вы что? Я рада. Просто немножко жаль, что очень сильные горы, на очень сильные горы я не поднимусь. Я поставила себе новые цели. Ну, не горы, а вот как я буду развивать свое тело, чтобы сходить еще куда-нибудь на другие горы. Старший тренер фестиваля, руководитель базового лагеря Василий Иванович Иванов результатами фестиваля остался доволен. Я не знаю, в последнее время, лет 20, наверное, такого масштабного мероприятия среди альпинистов, молодежи нашей. У нас более 60 человек стало альпинистами России. Выполнен норматив на зачет альпинист России. Кроме этого, значит, мы еще прошли ряд сложных альпинистских маршрутов, чтобы спортсмены Якутии могли выполнять спортивные разряды. 3-й и 2-й спортивный разряд. Вернулись альпинисты с гор бодрыми и энергичными. А вечером всех ждала праздничная программа в зоне отдыха. Поздравляю всех с Днем Аймяконского района, а также с успешным завершением фестиваля альпинистов на полюсе холода. А закончился вечер песнями у костра, потому что нет ничего лучше и душевнее, чем песня в кругу друзей. Дорогие земляки, якутяне, набираем добровольцев для участия в зоне специальной военной операции на Украине. Патриоты, настало время с оружием в руках защитить интересы нашей страны. Мы помним наших земляков, легендарных героев Федора Попова, Федора Охлопкова, Ивана Кульбертинова и многих других, которые беспощадно били нацистов. Республика Саха-Якутия во все времена славилась своими героями. Настало время и для нынешнего поколения. Встань на защиту своего Отечества, запишись в добровольцы. Я ветеран боевых действий, офицер запаса.
И с первой командой выезжаю в зону специальной военной операции вместе с вами. Это актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Лето для аграриев республики – горячая пора. Помимо кормозаготовительной кампании сейчас сезон большого молока. О том, каковы планы на этот год, сколько молока уже заготовили, как работает механизм господдержки хозяйств, мы спросим у нашего гостя. Это Евгений Васильев, руководитель отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Якутии. Евгений Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году объем финансирования на заготовку молока из бюджета, насколько мы знаем, был существенно увеличен. Повлияло ли это на планы? Да, по сравнению с прошлого года объем финансирования на заготовку сырого молока увеличен до 3 миллиардов 100 миллионов рублей. Это примерное увеличение на 237 миллионов рублей, если в прошлом году было предусмотрено 2 миллиарда 800 рублей. И в связи с этим увеличиваются у нас плановые объемы заготовки молока. Сейчас в этом году 62 тысячи тонн, в прошлом году у нас было 57 250. Это увеличение на 4750 тонн. Как выполняются планы, каковы текущие показатели по заготовке молока? Статьи муниципальных районов и города Якутска у нас определены 35 заготовительных организаций. Средняя закупочная цена варьируется 60 рублей за 1 килограмм сырого молока. По оперативным данным, на текущую дату у нас сейчас заготовлено 20 411 тонн сырого молока. Это примерно 32,9%. Но по сравнению прошлого года есть незначительное отставание, если это на 2358 тонн. Если в прошлом году было заготовлено более 22 тысяч тонн. Но причиной отставания повлияло это климатические условия, это позднее наступление весны и поздний отек коров. С прошлого года действует новый механизм господдержки производства и переработки продукции скотоводства. Наверняка уже есть первые результаты, и можно говорить о плюсах и минусах. О результатах пока говорить, наверное, преждевременно, потому что этот новый механизм уже действует только 1,5 года. Если сказать, если о плюсах, то это увеличило ставку на заготовку сырого молока с 35 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Это для организованных хозяйств. Но о минусах сказать, это мы, конечно, потеряли объемы заготовки сырого молока с 80 тысяч тонн снизилось до 60 тысяч тонн. Это существенно повлияло на производство важнейших видов продукции. Вот, например, как на молочной продукции у нас снизилось, получается, от 2 до 10% на молочной продукции и снижение производства масла сливочного до 30%. А с чем связано такое снижение? Это снижение объема заготовки. Если мы заготовили в прошлом году, в 2020 году заготовили 80 тысяч тонн, то в прошлом году мы заготовили только 60 425 тонн. Угу. Вовремя ли поступают субсидии на места? Бывают ли задержки? В рамках переданных полномочий, отдельных государственных полномочий, по производству сельскохозяйственной продукции, мы передаем органам исполнительной власти, направляем субвенцию. Мы стараемся направлять своевременно. Мы уже направили 86% от предусмотренной субвенции, это 2 миллиарда 800. Муниципальные районы, муниципалитет уже доводит до своих заготовительных организаций, до сдатчика молока полностью субсидии.
Ну а что будет, например, если эту информацию не донесут вовремя? Есть какие-то штрафные санкции, может быть, муниципальным образованием? В этом разбираемся, почему не доводится своевременно. Потому что мы доводим до районов уже почти 80, это 100% до объема. Какие новые меры господдержки действуют для производителей мяса и овощей? В этом году, благодаря поддержке Арсения Сергеевича Николаева, главы республики, полностью финансирован второй этап нового механизма. Это у нас предусмотрено в этом году заготовка мяса лошадей. Поставки в размере 70 тысяч рублей за 1 тонну. Плановый объем заготовки планируем заготовить 815 тонн. По заготовке лошадей поставки 60 тысяч рублей. Планируем тоже заготовить объем где-то 284 тонны. По заготовке картофеля поставки 10 рублей. Планируем заготовить 7 тысяч тонн. И на овощи открытого грунта тоже поставки 10 тысяч рублей за тонну. Планируем заготовить где-то 2888 тонн. И также еще предусмотрено на заготовку зерна, где тоже поставки 10 тысяч рублей за тонну. Плановый объем заготовки где-то 5800. Предусмотрена субвенция в этом году на эти меры поддержки 214 миллионов рублей. Этот механизм также аналогичен, как и заготовки сырого молока. Мы доводим до муниципальных районов субвенцию, полностью финансируем, и муниципальные районы определяют своих заготовителей и доводят до них финансирование. И происходит заготовка. Но как в целом сами якутяне реагируют на такие меры господдержки? Растет ли количество желающих заниматься именно разведением своим личным хозяйством, скажем так? Да, спрос очень большой, увеличивается потребность. Сейчас спрашивают, звонят. Все хотят стать крестьянским фермерским хозяйством и тоже получать такие государственные поддержки. А что нужно сделать для того, чтобы начать получать такие меры поддержки? В муниципальных районах проводят отборы, определяют своих заготовительных организаций. Например, если хотят стать заготовителем, они должны участвовать в муниципальных районах, и там уже они определяют их заготовителями, и после этого они же получают государственную поддержку. Какие меры принимаются по закупу молока у личных подсобных хозяйств? В этом году по поручению главы республики Арсения Сергеевича Николаева предусмотрена новая государственная поддержка по закупу сырого молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. На эти меры у нас предусмотрено 58 миллионов рублей. Субсидия предоставляется заготовительным организациям, перерабатывающим предприятиям, которые закупают сырое молоко у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поставки не менее 20 рублей. При этом государственная поддержка предоставляется в размере 10 рублей, то, что при условии, что они закупят молоко у граждан по 20 рублей, мы возместим им 10 рублей. В целом, по уровню самообеспеченности республики Саха-Якутия, по основным видам сельхозпродукции, даже в советское время мы не достигали уровня самообеспеченности до 100%. Уровень обеспеченности республики сейчас по молокам составляет 56,4%. В соответствии с указом главы республики Саха-Якутия 11 декабря 2018 года номером 232 о стратегическом направлении развития сельского хозяйства обеспеченностью до 2024 года в Якутии мы должны достичь до уровня по собственным молоком и молочными продуктами до уровня 64%. То есть еще практически на 10% нужно повысить, да? Да, примерно, да. Как мы говорили раньше, что у нас в республике вообще преобладает мелкотоварность, с целью достижения увеличения товарного производства и обеспеченности, необходимо стимулировать развитие и укрепления мелкотоварных производителей молока, таких как фермеров, крупных хозяйств, а также развивать сети сбыта, совершенствовать племенную работу в целях повышения продуктивности коров, это увеличение доли осеменения животных и модернизация объектов переработки на местах.
Ну, вы вот наблюдаете, как работают наши сельхозтоваропроизводители, в принципе, да? Как удобнее работать нашим фермерам? Самим заготавливать молоко или объединяться в какие-то хозяйства? Может? Да, или лучше, кооперативы, может быть? Как удобнее? Ну, нам надо укрепняться, нам надо уходить в укрепление, уходить с мелкотоварности. Это вот ферме надо полностью укрепняться, создавать большие предприятия. То есть проще и лучше объединяться в кооперативы и работать массово, да? Да. А если говорить о географии, в каких районах у нас больше добывают молока традиционно? Или, может быть, есть рост в каких-то отдельных районах после применения вот такой вот господдержки? Ну, сейчас рост у нас осуществляется в городе Якутске. Это вот как о Багарах, там очень начал уже завозить коров и увеличить объем производства. В Ленском районе тоже начали завозить поголовье. В Мирном. Вот в таких районах начинается увеличиваться объем производства. А каких хозяйств вы можете назвать, может быть, как самые крупные, может быть, на которые можно равняться производителям у нас в Якутии? Ну, все, по идее, одинаковые. Но самые такие вот, например, могу сказать, что Ленский район, да, вот там идет хорошая очень государственная поддержка, и они начали очень развиваться в молочной продукции. Увеличивать свое поголовье, увеличивать свой надой молока и объем заготовки. А как сами муниципальные власти? То есть они рассчитывают только на республиканский бюджет во время поддержки? Или сами, может быть, вкладываются, сами развивают? Муниципалитеты тоже вкладывают. Они предусматривают в своем бюджете финансирование. Даже на закуп сырого молока помогают своим предприятиям предусматривать финансовые средства. Если даже вот заготовитель оплачивает за счет собственных средств 10 рублей, то муниципалитет им помогает еще рублей там 10-15, чтобы тогда он мог закупать у населения уже не по 10 рублей, а по 10, по 15, там, по 20 рублей. Они у себя в государственном бюджете тоже предусматривают. Ну и в завершении нашего разговора, может быть, поговорим о планах. Как считаете, удастся ли их добиться? Но еще раз повторите, может быть, какие данные необходимо достичь Якутии? Ну, плановый объем мы планируем достичь, 62 тысячи тонн, выполнить полностью. Как все наши заготовители утверждают, что сезон большого молока вот начался, планы все мы выполним. Чтобы дальше развивать и увеличивать обеспеченность, нам надо, как сказать, уходить с мелкотоварности, увеличивать, укрупнять свои предприятия, крестьянские фермерные хозяйства, также развивать осеменение, долю осемененности и повышение продуктивности коров. Евгений Дмитриевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо, до свидания. Ну, я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.
Правила поведения на воде при купании, о которых необходимо помнить. Не купаться на несанкционированных пляжах. Не отплывать далеко от берега, не заплывать за предупредительные знаки. Не нырять в неизвестном месте. Не купаться в ночное время. Не плавать в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах. Не плавать в нетрезвом виде. При появлении судорог не теряйтесь. Старайтесь удержаться на воде и зовите на помощь. Также существуют особые рекомендации для родителей. Всегда будьте возле ребенка. Не оставляйте его одного в воде. Старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках и других плавательных средствах. Если же берете малыша, то всегда надевайте на него еще на берегу спасательный жилет. Не забывайте о головном уборе для ребенка. Ознакомьте ребенка с правилами безопасного поведения на воде. Если вы заметили тонущего человека или человек на воде просит о помощи, немедленно звоните в службу экстренной помощи по телефону 112. One Click Якутия. Приветствуем всех любителей спорта. На телеканале Якутия-24 начинается прямая трансляция третьего игрового дня турнира по мини-футболу в рамках 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Сейчас мы будем смотреть встречу группы А. На паркет выйдут команды Оленёкского района и Мирнинского района. Для вас у микрофона по-прежнему работаю я, Власий Сергеев. И давайте вначале, пользуясь заминкой, давайте перейдем к составам играющих команд. Номинально у нас гости мирнинцы, так что давайте по этикету начнем с них. Стражи ворот мирнинской команды Павел Репин, номер 1 и 20 Василий Мартынов, полевые. Данил Каримов, 2 номер, 11 Игорь Кайсаров, капитан команды, 9 Никита Никитин, 8 Олег Олейников, 5 Степан Степанов, 4 Вячеслав Ярославцев, 10 номер Эльдар Инамжанов, 7 Геннадий Сергеев, главный тренер команды Алексей Денисов. Перейдем к команде номинальных хозяев поля данной встречи, площадки вернее. Это команда Оленёкского района. Вратарь номер 2 Владимир Лялигин. Капитан команды Ян Николаев выступает под 9 номером. 8 Прокопий Федоров, 7 Михаил Усманов, 11 Михаил Павлов, 27 Тимур Петров, 23 Гаврил Соломонов, 5 номер Виталий Боескоров. Под 15 номером на площадке появится Роман Кирин, 17 номер Роман Бондаренко и 12 номер Семен Камеров. Главный тренер команды Владимир Федоров. Ну и тут стоит отметить, что Владимиру помогает его сын Прокопий Федоров, который у нас выступает под 8 номером. И он тоже, как и его отец, вполне успешно занимается тренерской деятельностью. Он руководит командой 2007 года, если мне память не изменяет, Республиканской спортивной специализированной футбольной школы. Выступает данный коллектив в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. Если говорить о турнирной таблице, вот в группе А, в данный момент Мирнинский район занимает 1 место. Мирный и Оленёк сыграли по матчу. Алдан обе игры сыграл. Алдан проиграл дважды, и по сути все, уже Алдан занимает последнее место. Но вот тут решается вопрос, кто выйдет с группы с какого места. Мирнинский район пока что по разнице мячей идет первым. У Оленька также 3 очка. Но вот разница немножко похуже. У мирнинцев плюс 4, у Оленька плюс 2. Ранее Мирнинский район вот со счетом 5-1 выиграл у алданских футболистов. Затем Алдан еще и уступил оленёкским ребятам со счетом 0-2. Все готово для начала данной встречи. Это у нас предпоследняя игра третьего соревновательного дня. После данной встречи мы перейдем к группе Б, где у нас встретятся, сыграют
вторая команда Усть-Алданского района и футболисты из Ленского района. Я думаю, вы уже прекрасно поняли то, что в красных футболках у нас сегодня выступают футболисты Ленёкского района. В предыдущем матче они также были в красной форме. Ну и мирницы тоже в своих традиционных цветах, вот в бело-синих формах. Сегодня вот с утра организаторы, в том числе и мы, представители средств массовой информации, беспокоились по поводу того, что будет гроза, потому что по прогнозу вот ожидалась гроза, но и с утра вот такой ветер стоит шквалистый. Но не как в первый день, конечно, но все же переживали мы о том, что ветер принесет грозу, но пока играть можно. Футбол будет при любой погоде. По крайней мере, сейчас мы запустить матч можем. В Мирнинском коллективе мы можем обратить внимание, да, вот на Геннадия Сергеева, потому что Геннадий Сергеев человек, который вот имеет опыт выступления в высшей лиге России. Геннадий, конечно же, в первую очередь ассоциируется с Мирнинским Алмаз Алросой. Геннадий является уроженцем мирного города Мирный. И на протяжении очень долгого времени он выступал за как раз-таки вот Алмаз Алросу и становился чемпионом, победителем чемпионата России среди команд высшей лиги. Случилось это в сезоне 17-18. Но потом, в данный момент, Геннадий является футболистом «Зари». Так, решили поменяться... Да, сторонами решили поменяться команды. Вот поэтому жеребьевка, да? Когда судья проводит жеребьевку, что он делает? Он спрашивает, какую половину поля займете в первом тайме. Разыгрывается мяч. И вот капитаны, собственно, решили так. Ян Николаев, капитан Оленёкской сборной. Выступает он под 9 номером. Ну, а в Мирнинском районе капитаном у нас является Игорь Кайсаров. Он играет под 11 номером. Вот как раз-таки Кайсаров и Николаев сейчас в качестве капитанов приняли вот это решение. Стартовая четверка мирницев. Конечно же, мы видим Геннадия Сергеева, также Степан Степанов на поле, Вячеслав Ярославцев и Игорь Кайсаров. Так выглядит стартовая четверка мирнинцев. И на воротах Василий Мартынов. У Оленёкского, конечно же, само собой, под 8 номером у нас в стартовой четверке вышел Прокопий Федоров. Также я вижу Романа Бондаренко. Рома Кирин тоже в старте. И под 7-м Михаил Усманов. Вот стартовые четверки. Геннадий Сергеев тут как закружился и пробить пробует. Борьба за мяч. Звучит свисток. Первый фол мирнинцев. Геннадий поднимал руки, да, сигнализируя о том, что нет, я его не трогал. Но все же свисток прозвучал. Геннадий сразу извинился. Оленёкский район. Я вот думаю, то, что, предполагаю, да, то, что 2 Романа. Но посмотрим, как закончится этот эпизод. Роман Кирин как раз-таки вот выносит мяч. Я не думаю, что Роман Кирин и Роман Бондаренко являются уроженцами Оленёкского улуса. Ну и на протяжении вот всех дней трансляции, да, я вот рассказывал о том, что по регламенту можно заявить человека из другого улуса и даже из другого региона, если у него будет необходимая прописка за 2 года до начала спартакиады. Это записано в регламенте. И, по всей видимости, вот, потому что Роман Кирин и Роман Бондаренко, это, скорее всего, парни, они прописаны-то в Якутске изначально. За столичные коллективы играли оба Романа, в том числе и за ту самую команду «Молочного дождика», которая, помните, да, это вообще начало 2000-х, пожалуй, 2006, не знаю, где-то так. И ездили на Дальний Восток, постоянно занимали призовые места. И вот эти парни подросли, сейчас вот оспаривают медали таких вот масштабных и значимых соревнований, как 8-е спортивные игры народов республики. Геннадий Сергеев демонстрирует хороший дриблинг. И тут надо успеть. Сохраняет мяч в поле Игорь Кайсаров. Тот же отпасовывает назад Геннадию Сергееву. Уходит в сторону Геннадий, но тут уже пробивать
было невозможно. Смотрите, тут вратарь выронил мяч. Казалось бы, что он зафиксировал, но мяч ускользнул. Еще раз отмечаю, что у нас поле, площадка находится на открытой местности. Рядом пыльная дорога, и поэтому, как бы ни старались организаторы... Ох! Знаете, какой момент напомнил, когда вот Флоренци за сборную Италии, да, примерно в таком стиле сейвил свои ворота. Но там он улетел, конечно, очень зрелищно, но почему-то сразу всплыла эта картинка. Ну так вот, очень пыльно, и это проблема для всех. Вот для полевых они подскальзываются. А для вратарей это, конечно же, один прыжок совершил, коснулся, да, вот паркета, у тебя рука в пыли. Сразу это, конечно же, мешает фиксации. Смотрим первый опасный момент. Геннадий Сергеев пробивал, и мяч сколыхнул сетку с другой стороны. Итак, Вячеслав Ярославцев. Но в кашу отправляет мяч, и тут... И удар какой! Это Геннадий Сергеев зарядил выше ворот. Мяч был отправлен вот в самую гущу. И как в пинболе, да? Где вот металлический шар набирает очки, когда касается вот различных препятствий. Примерно такое сейчас было в штрафной оленёкской команды. Контролирует мяч футболист в красной форме. 1 в 2 решил пойти Роман Бондаренко. Не получилась смена в составе оленёкской команды. Ну и, конечно, вот еще у нас вот отмечал то, что есть такой порывистый ветер, но, тем не менее, жара стоит по-настоящему летняя. И вы можете заметить, что некоторые футболисты играют в головных уборах, но сейчас опасный момент может возникнуть угловой. Но в регламенте игр, наверное, нет, да, пункта, что касательно вот головных уборов. Например, вратари, да, ладно, они в кепках, солнце, понятно. Но вот некоторые в бандамах играют. Ух, какой момент! И все-таки закатят мяч или нет? Хотели всеми силами, всеми правдами и неправдами затолкнуть мяч мирнинцы. Но отбились. Отбились футболисты оленёкской команды. Там чуть ли не единоборства начались у нас на ленточке ворот оленёкской команды. Обе сборные уже обеспечили себе выход в следующую стадию плей-офф. Тут решается, кто же выйдет с какого места. Ну, выгоднее, конечно, выйти... Ох, какой пас проходит! Смотрим. Выход один, но не удостоверился, да, Никита Никитин в том, что есть ли у него сокомандник справа. По науке, конечно, там должен забегать человек, но этого человека не оказалось. И вместо того, чтобы пробить, да, Никита Никитин отправил мяч просто в пустую зону. Аут. В пользу Оленька, как я понимаю. Да, у нас на этом турнире вообще 4 группы, по 3 сборные. И получается, 2 коллектива с наилучшими показателями выходят в четвертьфинал. Ну и победители, соответственно, далее идут полуфинал, финал. Будет матч за 3-е место. И остальные места все тоже будут разыграны. Вот то, о чем я говорю. Видите, как подскользнулся игрок мирнинской команды. Слой пыли на паркете дает о себе знать. Звучит свисток. Необходимо отойти на 5 метров, которые у нас предусмотрены правилами Ассоциации мини-футбола России. Мяч у мирнинцев. Ну и вот будут разыграны все места, потому что это же комплексные соревнования, и поэтому необходимо определить
распределить все 12 мест. То есть будут матчи за 11 место, за 9 и так далее. Удар блокируется. Ух, в прыжке вылетал из своей штрафной Владимир Лялигин. Высокая свеча, и видим. Ну, верховую борьбу, между прочим, Владимир проиграл. Данил Каримов выше прыгнул. И удар. И на добивании ровно перед соперником отбил мяч Мартынов. А это чревато последствиями. И удар с лету. Ну, на самом деле, может, время это было, чтобы обработать мяч. Но иное решение принял футболист оленёкской сборной. Хорошо действует Оленёк в прессинге. Вот опять прямое тому доказательство. Удар! Ян Николаев с убойной позиции с лету пробивал. Ну вот. Причем он же и вступил в отбор. Сокомандник ему сделал откат и пробил Ян. Мяч был доставлен на самом деле до Романа Бондаренко, но рикошеты были. Не смог сориентироваться Роман. Момент упущен. Мирницы в атаке. И удар! Счет открывает город Мирный, вернее, Мирнинский район. А если быть еще точнее, Вячеслав Ярославцев открывает счет. Мирнинский район выходит вперед. С носка пробил в дальний нижний угол. По бильярдному точный удар. Вот, левой ногой подправил на ударную. И пробил. Ну, отметим, конечно же, еще, как в этом моменте отборолся Степан Степанов и ассистировал своему товарищу. Тем временем у нас падение рядом со штрафной, но нарушение не зафиксировано. Все в рамках дозволенного. 1-0. Отыграли. У нас остается 10 минут еще отыграли команду уже. И вот Мирный повел в счете. Смотрим. Степан Степанов. Хорошая позиция для удара. С носка. С носка бьет Игорь Кайсаров. Выше ворот. Ну или как во дворе говорят, да, с пыра пробил капитан мирнинской команды. И опять Степан Степанов мог сейчас стать ассистентом, то есть оформить ассистентский дубль. Так, смотрим состав Оленька. Роман Кирин сейчас на площадке. Прокопия Федорова вижу. Так, остальные. Роман Кирин сейчас с мячом. Михаил Усманов. Вот сейчас только что. Мяч потерял. Геннадий Сергеев. Тут растолкали, да, Степана Степанова. Сейчас можно выбегать в контратаку. Прокопий Федоров. Нарушения нет, не было. Но такое мнение и тут сразу в ответку, да. Ну, сейчас, ладно, первый момент караться не будет, но Роман Бондаренко сейчас карточку получит, да. Роман висит у нас с этой минуты на горчичнике. Ну, мне, например, показалось, да, то, что Прокопия Федорова-то цепляли руками. И Прокопий не без помощи соперника оказался на паркете. И вот потом все уже, око за око. Роман Бондаренко сбил
Ну, намеренно, да, потому что выходил 1 на 1 игрок Мирнинской сборной. И опасный штрафной. Стенка, ну тут такая, да, стенка. Нет, вот все-таки 2 человека кроют ближний угол. И сам Лялигин тоже становится в стенку. Разыгрывает Гена Сергеев, пробивает Лялигин. Вступает. Кстати, Лялигин тоже же... Мне кажется, Лялигин тоже вот играл с Романом Кириным, да, вот, то есть это одногодки, которые вот представляли вот ту самую команду «Молочного дождика». А может и путаю. Так, 12 минут остается играть. Роман Кирин сейчас идет вводить мяч в игру. Внутри штрафной Мирнинцев 1 игрок оленёкской сборной, все остальные по периметру поля располагаются. И вот так интересно решили сыграть. Да. Тут, конечно же, можно было вратарю брать мяч в руки. Ох, еще один подкат. Так, это кто? Это Прокопий Федоров сейчас. Срубил Вячеслава Ярославцева, автора пока единственного взятия ворот. И еще один штрафной будет у ворот оленёкской команды. Но тут, да, позиционно уже Прокопий проиграл. Ну и выставил ногу, зацепил своего соперника. У мяча Геннадий Сергеев и Игорь Кайсаров. Судья тут решает вопросы с тем, откуда именно надо водить мяч. И Геннадий Сергеев сейчас, нет, идет дальше и пробивает, своего же попадает. Продолжается атака и хороший удар. Плотный Никита Никитин завершал эту атаку этим мощным ударом. И мяч угодил в игрока оленёкской сборной. Угловой. Но тут с лету, конечно, уже было неудобно пробивать, потому что свеча больно высокая получилась. И выбегал еще игрок оленёкской команды к этому мячу. А именно Роман Бондаренко. И столкновение, которое судьями было расценено как игровой эпизод, без каких-то санкций. Степан Степанов. Нет, развернулся. Предпочел выбрать вариант начала атаки более позиционный. И раскатывает мяч мирнинцы. Никита Никитин пошел вперед, но против двоих сразу. И сейчас будет ответ оленёкской сборной. Какая борьба у нас идет за мяч. Вратарь, конечно, должен быть первым. Мартынов своевременно покинул свои владения. Перехват. И на ударную позицию, конечно же, пытался выйти Ян Николаев. Но борьбы много в этой игре. Вот по фолам хотелось бы узнать информацию. Так. Ян Николаев повалил Игоря Кайсарова. Штрафной в пользу мирнинцев. Так, третий фол вроде у Оленька. В принципе, играть еще 9 минут. Есть удар. И есть сейв. Лялигин очень уверенно сложился. И мяч зафиксировал. Смотрим продолжение этой атаки. Звучит свисток. Решили быстро разыграть оленёкские футболисты. Но нет, судья попросил играть по свистку. Ну да, потому что это был назначен штрафной. Если бы аут, то, конечно, другое дело. Степан Степанов.
Виталий Боискоров, извиняюсь. Вячеслав Ярославцев играет с Василием Мартыновым. Вновь Ярославцев. Вот сейчас интересно может получиться. Но нет, мяч покидает пределы игрового поля. Ветер у нас усиливается. Да, и в связи с этим ветром, конечно же, и вот проблема с пылью тоже усиливается, потому что ветер, ну, естественно, поднимает пыль, которая оседает на паркет приличным слоем. Вот и у нас футболисты скользят. Так, тут Лялигин первый на мяче. Хотя с Лялигиным, кажется, я путаю, потому что сильно моложе выглядит Лялигин, чем, например, Роман Кирин, который там точно играл. Атака Мирнинцев, удар в дальний угол. Данил Каримов пробивал. Шесть минут. Я напомню, что по регламенту турнира 23 минуты идут в формате грязного времени. И последние 2 минуты каждого тайма у нас чистое время. Здорово! Нет, ну тут, конечно... Нет, успел все-таки сохранить мяч в поле. И так, борьба, и звучит свисток. Динамичная борьба у нас идет. Так, мирнинцам надо отойти на 5 метров. Попытка пробить, будет аут рядом с углом поля. Гаврил Соломонов делает передачу, но сейчас, конечно, Василий Мартынов выручил свою команду. Опаснейший момент в исполнении оленёкских футболистов. Здорово распорядились. Ну, нестандартное положение, здорово аут разыграли. Не только Василий Мартынов. Благодаря нему счет по-прежнему в пользу мирнинцев. И еще раз Василий Мартынов вступает в игру. Так. Минутный перерыв на команде Оленёкского УЛУСа. Оленёкский УЛУС берет минутный перерыв. Но тут да. Больше забот у Оленька, потому что время играет в пользу Мирнинского района. И сейчас, конечно же, будут обсуждаться геймплан на оставшееся время, которого все меньше и меньше. Да? Конечно, Оленёк ставит перед собой задачу сравнять счет в оставшиеся минуты для того, чтобы второй тайм начать, ну, как говорится, с нуля. И Владимир Федоров сейчас раздает указания своим подопечным. А там и Олег Михайлович Марченко. Правда, не знаю, какое он отношение имеет к этой команде. Но Марченко тоже подсказывает, я смотрю. Два специалиста на тренерском мостике у Оленька. Интересный момент, конечно. Но тут, в принципе, вообще вот все футболисты... Удар мощный. Футболисты сборной Якутска, извиняюсь, тут все присутствуют. Прямо перед комментаторской позицией. Вот Николай Шарковский, Александр Купряков. Ну, то есть команда Якутска здесь, и она, я думаю, то, что присматривается к потенциальному сопернику, да? Ведь, ну, как я понимаю, тогда
из этой группы, я не знаю, может, жеребьевка на самом деле должна была быть по итогам группового этапа, да? Но, по всей видимости, сетка уже расписана, то есть, например, группа А, Б встречается, например, в четвертьфинале, вот как-то так может. Поэтому команда Якутска присутствует, и команда Олега Марченко сегодня узнает своего соперника. Ведь турнирное положение в этой группе одинаковое. У Мирного и Оленька по 3 очка. Но Мирный без учета этого матча будет впереди за счет лучшей разницы мячей. Ох, хорошо. Это который уже по счету эпизод. Не скажу, что их больно много, но Роман Бондаренко демонстрирует то, что дриблинг у него на уровне. С носка Бондаренко запускал мяч в кашу. У нас ветер становится все сильнее и сильнее, и, кажется, капать начинает. Да, солнца уже нет. Еще один минутный перерыв. Ну вот меньше 3 минут остается. И сборная Оленёкского улуса идет вперед, ищет возможности для того, чтобы сравнять счет. Красивая форма у Мирнинского района. Как и полагается, имеется герб на груди. Все, звучит свисток. Футболисты возвращаются на исходные позиции. Те же четверки, конечно же. Смотрите, Василий Мартынов сейчас не очень интересную позицию занимал, но для того, чтобы, да, предложить, расширить вариативность, да, для Лигин. Бондаренко вновь демонстрирует свой дриблинг. Ян Николаев кидает мяч назад. И удар есть в ногах игроков Мирного. Мяч запутался. Роман Бондаренко здорово тут сейчас мяч убрал с траектории движения мирнинского футболиста. И смотрите, вот когда допускаешь такие ошибки, конечно, будь готов расплачиваться. Вячеслав Ярославцев оформляет дубль. Подарок на ровном месте, да? Ну и Вячеслав воспользовался подаренной возможностью. И тут Лялигин оказался не в силах вновь выручить свою команду. Михаил Усманов совершил эту потерю результативную. Ну и смотрим. 2-0. Задача, конечно, уже трудновыполнимая. У нас уже последние минуты пошли чистого времени. Хотя, с другой стороны, история мини-футбола знает множество случаев, когда вот за такое время отыгрывали, да? Но все может быть, это спорт. Мы за это, собственно, любим. Спорт. Смотрите, сейчас 2 в 2. Так, а может быть, уже поровну, все успели вернуться. Ветер, кстати, дует в спину мирнинцам сейчас. Так, это я к тому, что мирнинцы очень здорово разгоняют атаки. Резво, бодро. Василий Мартынов отправляет мяч вперед. Хорошо, Рома Кирин сейчас отобрал мяч. Ян Николаев. Но передача, конечно, не в темп. Тайминг в этом эпизоде девятку Олекнинской команды. Оленёкской, конечно же, извиняюсь. Тайминг подвел. Геннадий Сергеев готовится ввести мяч в игру. И чистое время у нас уже стартовало. Сейчас каждая пауза. С каждой паузой будет останавливаться таймер. Хорошо, Степан Степанов кроет мяч корпусом. Данил Каримов играет с Геннадием Сергеевым. И дальше. Ну, задачу-то, по сути, выполнил Данил Каримов.
пусть и с риском получить повреждения, но прострел вдоль ворот он сделал. Правда, там из сокомандников никто не оказался. Ну и с одной стороны, зачем Мирному сейчас, да, вот устраивать какие-то такие массивные атаки? В принципе, что, два мяча преимущества и последние секунды. Надо лишь доиграть первую 25-минутку. Ну, Оленек, конечно же, вот как раз Оленек и идет, сломя голову вперед, потому что отыграть хотя бы мяч перед свистком на перерыв. И удар есть. Ну, блок также имеется. Ой, как здорово. Ой, как здорово. И до удара дело доходит. Что творит Никита Никитин? Троих накрутил. Еще и забил бы, то, конечно же, хайлайты. В итоговый хайлайт сегодняшнего дня, конечно же, это взятие ворот вошло. Смотрим, Прокопий Федоров делает передачу налево. Есть удар. Роман Бондаренко с передачи Прокопия пробивал, но этот удар также был заблокирован. Бондаренко оценивает возможности. Как же разыграть? Ух! Очень интересно разыграли. Но мирницы внимательны. Последние секунды первого тайма. Прокопий Федоров. Вот, хорошо поднимает. И сейчас Прокопьеву вернуть. Так и есть. Череда падений внутри штрафной мирнинцев. Но так, что у нас будет в итоге? Так, тут судьи. Один судья показывает другое. Одно, а второй судья другое. Так, ну тут главный судья решил, да. Штрафной в пользу мирнинцев. В принципе, в предыдущей атаке оленёкские футболисты делали все правильно. Прокопий Федоров дал передачу, должен был получить обратно. Но мирницы, конечно, тоже... вообще с мирницами, думаю, бороться очень тяжело, потому что все ребята габаритные, мощные, которые очень плотно стоят на ногах. Попробуй потолкаться с такими. Хорошая передача от Геннадия Сергеева. Сейчас выход 1 на 1 практически. Вячеслав Ярославцев мог оформить хет-трик. Сейчас возможность у оленёкской команды, но тут, конечно, только вариант пробить, потому что Бондаренко в этой атаке никто не поддерживал. Ну вот, интересно разыгрывает, да, всегда, вот, раз за разом к Роману Бондаренко вот проходит какой-то игрок. Да, мощный вынос у Лялигина. Игровая обувь слетела. И звучит свисток, который отправляет футболистов на перерыв. Со счетом 2-0 по итогам первой 25-минутки ведет Мирнинский район. Напомним, 2 результативными ударами у нас отметился Вячеслав Ярославцев. Вздохнем и мы с вами. Увидимся во втором тайме.
Возвращаются футболисты на паркет. Я уверен, что перерывом все воспользовались. Тренеры сделали свое дело, дали корректировки. И у Оленёвского Улуса есть ровно 25 минут для того, чтобы сократить отставание и попытаться переломить ход встречи. Оленёк в атаке, Василий Мартынов, и добивание еще есть. Но Мартынов уже вот 3 тяжелейших момента, да, вытащил. В ближнем бою парень очень хорош, потому что там расстояние сколько? Там метров 2,5-3 может. Это расстрел на самом деле. Василий Мартынов пока что безупречен. И удар от Яна Николаева мощно, но не точно. Так, что касается четверок, да, сейчас, ну, в основном, да, это стартовые четверки у обеих команд. Роман Кирин, я вижу, и его тезка Рома Бондаренко тоже на площадке. Также Михаил Усманов и Ян Николаев. То есть люди, которые, в принципе, начинали встречу. А тем временем у нас заминка, связанная с... У нас повреждение получил вратарь оленёкской команды. Что-то связанное с пальцами. Владимиру Лялигину сейчас оказывает медицинскую помощь. Ну, это дело тоже абсолютно нормальное в мини-футболе, потому что в мини-футболе вратари играют без перчаток, потому что в перчатках играть это крайне неудобно. И покрытие, само собой, оно жесткое. И вот при падении, когда вратарь группируется и так далее, вот суставы могут страдать. Наверное, легкий ушиб получил Владимир Лялигин. Да, один палец перебинтовал страж ворот оленёвской команды. Зафиксировал. И он в состоянии продолжить встречу. Спокойно начинает свою атаку. И смотрите, как Степан Степанов прессинговал. И сейчас выход 1 на 1. И смотрите, здорово на выходе играет Лялигин. Выручает свою команду. Но, конечно, Степан Степанов очень хорошо включился в прессинг и отобрал мяч, организовал, по сути, очень-очень опасный момент. Ну и кого он оттолкнул, да, от мяча? Не кого-нибудь, а Романа Кирина, рослого парня, который тоже, если надо, на ногах будет стоять очень плотно. Хорошо, хорошо спину подставил Михаил Усманов. Прекрасно он рассчитал траекторию движения мяча. И вот, подставив свой корпус, он позволил мячу дойти до своего голкипера. Аут. Но прошло всего 3 минуты. И смотрите, сколько у нас событий. Да, накал страстей сразу же. А вырос, и сейчас борьба будет за мяч. Ян Николаев хорошо отборолся. Ну не знаю. Обоюдная борьба ведь. И, не знаю, тут сигнализирует Игорь Кайсаров активно, что против него палили. Но оба как бы руками работали. Да, оленёкскому Улусу надо, конечно же, вот не зацикливаться, да, на том, что вот на спорных моментах каких-то, на вот, судейские моменты. Это нервирует, и это лишняя нагрузка для команды. Сейчас надо просто сконцентрироваться на своей игре, чтобы не было в голове вот этой мысли лишней. Эта мысль может помешать. А футболисты это сами прекрасно знают. Роман Кирин. И потеря Романа второй раз уже. И смотрите, Геннадий Сергеев сейчас 1 на 1 выходит. Геннадий Сергеев делает передачу, штанга. Ну, все здорово разыграли. Геннадий Сергеев с Вячеславом Ярославцевым. Геннадий давал передачу на хэт-трик 4-го номера мирнинской команды. Но штанга играет за оленёкский Улус. Ну что, побежим в контратаку. Роман Бондаренко. Но там никого нет. Ну, Роману Кирину надо
аккуратнее играть. В последнего игрока 2 эпизода подряд его потери могли привести к взятию ворот. Уже 3-му по счету. Здорово Роман Бондаренко тут мяч под себя убрал. Правда, игровой снаряд покинул пределы поля. Есть прострел и забегал. Кто у нас? Это Никита Никитин. Головой мог замыкать. Прокопий Федоров делает навес на Яна Николаева. Аут в пользу Оленька. Так, у нас дождя все еще нет, а наоборот, распогодилось. Солнце вернулось, и ветер немножко подуспокоился, а тут собственные ворота чуть было не срезал, да, мяч Геннадий Сергеев. Такое тоже случается. Мы сегодня в этом убедились, что даже 2 автогола – это абсолютно нормально, что такое может быть. Геннадий Сергеев делает передачу, но разводит руками, да, его сокомандник. То, что сильно на ход давал передачу Гена Сергеев. Но это в динамике, конечно же. Удар будет. Есть удар. Тимур Петров вырос на пути мяча. Но чувствуется напряжение в этой игре. Например, предыдущая игра. Там не было накала, не было вот борьбы. Но тут мы видим каждую секунду у нас ведется борьба на каждом участке поля. Оленек заряжен. Оленек заряжен. Они чувствуют, что могут переломить ход встречи. Ну вот опять неточная передача. И сейчас Никита Никитин выходит по диагонали 1 на 1. Красиво убрал он Лялигина. Но Лялигин его коснулся. Есть падение. Посмотрим, что решит арбитр. Желтая карточка Лялигину. И, как понимаю, 6 метров. Владимир Лялигин с этой минуты висит на карточке. И сейчас на повторе мы попробуем разобраться. Да, вот уходит в сторону. Ну, это 6 метров. Нет, судья ставит штрафной вблизь. Ну, хорошо было бы посмотреть на этот эпизод с другого ракурса. Конечно, уже после штрафного. Потому что мне с этого ракурса показалось, что все-таки контакт был именно непосредственно на линии штрафной площади. Но разберемся с этим позже. Сейчас смотрим. Гена Сергеев делает передачу. Есть удар! Данил Каримов был один-одинешенько. Никто его не накрывал. Но, правда, удар заблокировали все-таки. Таким образом идти в обыгрыш против двоих, это затея так себе. Семен Камеров решил рискнуть. Но, во всяком случае, мяч остается у его команды. Прокопий Федоров вводит мяч в игру. Роман Бондаренко. Он может накрутить и одного, и двоих. Мы это видели. Лялигин. Опять такая ошибка, и Лялигин. Лялигин молодец, конечно. Выручает свою команду, спасает. Вот после таких ошибок, срезок, неточных передач. Красиво комбинируют мирнинцы. Длинная такая диагональная передача доходит до адресата. Геннадий Сергеев. С Никитой Никитиным Геннадий отыгрался. И сейчас назад отпасовал. Ильдар вел мяч в игру. В обыгрыш идет. Пробует пробить Данил Каримов. И с большими усилиями остался на ногах. Все-таки слой пыли дает о себе знать постоянно.
Это касается и полевых игроков, и вратарей. И мы это уже не раз видели. Борьба за мяч на подступах штрафной к оленёкской команды. Геннадий Сергеев. Хорошая передача, сильная. Но Олег Олейников не смог обработать игровой снаряд. Можно было и с лёту попытаться, да? Пробить, перенаправить мяч. Нет, ну это уже, не знаю, это уж слишком простенькая попытка что-либо, да, изменить. Передачей верхом находят Геннадия Сергеева. Тот разворачивается, пробует бить. Мяч все еще у него. Еще один удар, рикошет. Мы уже видели голы, мячи, да, которые залетают после рикошета. Ильдар Инамжанов пробивал, и вот сейчас. Ну как же хорош сегодня, да? Владимир Лялигин. Много у него работы. Ну, такое бывает, да, когда вратарь ловит кураж. И просто непробиваемым становится. Не хочу, конечно, накаркать, но действительно Владимир Лялигин проводит очень хорошую встречу, несмотря на 2 пропущенных мяча. Передача верхом, но было, конечно, сложно мяч удержать после такой подачи. Мяч сохранить в поле. Михаил Усманов с этой задачей тоже не справился. Аут в пользу оленёкской сборной. Роман Кирин сейчас с Гаврилом Соломоновым. Ну, будто бы готовится разыграть бьющего. Посмотрим. Сначала судье надо отодвинуть игроков Мирнинской сборной на положенные регламентированные 5 метров. Вот. Наглядно судья показывает, где должен стоять Олег Олейников. Что-то интересное тут сделали, да? И вот, да, обсуждает, да. Роман Кирин должен был, наверное, откатить все же, да? Под удар. И выход 1 на 1. И смотрите, какая красота. И как вы думаете, кто забил? Вячеслав Ярославцев. 3 результативных удара 4-го номера Мирнинской сборной. Закрепляет преимущество его команды. 3-0. Посмотрим на повторе. Но тут, конечно, откровенно прозевали. Вот передача верхом. Было у него время обработать мяч. Было время, пусть и молниеносно, но оценить движение вратаря. Ну и потом, конечно, Вячеслав Ярославцев на всякий случай проводил мяч до линии, потому что набегал игрок оленёкской сборной и, в принципе, мог успевать. Очень красивое взятие ворот. Оленёк играет очень... Ну, в принципе-то играет хорошо, но просто вот ошибки. Тут не скажешь, то, что Мирнинский район возит оленёкскую команду. Нет, Оленёк играет очень даже неплохо, но и просто Мирнинская команда использует подарки, которые предоставляют футболисты Оленёкского района. Очень жесткий стык Олег Олейников на паркете. Посмотрим на повторе. Ну тут да, без вопросов, конечно. Стык был. Игры в мяч не было. Нарушение правил. Мимо всех мяч пролетел после передачи Игоря Кайсарова. Подача верхом. Степан Степанов, в принципе, успел, но по инерции он уже сам мяч-то сохранил в поле, но сам практически всем телом пересек линию аута. Пыль продолжает вносить корректировки в движение футболистов
Хорошая возможность сейчас у Оленька. Попытка сделать передачу на свободного игрока не обернулась успехом. Гаврил Соломонов все правильно видел, все правильно делал. Слева был Михаил Усманов. Абсолютно один. Ох, Роман Кирин показал очень интересное движение. Что-то из мира большого футбола. И попробовал пробить Рома. Получилось не точно. Нестабильная у нас погода. Настроение погоды, как и вот эта сегодняшняя встреча. Туда-сюда, туда-сюда. Сумбур. Разводит руками Михаил Усманов. Это было видно с общей камеры. Недоволен Михаил тем, что не поделились с ним передачей, так как он находился в свободной зоне. Ну вот смотрите опять. Никита Никитин вот сейчас мог теоретически тоже выходить 1 на 1. А ведь это просто вратарь берет и забрасывает мяч вперед. Почему спят футболисты оленёкской сборной? Я не знаю. В этом компоненте им надо как-то повнимательнее играть. Геннадий Сергеев с мячом. Как здорово выходят мирнинцы. Красиво, эффектно и эффективно. Бондаренко хорошо отборолся. Нет, это не Бондаренко, Тимур Петров был, конечно же. Безадресная подача верхом. И, конечно же, Василий Мартынов не будет спешить вводить мяч в игру, потому что его команда ведет со счетом 3-0. И сейчас у нас еще идет грязное время. Поэтому мирнинцы, конечно же, не будут спешить возвращать мяч в игру. Это, я говорю, без претензий. Обычная практика в мире мини-футбола. Оленек вел бы 3-0, Оленек тоже так же. Не говорю, что тянул бы время, но лишние секунды при каждой возможности выигрывали бы. Ян наткнулся на футболиста сборной Мирнинского района, на Эльдара Инамжанова. Ян Николаев вводит мяч в игру. Попытка пробить в исполнении Гаврила Соломонова. И сейчас уже атака Мирнинского района. Снова нарушение правил против Никиты Никитина. Были нарушены правила. Уже 4 фола у Оленёкского улуса. Ну, по большому счету остается только одна квота на нарушение правил. Ведь с 5 фолами ты уже как-то... С 5 фолами фолить уже чревато последствиями. Ну и Мирнинский район прекрасно понимает это. Вот сейчас будет, мог бы быть, вернее, опасный момент. Передача на Никиту Никитина не получилось, а по сути он выходил 1 на 1. Мирнинские футболисты сейчас прекрасно понимают, что футболисты Оленька очень близки к тому, чтобы зависеть, да, от счетчика фолов. И, конечно же, это они будут держать в уме. Степан Степанов. Виталий Боискоров, конечно же. Роман Бондаренко делает передачу на Петрова. Получает мяч обратно. Снова Петров. Роман Бондаренко с Боискоровым. Петров. Бондаренко. Боискоров. Ах, и в 5 полевых играют футболисты Оленёкской сборной. Сейчас нужно провести, наверное, обратную замену вратаря. Нет. 5-й полевой будет играть в дальнейшем. И удар есть. Блокируется. Все, вернулись футболисты Оленёкского улуса обратно на свою зону. Все стоят по своим позициям. Разобрали по игроку. Ну да, время-то пришло. Вот уже играть в 5 полевых. 6 минут остается. Номинально 6 минут, потому что у нас последние 2 минуты же идут чистыми. Поэтому это порядка, ну, не знаю, где-то может быть 9. Может быть 8, а может быть 10. Это зависит от количества остановок. И 5-го полевого сейчас у Оленька играет Прокопий Федоров. Бондаренко на Боискорова. Боискоров. Вот Боискоров сместился на левый фланг. До этого он был справа.
Боискоров играет слева. В центре Бондаренко. Ввиду человека с самой развитой техникой. И справа у нас Роман Кирин. И по краям вот Прокопий Федоров и Ян Николаев. Бить пробует Боискоров. От него же уходит мяч. Аут в пользу Мирнинского района. Чуть больше 5 минут. Ну, видим, как спокойно болельщики подают мяч Вячеславу Ярославцеву, автору 3 забитых мячей. В этой встрече сейчас выходит, вернулся Владимир Лялигин на раму. И сейчас очень своевременно и быстро он выскочил навстречу и нейтрализовал угрозу. Мирницы разыгрывают свою комбинацию, ошибаются. И сейчас Боискоров делал передачу на Бондаренко. Не прошла эта затея. Бондаренко. Боискоров. Боискоров снова справа. Слева Роман Кирин. Вот сейчас он с мячом. Ну, смотрите, вот идет перепасовка налево-направо, но мирницы особо-то и не двигаются. Надо как-то иначе вот сейчас, вот, да. Вот, например, сейчас выскочил Степан Степанов. Передача неточная, и Степан Степанов сейчас идет. Роман Кирин в отборе хорошо играет, и сейчас надо все сначала придумывать. А теперь центральным, как мне кажется, будет Роман Кирин. Боискоров. Да, Роман Кирин в центре, справа Бондаренко. Передача адресовалась Прокопию Федорову. Ну, не оказалось, видимо, у них футболки 5-го полевого, и просто Олимпийку волонтера, мне кажется, надел Прокопий Федоров. И сейчас смотрим. Бондаренко разгоняет атаку своей команды, пробует щечкой пробить с такой дистанции. Неудачно. Вновь выбегает Прокопий Федоров. Роман ждет, пока Прокопий не займет свою позицию. Слева теперь Прокопий Федоров. По центру Роман Кирин. Справа Бондаренко. И по краям вот Ян Николаев. И у Романа хороший удар, все мы знаем. Но из стороны в сторону мало перекатывать. Больше движения хотелось бы увидеть. Прокопий. Так, это у нас Боискоров. Прокопий, Федоров, Роман Кирин. На Боискорова удар. Геннадий Сергеев блокирует. Напряженная концовка. 3 минуты. 3 минуты, 3 мяча отыграть возможно. Теоретически, математически так будет. Вернее, Прокопий Федоров отыгрывал назад, и сейчас могут они расплатиться за неточную игру. Мяч пролетел мимо штанги. Роман Кирин. Бондаренко играет на Яна Николаева. Роман Кирин. Прокопьев. Кирин. Кирин вновь получает мяч. Прокопий Федоров. Роман Кирин. Ну, что-то новое надо предложить. Боискоров делает передачу. Вот сейчас по диагонали на Бондаренко. Бондаренко на Николаева. Бондаренко получает мяч. Обратно удар. Ну и сейчас мяч тоже мимо. Ну вот как раз, да, то, о чем я говорил. Вот, долго катали мяч туда-сюда. Но вот когда вот пошли передачи. Потому что когда вот налево-направо просто катали, мирницы-то вообще, по сути-то, по большому счету не реагировали на эти передвижения игрового снаряда. А вот сейчас получилось, да, их раскачать. Ну что, веселые качели идут дальше. Качаются дальше. Бондаренко хорошо сейчас отыграл. Ян Николаев. Есть первый гол. Распечатали ворота Мирнинского района все-таки футболисты Оленевского Улуса. Тот самый момент, когда игра в 5 полевых приносит свои плоды. Хорошо разыграли 5-го. Давайте посмотрим. Вот Ян Николаев. С передачи Яна Николаева Боискоров. Виталий
сокращает отставание в счете. Ну и сейчас, я думаю, уже мирнинцы, наверное, взяли, да? Минутный перерыв, я прослушал, пока комментировал взятие ворот. Потому что сейчас, сколько интересного времени осталось, а Оленек сейчас побежит вперед всеми силами, на эмоциях, как говорится, да. Вот сколько людей поддерживают оленекскую команду. Есть все необходимые атрибуты. В центре площадки будут разводить футболисты Мирнинского района. Олег Олейников. Неточная передача. Ну и у нас пошли уже вот эти 2 последние минуты, которые идут в чистом виде. Чистое время у нас уже идет. Надо распорядиться этим временем максимально продуктивно. И сейчас мяч, видимо, все-таки попадет, да, в пустые ворота. Но это уже, наверное, уже все. Геннадий Сергеев принимает поздравления. Ну, когда играешь в 5 полевых, будь готов к тому, что через все поле мяч прилетит в пустые ворота. Это классика, да, классика футбола. Кто-то рискует, играет в 5 полевых, ошибаться нельзя. Но вот сейчас-то тоже воротчика нету. Прокопий Федоров сейчас 5-й полевой. Роман Кирин не может играть руками. Ха-ха-ха! Вот это да, ну как? Олег Олейников не попал. Но попал Никита Никитин. Ну вот сейчас на повторе будет очень интересно посмотреть. Просто магическим образом мяч мимо стопы пролетел. Вот Олег Олейников отдает и сейчас получит обратно. Все по науке мини-футбола. Но поздно замахнулся, да, и в опорную ногу мяч ударился. Ну и на добивании, на подборе, вернее, расторопнее всех оказался Никита Никитин, который вколотил мяч. 5-1. Хэт-трик Вячеслава Ярославцева. И по одному мячу свой актив записали Геннадий Сергеев и Никита Никитин. Но тут, между прочим, тоже вопросы к 5-му полевому. Потому что же не прям такая разящая контратака была. На самом деле, там перепасовка, борьба была. Вот растягивает игру мирнинцы. Ширину всей площадки используют. Футболисты из Алмазного края. Ну, Геннадий Сергеев был в другом месте. Собственно, это он и озвучил. Роман Кирин с мячом. Но тут, да, не успевал никак до мяча Тимур Петров. И все, звучит финальный свисток, который фиксирует победу Мирнинского района со счетом 5-1. Ну, если резюмировать игру, да, это тот самый случай, когда, в принципе, могло получиться у оленекского Улуса, ведь играли и могли предложить очень интересные варианты своим соперникам. Но просто никак не оправдываю, просто вот действительно счет не отражает того, что происходило на площадке. Очень интересная игра, за которой мы, надеюсь, вы наблюдали с удовольствием. Напомним, авторов забитых мячей хэт-трик на счету Вячеслава Ярославцева. И по одному взятию ворот провели Геннадий Сергеев и Никита Никитин. Ну а единственный мяч оленекской команды на свой счет дописал Виталий Боескоров. Мы стали свидетелями очень интересной игры. Оставайтесь с нами. Мы продолжим смотреть третий игровой день на телеканале Якутия-24.
Приветствуем всех любителей спорта, в частности футбола, а если быть еще точнее, мини-футбола. На телеканале Якутия-24 продолжается трансляция третьего соревновательного дня турнира по мини-футболу, который у нас проходит в рамках 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Сейчас мы станем свидетелями встречи между второй командой Усть-Алданского района и Ленского района. Футболисты уже готовы выйти на площадку. И мы в скором времени приступим к просмотру данной встречи. Для вас у микрофона работает Власий Сергеев. Напомню, что сегодня у нас заключительный день группового этапа. Завтрашнего дня у нас начинается стадия плей-офф. Небольшая заминка, после которой футболисты выйдут на исходной позиции. Ленский район, как вы уже поняли, играет в красных футболках и белых шортах. Ну и, соответственно, Усть-Алдан, второй состав, вторая команда будет играть вот в синих, даже голубых футболках и белых шортах. Последний день, последний матч данной встречи, игрового дня. Сегодня мы посмотрели игры Нербинского улуса, который против Усть-Алдана сыграл, Среднеколымский Якутск, Оленёкский Мирнинский, и вот заключительная игра третьего по счету соревновательного дня. Усть-Алдан 2, Ленский. Давайте перейдем к составам играющих команд. Ну и начнем с Ленского района, так как они являются номинально гостями в этой встрече. Вадим Евшинов 22-й, Артем Таракановский 17-й, Олег Кислица 5-й, Никита Колосов 13-й, Никита Измайлов 2-й, Вадим Хускулин 10-й, Владимир Потапов 11-й, Иван Пыхтин 7-й, Иван Сидоров 9-й, Дмитрий Олейников 8-й, Александр Бабяк 1-й и Дмитрий Качнов 91-й номер. Руководят командой тренеры Алексей Нечай и Иван Сидоров. Состав второй команды Усть-Алданского района: Артем Бочкарев 10-й, Артем Соловьев 11-й, Дмитрий Сухотский, он играет под 9-м номером, Гаврил Портнягин 1-й, Дмитрий Румянцев 13-й, Василий Федоров 15-й, Валентин Жирков 17-й, Афанасий Домотов 7-й, Николай Федоров 8-й, Джулстан Петров 6-й, Артур Румянцев 5-й и Семен Афанасьев 14-й. Главный тренер команды Степан Васильев. Ну и сейчас мы посмотрим приветствие команд. Сверяю я пока что номера, но в принципе номера-то, мне кажется, да, особо не поменялись. Просто бывает же такое-то, что на одну игру вышли в одной футболке, другую в другой. Выходят футболисты к центру поля. Сейчас будет традиционное приветствие команд и, конечно же, рукопожатие. Как я понимаю, сборная Усть-Алданского улуса, вторая команда будет располагаться, да, слева по телевизионной картинке. И, соответственно, Ленский район начнет матч на правой стороне. И команда Ленского района, составы играющих команд. Сборная команда Усть-Алданского улуса, вторая команда. Айсен Бочкарев, номер 10. Артем Соловьев, номер 11. Дмитрий Сухотский, номер 9. Гаврил Портнягин, номер 1.
Дмитрий Румянцев, номер 13. Василий Федоров, номер 15. Валентин Жирков, номер 17. Афанасий Домотов, номер 7. Николай Федоров, номер 8. Зилустан Петров, номер 6. Артур Румянцев, номер 5. Начинается встреча. Давайте внимательно наблюдать за тем, как будут развиваться события в этой игре. Вадим Юсупов, номер 22. Алексей Каракановский, номер 17. Олег Кирпичев, номер 5. Никита Колоков, номер 13. Николай Безманов. Озвучили составы играющих команд. Ну и давайте теперь наблюдать. Полностью сверились с заявками команд. По номерам все в порядке. Итак, смотрим Ленский район. Владеет мячом. Мы напомним, что на этом турнире у нас 4 группы. 12 команд разделены. 4 группы по 3 команды и в четвертьфинал. Смотрим первый же опасный момент. Владимир Потапов сейчас мог открывать счет. С каждой группы у нас в плей-офф выходят 2 команды. И начнем мы плей-офф со стадии четвертьфинала. Контратака второго состава усть-алданской команды. И можно довести дело до удара. Так и есть. Бьет Джилустан Петров. Но мяч свалился со стопы, и удар получился неточно. Усть-Алданский район на правах хозяйки соревнований заявила 2 команды. И 2 команды успешно прошли отборочный этап и вот получили право выступать на самих играх. Находимся мы в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Сзади, на заднем фоне вы можете видеть стадион «Красавец», на котором вчера состоялась церемония открытия игр. Есть удар, и очень просто как-то, да, визуально, казалось бы. И как раз-таки вот со второй попытки, как я понимаю, Владимир Потапов забивает. Ранее у него тоже была хорошая возможность. Ну, передача вот сильная. Вот смотрите, абсолютно один стоит Владимир Потапов. Он мог забивать как и чем угодно. 1-0. Быстрый гол забивает Ленский район. Посмотрим, что в ответ может предложить вторая команда Усть-Алданского. Улуса. Ну, набегающих нету, и Владимиру Потапову пришлось самому разворачиваться и пробивать. Ну, вот видите, да, разводит руками. Скрыл он мяч корпусом. Но вот кому откатить, вот таких людей не было. Жаркая летняя погода. Конечно же, сказывается на общем физическом состоянии футболистов, на выносливости. Но мы уже 3-й день под палящим солнцем футболисты играют. Под палящим солнцем сотрудники НВК «Саха» специально для вас, дорогие друзья, работают над тем, чтобы была трансляция. Сильный удар в исполнении Ивана Пыхтина. Не попал Иван в створ ворот. Что-то очень сложно, да, вот Усть-Алдан, вторая команда Усть-Алданского района выходит пытается выйти из своей половины поля. И вот интересно, на составе команды Усть-Алдана играет 2 Федорова. Я так помню, что братьев Федоровых уже было 3, и, пожалуй, они, братья Афанасия Федорова, который выступает за первый состав Усть-Алданского Улуса. Афанасий уже обеспечил себе право, вместе со своими сокомандниками, право участия в четвертьфинале. Ну, как обстоят дела в этой группе, мы тоже, конечно же, попробуем разобраться. В позиционной атаке находятся футболисты Ленского района. И смотрите, вот, хорошо могли выйти 1-1, но 1-1 сейчас может выйти футболист Усть-Алданского
Улуса, но Семену Афанасьеву малого не хватило, чтобы мяч остановить и выйти 1 на 1. Позади 5 минут первого тайма. Напомню, что мы играем 23 минуты грязного времени. И последние 2 минуты идут с остановками. Так называемое чистое время. Хорошая перепасовка, штанга. Да, с такого острого угла пробить в штангу — это, конечно, очень интересно. Николай Измайлов угрожал воротам. Хозяев соревнований. Вот здорово. Ну, пробить тут, конечно, уже не позволил Олег Кислица. Хорошо в подкате стелился. Аут в пользу усть-алданской команды. Удар сильно выше ворот. Ну и видим, что страж ворот ленской команды Дмитрий Качнов играет в головном уборе, потому что действительно очень жарко. Но сегодня, да, другие футболисты тоже. Так, еще один опасный момент. Но по моментам усть-алданский Улус пока проседает, да? Ленский район пока смотрится предпочтительнее, но позади всего лишь 6,5 минут. А подача верхом получилась не точно. И вновь удар с острого угла. Мне кажется, вообще усть-алданский Улус что-то не идет перепасовками ввиду того, что линчане не позволяет. Но вот сейчас вновь пойдет передача верхом. Вот сейчас, да, раскатывает мяч. Ленский район встречает соперника в центре поля. Очередная передача верхом не доходит до адресата. Но против Ленского района, конечно, играть очень сложно. Команда очень сильная. Здорово она начала на этом турнире. И разница мячей там даже представить боюсь. Там много очень забили ленчане. Ну и вот здесь тоже очень быстрый гол забили ленчане. Ну, я думаю, что футболисты усть-алданского Улуса сами прекрасно понимают, что намного уступают в плане мастерства своим соперникам. И вот поэтому мы увидим вот эти вот забросы верхом наугад, удары с 20 метров, с 15 метров. Ну вот посмотрим, как комбинирует Ленский район. Угловой. Иван Пыхтин будет подавать. Есть передача, есть удар. Никита Колосов пробивал, был очень близко. Рядом со штангом мяч пролетел. Ну, сколько уже моментов создают? Ну, неразбериха творится в рядах команды из Усть-Алдана. Пас в никуда. И вновь в сторону дальней штанги передача. Ну, конечно, большое количество людей присутствует вот на этой игре. Местные жители других наслегов сел, конечно же, пришли поддержать вторую команду Усть-Алданского Улуса. Момент за моментом создает Ленский район. Ну, вы сами все видите, тоже безадресная передача.
Да и Ленский район не идет полную силу вперед. Ленский район по ситуации. Работает. Игра рукой. Дмитрий Олейников сыграл рукой. У мяча Семен Афанасьев. Посмотрим, какие заготовки имеются в арсенале футболистов второй команды Усть-Алданского района. Разыграли. Все, Ленский район уже примерно по игрокам разобрали своих соперников. Да, судья просит ввести мяч в игру с того места, где мяч покинул пределы игровой площадки. Пыхтин выбивал мяч. Мяч угодил в грудь Семена Афанасьева, после чего Дмитрий Качнов сыграл на выходе и столкнулся с Афанасьевым. Видимо, стык легкий был, да. С Дмитрием Качновым все в порядке. Да. Небольшое столкновение, по итогам которой Дмитрию Качнову понадобилось немного времени для того, чтобы прийти в себя. Возвращает мяч усть-алданцы гостям. Пыхтин пошел в обыгрыш. Продемонстрировал марсельскую рулетку. Аут. Мяч по-прежнему у ленчан. Подача верхом не точно. Но с расчетом на то, что Дмитрий Олейников должен был пробивать с лету. Точности не хватило. Пыхтин хорошо вступил в прессинг. Практически удалось, да, отобрать мяч. Но мы знаем то, что Степан Васильев, да, заявлен главным тренером второй команды Усть-Алданского района. Но мы сейчас... Я вот услышал, да, знакомый голос. Сергей Скрябин на скамейке команды подсказывает своим землякам. Двухглавое руководство сегодня у второй команды Усть-Алданского облуса. Ну, давайте смотреть. Асен Бочкарев играет с Николаем Федоровым. На сей раз вынос до адресата дошел, правда, вот развить эту атаку не получилось. Отбор. И Владимир бить будет. Нет, это прострельная передача. Но тут, да, откровенно везет усть-алданской команде. Ленский очень спокойно играет. Ленский играет в режиме экономии. Это видно. Потому что Ленский вчера вот на полном серьезе, когда играл, это, конечно, впечатляющее зрелище. Ишинов. Пыхтин. Борьба за мяч на подступах к штрафной усть-алданской команды. Сидоров. И отсюда бить.
Есть удар. В игру вступает страж ворот алданской команды, усть алданской команды. Плотный, хороший удар получился. Вновь с мячом Иван Сидоров. Смещается в центр. И удар Пыхтина. Перекатил мяч под левую и с левой очень мощно пробил 7-й номер Ленчан. Мяч летит выше ворот. Скидка неточная, но вот видите, не получается у алданцам выйти из своей половины поля. И это при том, что ленчане это и не прижимает их. Удар не получился, но все же вызвал проблемы у стражи ворот у алданской команды. Гаврил Портнягин сейчас начал эту встречу на рамах. Это удар, который можно было замкнуть на самом деле. Владимир Потапов оказался рядом со штангой в этот момент, поэтому он хватался за голову. Плечом, грудью протолкнуть мяч, стоя у штанги. Упущенная такая возможность именно у него вызывает вот чувство разочарования. Больше 16 минут команды отыграли. Вот сейчас выход 1 на 1. Качнов, ох ты, вот это сейв. Да, вот это, конечно, интересно. Но Качнов выходил, был обыгран. Но игрок с ленточки буквально, игрок Ленчан с ленточки вынес мяч головой. Продолжается атака алданской команды и продолжаются вот ошибки на ровном месте. Тоже второй пас, когда игрок дает передачу в пустоту. Хорошая возможность была у алданцев сравнять счет. Очень осторожно играют с ленчанами хозяева соревнований, но периодически, вот как мы видим, они взрываются. Неточная передача и у Вадима Хускулина получилось. Просто в аут мяч отправил Семен Афанасьев. Третья, ну давайте будем считать, да, третья передача в пустоту. Ну, как я понимаю, Сергей Павлович Скрябин дал указание играть максимально осторожно, идти вперед по ситуации. Ну и как-то мандраж чувствуется в рядах у алданской команды. Просто объяснить такой процент брака чем-то другим, я даже не знаю. Итак, смотрим атака Алдана. По центру усть Алдана, конечно же. Вадим Ешинов на пятачке стоял. Ему адресовалась данная передача. Вадим Хускулин вводит мяч в игру. И опять, вот видите, на пятачке абсолютно один оказался Вадим Хускулин в роли столба. И на добивании, на откате бил Олег Кислица. Очень опасно. Олег Кислица. Сидоров. Передача направо. И попытка сделать сильную передачу на дальнюю. Гаврил Портнягин на ваших телеэкранах. Ну, пару раз, конечно, он вступал в игру, выручал свою команду. И сразу удар. Да, и сейчас Гаврилу Портнягину мешает то, что солнце как раз ему светит. Но солнце напротив. Это, конечно, усложняет работу вратаря. И побежали у алданцы в контратаку. Есть падение, но нет свистка.
Можно играть дальше. Замена. Смена в составе Ленской, конечно же, команды. Третий фол тем временем у линчан. Ну, если играть аккуратно, в принципе, с этой же тройкой можно завершить первую 25-минутку. Осталось 2 минуты грязного времени, 3 минуты грязного времени, 2 минуты чистого. Мягкая передача не прошла. Вот сейчас, ну, левым флангом, да, у Селдана идут вот эти вот резвые контрвыпады. Обыграл Аркадий Афанасий Домотов соперника, но мяч упустил. Но неточные передачи наблюдаются и в рядах ленской команды. Начинает организовывать свою позиционную атаку вторая команда Усть-Алданского Улуса. Аут в пользу хозяев площадки. Афанасий Домотов вводит мяч в игру. Тут же получает передачу, может идти вперед, но опередили семерку Усть-Алданской команды. И бьющего сейчас будет играть Николай Федоров. Пробивает. Олег Кислица спокойненько блокирует. Еще один удар. Мимо. Линчане с мячом. Смотрите, какая скидка. Навес вернее. Правда, головой должным образом пробить не получилось у футболиста Ленского района. Досталось футболисту второй команды Усть-Алданского Улуса. На паркете лежит Василий Федоров. И чистое время у нас будет далее. 2 минуты пойдут с остановками. Ну, тут, кажется, серьезное, да? Что-то по сравнению, ну, если судить по тому, как сильно хромает Василий Федоров. Ну, пожелаем здоровья Василию. Так, просят повторить арбитры. Вот мяча в игру. А свисток. Так, в принципе, опасная атака же могла получиться. Не понимаю, зачем нужно было свистеть в этой ситуации. У нас свисток дан, значит, надо игру остановить.
Короткий удар. Никита Колосов целился в дальний нижний угол, но удар не получился. Удар получился и слабым, и неточным. Удар блокируется. Вершинов отыгрывает назад. Да, ошибаются и линчане. Последняя минута первого тайма. Ну, очень как-то сумбурно условданцы бегут вперед. Но линчане тоже, смотрите, ошибаются. На выходе Качнов. Ну и последние секунды данной встречи. Вадим Ишинов. Вперед на правый фланг. Мяч отскакивает к Ишинову. Мягкая такая навесная передача. И звучит свисток на перерыв. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Увидимся во втором тайме.
Мы снова в эфире, дорогие любители спорта. И сейчас мы приступим к просмотру второго тайма матча группового этапа между второй командой Усть-Алданского улуса и Ленского района. С минимальным преимуществом впереди Ленский район. Он сегодня играет в красных футболках, белых шортах. Вторая команда Усть-Алданского улуса играет в синих футболках и белых шортах. После блока мог состояться выход 1 на 1, но все было очень внимательно отработано. Напрашивалась в этой ситуации передача на Афанасия Домотова, который с левой на левом фланге был один. В принципе, там неподалеку был ленчанин, но он находился на расстоянии. Юшинов. Пыхтин. Передача направо на Потапова. Потапов. Автор единственного забитого мяча, кстати. Звучит свисток. Нарушение правил. Владимир Потапов по-хоккейному встретил своего соперника. И нарушение правил зафиксировано. Первый фол во втором тайме. Комбинирует ленчане, и до удара дело доходит. Все-таки блок. Борьба за мяч, по итогам которой игровой снаряд оказывается у ленчан. Пыхтин. Хорошо откатывает мяч на Юшинова, который решается на удар. Проспали усть-алданцы этот момент. И Пыхтин будет вводить мяч. Владимир Потапов. Так, звучит свисток. Мяч переходит к второй команде Усть-Алданского улуса. Ну, тут, конечно, Качнов Дмитрий проводил мяч, не позволил хозяевам паркета добраться до этого мяча. Владимир Потапов разворачивается. Хорошо в отборе играет игрок сборной Усть-Алдана. Артем Соловьев вводит мяч в игру, и усть-алданцы сейчас постараются организовать свою атаку. Ленчане встречают невысоко, они располагаются по линии центра. Передача в аут. Пыхтин.
трудом, ну, не без проблем, да, справился Гаврил Портнягин с этим ударом. И выход 1 на 1. Качнов выбежал навстречу. Но на встречных курсах, да, пошла игра. Оба вратаря за секунд 10 продемонстрировали свои навыки выхода 1 на 1. Пыхтин. Проблемы с обработкой. Пыхтин не успел к этому мячу. Больше 6 минут команды отыграли. Ну, тут, конечно, без вариантов. Первым на мяче будет, конечно же, вратарь. Борьба за мяч, и сейчас солданцы пытались выбежать в контратаку, но подкат в исполнении Никиты Колосова все предрешил. Ленинский район очень здорово начал данный турнир и в своем матче, да, в первом своем матче со счетом 7-2 команда обыграла сборную Северо-Восточного федерального университета. И вот по сравнению с той игрой, да, вот совсем иначе играют ленчане. Так, а что касается второй команды Усть-Алданского Улуса, то хозяева соревнований со счетом 3-3 сыграли с университетом. Боевую ничью они тогда оформили. И какой момент? Все аплодисменты адресуются стражи ворот усть-алданской команды Гаврилу Портнягину. Выручил свою команду. Еще один угловой будет. Нет. От ворот показывают судьи. Ну, таким образом, Усть-Алданский Улус бьется за право выйти со второго места, получается. Это вторая команда. Первая команда уже обеспечила себе участие в четвертьфинале турнира. Нет, тут мяч. Чистая игра. И тут также мяч. Поводов использовать свисток не было. Активно поддерживают собравшиеся зрители своих футболистов.
И в отборе хорошо играет Олег Кислица. Да, тут собравшиеся зрители дают наставления в разы больше, чем люди, которые находятся на скамейке, да? Это я говорю о Степане Васильеве и Сергее Скрябине. Ну, понятное дело, конечно, поддерживают, болеют, переживают. Хорошая проникающая передача. Вряд ли отсюда будет удар. Пыхтин. Оставляет мяч Пыхтин своему сокоманднику. В кого мяч угодил? В игрока Усть-Алданской команды. Быстро решили разыграть линчане этот мяч. И чуть было не получили контратаку. Больше 10 минут команды сыграли. Юшинов. Передачу на левый фланг. Есть прострел и, в принципе, есть удар. По крайней мере, мяч коснулся ноги Дмитрия Олейникова. И будет угловой удар. Удар с лету. Мяч после касания ноги Дмитрия Румянцева покидает пределы игрового поля. И удар дальний. Но в таких дистанциях, конечно, не залетает. Дмитрий Качнов, ему ничто не мешало с самого начала вот видеть удар, да, как летит мяч. Но, может быть, с расчетом на то, что солнце слепит стражи ворот Ленского района. Штрафной. И сейчас, ну, судье придется стенку отодвинуть. Ну, это на самом деле тоже маленькие вот эти хитрости, стать сразу перед мячом, чтобы соперник без свистка не развел мяч. Удар, и в игру вступает Гаврил Портнягин. Справился с этим ударом, и Юшанов сейчас будет Юшанов раскачивает соперника. Есть удар. Неточная передача. Пыхтин. Юшанов. Редко, кстати, вот линчане сменяются. Пыхтин. Олейников пробивал.
сейчас контратака у солданцев. Это выход 1 на 1. И Качнов хорошо играет на выходе. Второй раз уже Качнов выходит победителем из дуэли 1 на 1. Но возможность сравнять счет хорошая была у солданцев. Ишинов. Владимир Потапов. Бьет Владимир. И вновь в игру вступает Гаврил Портнягин. Ну, линчане сами на себя не похожи. Ну и попытка пробить издали Вадима Фаскулина. Ишинов вставляет мяч Фаскулину и сразу удар. Меньше 9 минут остается играть в этом матче. И пока вот единственное взятие ворот мы видели в первом тайме. Владимир Потапов забил быстрый гол. И вот второй момент. Еще один момент. В атаке у солданцы. Пошел в обыгрыш хорошо. Устоял на ногах 7-й номер у солданской команды Афанасий Домотов. Но все же мяч потерял. Но на радость местным болельщикам все-таки прозвучал свисток. Один из подкатов был вне рамок правил. Ну, можете сразу два так оценили. Есть удар! Вот это удар! Мощный выстрел Арсена Бочкарева, капитана команды. Самую девятку вколотил мяч Айсен. Мощно, конечно, пробил. Мы посмотрим на повторе. Да, стенка из 2 человек не помогла. Ну и какие эмоции. Да, Качнов в этой ситуации оказался бессилен. 1-1. Ничья. До самого аута мяч держал Афанасий Домотов. Минутный перерыв.
6 минут до конца матча. Это получается 4 минуты грязного времени и 2 минуты чистого. Команда возвращается на исходные позиции. Линчане на площадку вышли первыми. Усолданские футболисты использовали всю минуту, отведенную для внесения корректировок. Передача. Олег Кислица хотел сделать прострел вдоль ворот. Удар сильно выше ворот. Ну, так как это групповой этап, если будет зафиксирована ничья, то команда поделит очки. На стадии плей-офф, конечно же, предусмотрены дополнительные таймы. И в случае равновесия и в экстра-таймах, то будет пробиваться серия пенальти 3 по 3. Я буду в Якутске 8-го. Синица у меня есть. Я знаю, где там какой-то класс. Я же Удар низом в ближнюю шестерку, говорил Портнягин. С трудом справился. Отбиваются усолданские футболисты. Ждем, пока волонтер подаст другой мяч. Мяч есть. Вот Портнягин просто ногой выводит. Выбивает мячи. Алексей Таракановский правила нарушил. И подзывает арбитр Таракановского. Посмотрим на повторе. Это повтор взятия ворот. Ну, да, падение было очень таким громким. Шум приличным был. Ну и самостоятельно поднимается, да? Арсен Бочкарев покидает площадку. Надеемся, что каких-либо серьезных повреждений нету. Дается свисток и да, чуть не привезли себе усолданцы гол на ровном месте. Ну, Качнов тут, конечно, будет первым. Две с половиной минуты. Чуть меньше 2,5 минут остается. Напомню, что в случае ничьи команды поделят очки. Афанасий Домотов раскручивает своих соперников. Ложный замах. Всеми силами борется, но
Сразу два футболиста Ленского района. Иван Сидоров и Вадим Фускулин мяч отобрали. Удар блокируется. Тут все решает вот. Я поняла. Саша Бугаев. Нет, это другой. Это замминистра. Ну и все. Началось у нас чистое время. Сейчас уже с остановками пойдет игра. Попытка пробить, да? Бьющего разыграли линчане. Просто, знаешь, что может заменить? Боится, что, в принципе, если завтра такая погода, Я не знаю, сколько вечера. Сохранили мяч в поле. Ну и смотрите, как прессингуют линчане. На половине поля соперника встречают. Постелить, поможет. Потому что после соревнований им время надо, чтобы постелить надо. После проходить. Там параллельно еще будет борьба. Итак, смотрим атака линчан. Очень легко проходит по левому флангу. Правда, там остановить мяч было уже сложновато. Проходит. Вот эта передача, и не успели наши камеры, по всей видимости. Гаврил Портнягин вновь в игру вступил. Звук был похожий. Ну и, судя по тому, что назначили угловой, Портнягин выручил. Ну что, тут можно выбежать 1 на 1. Так, нарушение, но это нарушение же. Да, откровенно нарушал правила Вадим Юшинов. Думаю, он сам все прекрасно осознает. Ну вот сколько уже таких сегодня выбеганий было, да? Предупреждение получил игрок команды Ленского района Вадим Юшинов, номер 22. Минутный перерыв. Так, и 6-й фол. 6 фолов накопили линчане, и будет 10-метровый удар. Ну тут цеплялся, конечно. Цеплялся. Ну и вот какая развязка нас с вами ждет. Да, и минутный перерыв взяла одна из сторон. Не могу сказать точно, сколько секунд. А, нет, я вижу. Табло, которое установлено в центре хоккейного корта, там 22 секунды осталось. Ну, очень ответственный момент, да? Ну и кто идет бить? По всей видимости, Семен Афанасьев. Семен Афанасьев против Дмитрия Качнова. Развязка встречи заключительного матча данной группы. Ну и давайте смотреть. Семен Афанасьев. Дрогнули нервы. Сигнализирует оба участника дуэли о своей готовности. Дается свисток и... Выше ворот! Не выдержали нервы. Слушай, а может быть мы с вами единоборство проведем, где теннис? Ну, на силу решил пробить Семен Афанасьев и не попал. Так, что у нас, мячи закончились или... Давай поедем. Да, ждали мы, пока волонтеры дадут игровой снаряд. Ну, на самом деле это хорошая, да, возможность была
самой концовке встречи выйти вперед с 10 метров. Конечно, да, обидно промахиваться при таких обстоятельствах. Ну вот да, та история, когда не забиваешь ты, забивает тебе. Дубль Владимира Потапова. Вот так завершается данная встреча. Там осталось-то, наверное, секунд меньше 10. И Владимир Потапов наказывает команду хозяев. Все, там, видимо, последние секунды. Вот, развернулся. Ну, получается, Семен Афанасьев у нас становится антигероем. Потому что не забил 10 метров на последних секундах. Так еще и Владимир Потапов. Это был игрок, именно его игрок. Развернулся, оставил Семена Афанасьева и забил решающий мяч. Давай сделаем, знаешь как, чтобы... Очень досадно, конечно. Остается все меньше и меньше времени. Ну, так проигрывать, конечно, очень-очень досадно. На ваших телеэкранах только что был Иван Сидоров. Он пробивал выше ворот в предыдущем эпизоде. Ну и последние секунды, как я понимаю, мячом владеют линчане. Им спешить абсолютно не надо. Что, и здесь выход 1-1. Да, очень интересное зрелище, конечно, нам команда предложили. Вот забей сейчас, то это, конечно, просто бешеная концовка. Это очень интересно. Да. И вот сейчас могли третий вколачивать. Ну да, конечно, очень интересная концовка. Настоящие качели. Семен Афанасьев тут мяч потерял. И Пыхтин тоже мяч потерял, но из поля зрения. И сейчас Лишинов тоже. Потеря за потерей. И, конечно, отчаянные вот эти вот передачи вперед. Все, звучит финальный свисток. 2-1. Победа Ленского района. Дублем отметился Владимир Потапов. И единственный мяч у алданской команды. Второй у алданской команды забил Айсен Бочкарев. Согласитесь, игра, развязка игры получилась очень интересной. Мы ждем вас завтра. Призываем смотреть наши трансляции. С завтрашнего дня мы начинаем просмотр стадии плей-офф турнира. Смотрите футбол, любите футбол, занимайтесь спортом, будьте здоровы.
Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Лето для аграриев республики – горячая пора. Помимо кормозаготовительной кампании сейчас сезон большого молока. О том, каковы планы на этот год, сколько молока уже заготовили, как работает механизм господдержки хозяйств, мы спросим у нашего гостя. Это Евгений Васильев, руководитель отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Якутии. Евгений Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году объем финансирования на заготовку молока из бюджета, насколько мы знаем, был существенно увеличен. Повлияло ли это на планы? Да, по сравнению с прошлого года объем финансирования на заготовку сырого молока увеличен до 3 миллиардов 100 миллионов рублей. Это примерное увеличение на 237 миллионов рублей, если в прошлом году было предусмотрено 2 миллиарда 800 рублей. И в связи с этим увеличилось у нас плановые объемы заготовки молока. Сейчас в этом году 62 тысячи тонн, в прошлом году у нас было 57 250. Это увеличение на 4750 тонн. Как выполняются планы, каковы текущие показатели по заготовке молока? В статье муниципальных районов и города Якутска у нас определены 35 заготовительных организаций. Средняя закупочная цена варьируется 60 рублей за 1 килограмм сырого молока. По оперативным данным, на текущую дату у нас сейчас заготовлено 20 411 тонн сырого молока. Это примерно 32,9%. Но по сравнению с прошлого года есть незначительное отставание, если на 2358 тонн. Если в прошлом году было заготовлено более 22 тысяч тонн. Но причиной отставания повлияло это климатические условия, это позднее наступление весны и поздний отел коров. С прошлого года действует новый механизм господдержки производства и переработки продукции скотоводства. Наверняка уже есть первые результаты, и можно говорить о плюсах и минусах. О результатах пока говорить, наверное, преждевременно, потому что этот новый механизм уже действует только 1,5 года. Если о плюсах, то это увеличило ставку на заготовку сырого молока с 35 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Это для организованных хозяйств. Но о минусах это мы, конечно, потеряли объемы заготовки сырого молока с 80 тысяч тонн снизилось до 60 тысяч тонн. Это существенно повлияло на производство важнейших видов продукции. Вот, например, как на молочной продукции у нас снизилось, получается, от 2 до 10% на молочной продукции и снижение производства масла сливочного до 30%. А с чем связано такое снижение? Это снижение объема заготовки. Если мы заготовили в прошлом году, в 2020 году заготовили 80 тысяч тонн, то в прошлом году мы заготовили только 60 425 тонн. Угу. Вовремя ли поступают субсидии на места? Бывают ли задержки? В рамках переданных полномочий, отдельных государственных полномочий, по производству сельскохозяйственной продукции, мы передаем органам исполнительной власти, направляем субвенцию. Мы стараемся направлять своевременно. Мы уже направили 86% от предусмотренной субвенции, это 2 миллиарда 800. Муниципальные районы, муниципалитет уже доводит до своих заготовительных организаций, до сдатчика молока полностью субсидии. Ну а что будет, например, если эту информацию не донесут вовремя? Есть какие-то штрафные санкции, может быть, муниципальным образованием? В этом разбираемся, почему не доводится своевременно. Потому что мы доводим до районов уже почти 80%, это 100% до объема. Какие новые меры господдержки действуют для производителей мяса и овощей? В этом году, благодаря поддержке Арсения Сергеевича Николаева, главы республики, полностью финансирован второй этап нового механизма. Это у нас предусмотрено в этом году заготовка мяса лошадей. Поставки в размере 70 тысяч рублей за 1 тонну. Плановый объем заготовки планируем заготовить 815 тонн. По заготовке лошадей поставки 60 тысяч рублей. Планируем тоже заготовить объем где-то 284 тонны. По заготовке картофеля поставки 10 рублей планируем заготовить 7 тысяч тонн.
И на овощи открытого грунта тоже поставки 10 тысяч рублей за тонну планируем заготовить где-то 2888. И также еще предусмотрено на заготовку зерна, где тоже поставки 10 тысяч рублей за тонну, в объеме, плановый объем заготовки где-то 5800. Предусмотрена субвенция в этом году на эти меры поддержки 214 миллионов рублей. Этот механизм тоже также аналогичен, как и заготовки сырого молока. Мы доводим до муниципальных районов субвенцию, полностью финансируем, и муниципальные районы определяют их заготовителей и доводят до них финансирование. И происходит заготовка. Но как в целом сами якутяне реагируют на такие меры господдержки? Растет ли количество желающих заниматься именно разведением своим личным хозяйством, скажем так? Ну да, спрос очень большой, увеличивается потребность. Сейчас спрашивают, звонят. Все хотят стать крестьянскими фермерскими хозяйствами и тоже получать такие государственные поддержки. А что нужно сделать для того, чтобы начать получать такие меры поддержки? Ну, в муниципальных районах проводят отборы, определяют своих заготовительных организаций. И, например, если хотят стать заготовителем, они должны участвовать в муниципальных районах, и там уже они определяют их заготовителями, и после этого они уже получают государственную поддержку. Какие меры принимаются по закупу молока у личных подсобных хозяйств? В этом году по поручению главы республики Арсения Сергеевича Николаева предусмотрена новая государственная поддержка по закупу сырого молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. На эти меры у нас предусмотрено 58 миллионов рублей. Субсидия предоставляется заготовительным организациям, перерабатывающим предприятиям, которые закупают сырое молоко у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поставки не менее 20 рублей. При этом государственная поддержка предоставляется в размере 10 рублей, то, что при условии, что они закупят молоко у граждан по 20 рублей, мы возместим им 10 рублей. В целом, по уровню самообеспеченности республики Саха-Якутия, по основным видам сельхозпродукции, даже в советское время мы не достигали уровня самообеспеченности до 100%. Уровень обеспеченности республики сейчас по молокам составляет 56,4%. В соответствии с указом главы республики Саха-Якутия 11 декабря 2018 года номером 232 о стратегическом направлении развития сельского хозяйства, обеспеченностью до 2024 года в Якутии мы должны достичь до уровня по собственным молоком и молочными продуктами до уровня 64%. То есть еще практически на 10% нужно повысить, да? Да, примерно, да. Как мы говорили раньше, что у нас в республике вообще преобладает мелкотоварность, в целях достижения увеличения товарного производства и обеспеченности, необходимо стимулировать развитие и укрепление мелкотоварных производителей молока, таких как фермеров, крупных хозяйств, а также развивать сети сбыта, совершенствовать племенную работу в целях повышения продуктивности коров, это увеличение доли осеменения животных и модернизация объектов переработки на местах. Ну, вы наблюдаете, как работают наши сельхозтоваропроизводители, в принципе, да? Как удобнее работать нашим фермерам? Самим заготавливать молоко или объединяться в какие-то хозяйства? Да, или лучше, кооперативы, может? Как удобнее? Нам надо укрепняться, нам надо уходить в укрепнение, уходить с мелкотоварности. Это ферме надо полностью укрепняться, создавать большие предприятия. То есть проще и лучше объединяться в кооперативы и работать массово, да? А если говорить о географии, в каких районах у нас больше добывают молока традиционно? Или, может быть, есть рост в каких-то отдельных районах после применения такой господдержки? Сейчас рост у нас осуществляется в городе Якутске. Это как в Багарах, там очень начал уже завозить коров и увеличить объем производства. В Ленском районе тоже начали завозить поголовье. В Мирном. В таких районах начинается увеличиваться объем производства. А каких хозяйств вы можете назвать, может быть, как самые крупные, может быть, на которые можно равняться производителям у нас в Якутии? Все, по идее, одинаковые. Но
самые такие вот, например, могу сказать, что Ленский район, да, вот там идет хорошая очень государственная поддержка, и они начали очень развиваться в молочной продукции. Увеличивать свое поголовье, увеличивать свой надой молока и объем заготовки. А как сами муниципальные власти? То есть они рассчитывают только на республиканский бюджет во время поддержки? Или сами, может быть, вкладываются, сами развивают? Нет, муниципалитеты тоже вкладывают. Они предусматривают в своем бюджете финансирование. Даже на закуп сырого молока помогают своим предприятиям предусматривать финансовые средства. Если даже вот заготовитель оплачивает за счет собственных средств 10 рублей, то муниципалитет им помогает еще рублей там 10-15, чтобы тогда он мог закупать у населения уже не по 10 рублей, а по 10, по 15, там, по 20 рублей. Они у себя в государственном бюджете тоже предусматривают. Ну и в завершении нашего разговора, может быть, поговорим о планах. Как считаете, удастся ли их добиться? Но еще раз повторите, может быть, какие данные необходимо достичь Якутии? Ну, плановый объем мы планируем достичь, 69 тысяч тонн, выполнить полностью. Как все наши заготовители утверждают, что сезон большого молока вот начался, планы все мы выполним. Чтобы дальше развивать и увеличивать обеспеченность, нам надо, как сказать, уходить с мелкотоварности, увеличивать, укрупнять свои предприятия, крестьянские фермерные хозяйства, также развивать осеменение, долю осемененности и повышение продуктивности коров. Евгений Дмитриевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо, до свидания. Ну, я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. Нас окружает наша природа, горы наши, олени. Вот наш такой суровый климатический условиях живем. Официальный трудовой стаж оленевода Вениамина Баишева составляет 42 года, неофициально всю жизнь. Родился в тайге среди гор Верхоянского хребта в селе Тампо Тампонского района в семье эвенов-оленеводов Марии Егоровны и Григория Михайловича Баишева, старшим и единственным сыном. Вениамин Григорьевич с самого рождения связал свою жизнь с оленеводством, другой судьбы он не искал. Всю жизнь я, оказывается, вот прожил в палатке, как школу закончил в 81 году. В своей трудовой деятельности Вениамин Григорьевич застал золотые времена оленеводческой отрасли, когда в одном только совхозе Тампонский содержали до 28 тысяч поголовья северного оленя. Были и смутные тяжелые времена, когда уходили лучшие оленеводы и редели стада.
Но благодаря своему характеру и силе воли, верности своему пути и идеям, Вениамин Григорьевич удержал поголовье на прежнем уровне, и сейчас у него, как и в старые времена, по маршрутам пасется 1500-тысячное стадо благородных и красивых оленей. Все это дается с большими усилиями и трудом. Сами все создаем себе. Все на себе, все. И лед, и дрова надо успеть в зимнее время. Приготовить себе пищу, оленей собрать. Вот когда волки разгонят, вообще тяжело бывает. Не знаешь, за кем, или за волком гнаться, или же оленей собирать. Традиционный образ жизни. Я живу всю жизнь с оленями. Ну, а олени — это же наше богатство. Лучше оленей у меня ничего нет. Работа моя это нравится. Ну, хоть тяжелая, но нравится. Я бы не поменялся бы ни за что, ни на какие деньги. Самое главное — это любовь к своей работе. Своим детям оставлю, своим внукам, которые они у нас есть, Сайталине. Мне нравится такая работа. В жизни каждого человека большую роль играет семья. Верный и надежный тыл. Для оленеводов это особенно важно. Круглый год они живут в тайге, и только летом приезжают дети, и все вокруг звенит от детского смеха и веселья. Опыт передаю молодым оленеводам, своему сыну. Я его ценю, уважаю, своего сына. Он мой помощник везде. Без него я никуда сейчас, конечно. Я доволен своим сыном. Есть на кого положиться, когда я уйду на пенсию. Жизнь продолжается. А оленей караван Вениамина Григорьевича Баишева продолжает свое кочевье. Кочевье длиною в жизнь.
Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марферина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске я расскажу о самых ярких и интересных событиях из социальных сетей, а также о якутском кино и о том, как наши якутяне празднуют наш традиционный праздник Исэх, будучи в другой стране, и о том, как разнообразить наше короткое якутское лето и многое другое. Давайте начнем. Самая главная и большая поддержка для любого спортсмена – это, конечно же, его родные. Знакомьтесь, на видео мамы Сарданы Трофимовой и Изабеллы Борисовой. С такой-то поддержкой хоть на край света. Беллер! Yürdüler. Ondan kez Gedekegelle Borisova Izabella Ozanda. De ona bu ülken değerli jüntümüzler. Başla. Hatta ana mama tu khala amira hatta ana. Bir de yapacağım. Anladın mı? Gel hadi. Sardana. Гости Якутии не перестают удивлять нас. В городе Вилюйск живет уроженец солнечного Азербайджана, который прекрасно поет на якутском языке. По-видимому, не только поет, но и понимает и даже немного говорит. Sibekli ugun. Sibekli ugun. Töktüden ılan. İstediğini sanıyor. Çoğur borunum. Her iski kebi. Çoğur kere. Çoğur boga. Hem biki kebi. Çoğur kere. Çoğur boga. Dolak boga kaç. Jolloq bola. Yaxshi savol. Yaxshi-da, Alloh qagar. Uruy ayqal. Uruy ayqal. Айхал. Впервые в истории якутского кино сняли фильм полностью на английском языке. Российская кинокомпания «Кинологистика» завершила съемки фольклорного хоррора под названием «Граница», режиссером и сценаристом которого выступает Дмитрий Давыдов. Фильм снят полностью на английском языке и будет ориентирован на международный прокат. Съемки проходили в диких лесах Якутии. Оператор-постановщик Иван Семенов. Его мы знаем по таким картинам, как «Пугало», «Нелегал», «Холодное сердце». Продюсером фильма стал Анатолий Сергеев. Итак, фильм «Граница» – это мистическая история об отце и дочери, которые проживают вдали от цивилизации. Главным героям предстоит столкнуться с некими потусторонними силами. В Москве в Доме кино закрыли 87-й сезон. С большой сцены осыпали словами благодарности всех тех создателей кинолент, которые целый год радовали нас, зрителей, в том числе и якутское кино. Ну и, как известно, наше якутское кино с каждым годом все больше покоряет сердца зрителей. Около 500 клубных мероприятий, 120 всероссийских кинопремьер, старт цикла нового российского и актуального сейчас зарубежного кино. Это то немногое из списка, что было сделано за уходящий 87-й сезон. В фокусе особого внимания и регионы. Показы фильмов регионального производства 12. Количество зрителей более 63 тысяч. А теперь, мне кажется, самое важное. Спасибо большое за всестороннюю поддержку якутского кинематографа и содействие в проведении премьерных показов якутских фильмов. Под сводами этого кинозала не раз проходили показы нашумевших якутских фильмов. Так, в 2021-м сезон стартовал с киноленты Татьяны Эверстовой «Замыкание». Затем в августе показы продолжил фильм Никиты Аржакова «Тыгын-Дархан». В марте 22-го зрители увидели «Белого ангела тундры» Александра Лукина, а завершили якутский марафон премьерой – фильмом «Джулур. Масс-рестлинг» режиссера Валентина Макарова. За новинками уходящего года следил каждый.
Якутия всегда давала, даже в советские времена, фильмы особенные. Они связаны с природой, они связаны с людьми, которые обладают какой-то тайной, понимаете? Так что фильмы якутских мастеров всегда надо смотреть. Вы на них ходили. Как вы вообще следите за родной Якутией? За Якутией слежу, поэтому моя любовь к Якутии, она не пройдет и останется со мной до конца. Закрытие сезона в Доме кино – это повод не только взглянуть на проделанный путь, но и наметить планы на будущее. Ну, сделаем, все впереди. Приедете в Якутию? Да. А почему нет? Следующий 88-й сезон в Доме кино стартует 26 августа и обещает быть насыщенным. Основной вектор – стать центром притяжения отечественного кино. И куда же без якутских фильмов. Исторически сложилось, что все премьеры и весь, наверное, кинематографический истеблишмент, он прикован к этому месту. И стартовать здесь, наверное, не самая плохая история в новом сезоне. Возможно, мы как раз старт нового сезона начнем с подписания соглашения с Домом кинематографистов. Айсана Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Сезоны эсэхов подходят к концу, и так отрадно, что свой национальный традиционный праздник празднуют даже те якутяне, которые в данный момент проживают в других концах света. Так якутяне отпраздновали национальный праздник в Сеуле. В городской парк столицы съехались якутяне с разных городов Южной Кореи. Как рассказывают земляки, несмотря на то, что они далеко, они всегда помнят и чтят родные традиции, а также популяризируют их. Сеульцы активно подходили и интересовались традиционным праздником. Тем временем, прямо в центре Сеула, якутяне показали настоящий эсэх и якутское гостеприимство. В связи с нынешней мировой обстановкой, к сожалению, многие якутяне, в том числе и я, не смогли попасть на юбилейный эсэх. Мы ждали до последнего, но, к сожалению, прямых рейсов в Россию не дождались. Вот сейчас у нас в июле в Корее сезон дождей начинается, а в августе бархатный сезон могли дождаться и более так хорошо организовать, но мы по традициям все-таки якутским решили отпраздновать в начале лета. В будущем хотелось бы организовывать эсэх на более масштабном уровне, со всеми традициями и обычаями, в национальных костюмах, украшениях, соблюсти все каноны, алгыз, чтобы стол был побогаче, конечно. И хотелось бы позвать не только якутян со всей Кореи, но также позвать гостей и представителей других наций, южнокорейцев, чтобы многие узнали про якутян, про саха, про народов Крайнего Севера. Предлагаю всем землякам, якутянам, где бы они ни были, придерживаться традиций, конечно же, держать связь, и также якутянам, которые находятся в Якутии, все-таки гордиться своей республикой, своей нацией. Ну а тем временем в Татинском районе прошел такой эсэх, который надолго запомнится всем. В селе Чемых Татинского улуса прошел долгожданный праздник эсэх, посвященный 145-летию основоположника якутской литературы, философа, просветителя Алексея Кулаковского. Впервые эсэх провели на берегу реки Амга, где за последние годы соорудили Тюгельге Кулаковского и установили парковые скульптуры по его произведениям. А также был открыт балаган, названный в честь первого произведения якутской литературы «Благословение Баяная». На этот эсэх были приглашены 4 поколения Кулаковских, которые почитают и увековечивают высокое имя своего дедушки. Но нынешний национальный праздник эсэх, наш сельский традиционный эсэх, приурочен к 145-летию нашего соотечественника Алексея Алексеевича Кулаковского Алексея. Мы провели его на новой местности, которая называется Ксукуляр Тюгельгете. Поэтому эта местность будет привлекать не только своей красотой, но и своим историческим значением, потому что сегодня мы поставили бюст Кулаковскому Алексею Алексеевичу. Мы сегодня открыли детский летний лагерь имени Атоса Алексеевича Кулаковского, внука Алексея Алексеевича Кулаковского. Сегодня открыли балаган Балагана, посвященный первому произведению Алексея Алексеевича Кулаковского. Поэтому все это мероприятие сегодня приурочено, все посвящено именно Алексею Алексеевичу Кулаковскому. Все участники, все наши гости очень довольны, потому что местность очень удобная, тут и рядом и речка, и прекрасные места, горная местность, и тут все сочетается с родной природой. Поэтому это будет дальше привлекать. Я думаю, что туризм будет развиваться в последующие годы.
И цель наша сегодня все выполнена. Радостная новость для молодежи Вилюйского района. 14 по 16 июля в городе Вилюйске пройдет республиканский большой масштабный молодежный фестиваль. В рамках фестиваля в культурно-этнографическом комплексе «Хамустах» выберут лучшую молодую семью республики 2022 года, а также модельеров, дизайнеров, вокально-инструментальные ансамбли, а также лауреатов премии для молодых. Также состоятся командные соревнования по национальным видам спорта. В конкурсах примут участие делегации районов и городов в возрасте от 18 до 35 лет. Наше якутское лето известно тем, что оно очень короткое. И специально для вас, наши зрители, мои коллеги, походили по городу, пообщались с жителями столицы и узнали лайфхаки о том, как разнообразить наше лето. Как вы предпочитаете летом отдыхать? Вот он на природе стараюсь почаще быть. В деревне, у родственников, у мамы. Смотреть аниме. Вот, в принципе, мне этого будет достаточно. Прекрасное времяпрепровождение, особенно если у тебя дома кондиционер, ты покупаешь себе очень вкусные прохладительные напитки, какие-то закуски. Это прекрасно. В тени сидеть, кондиционер, вода, и купаться. Все, наверное. Я предпочитаю, конечно, проводить время с друзьями и семьей своей. Работаю. У меня ИП. Зарплата как бы, соответственно. Как все обычные. Сенокос, работа, как подготовка к зиме. Ну и как сбор ягоды по сезону, когда приходит. Лето вообще отменное, необычное. Не надо никуда уезжать. У нас много достопримечательниц. Вот посмотрите, какие места, теплое озеро. Я люблю ходить, каждый день хожу здесь. Вот. И люблю отдыхать на нашей природе. Это, конечно, на реке Лени нашей. Очень много детей приходят, они любят. Им интересно, что такое катамарана. Они первый раз видят, такие: ой, мам, хочу туда, давай туда. Катаются, им всегда нравится. С друзьями погулять, покупаться, погулять по городу. Ну и в завершении поговорим о погоде. В 10 районах республики ожидаются сильные дожди. Осадки прогнозируют в Алекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Горном, Верхоянском, Алданском и Нерингринском районах. Ранее отмечалось, в центральных, Вилюйских и части заречных улусах ожидают грозы и порывистый ветер до 17 и даже 22 метров в секунду. Ну а на этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air на телеканале Якутия 24 и будьте в курсе самых интересных событий. Испытано на себе.
Друзья, это проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. В эфире Руслан Ачиров. И сегодня мы поговорим о работе тех людей, которые следят за территорией в городе. Мы находимся около управы строительного округа. И сегодня испытаем на себе работу, испытаем на себе полностью всю деятельность, по возможности, да, сотрудника управы округа. Ни для кого не секрет, что наш город разделен на территории, и сегодня мы, соответственно, познакомимся с той территорией, которая принадлежит строительному округу. Испытано на себе. Друзья, сейчас мы находимся непосредственно в самом здании управы, и здесь, за этой дверью, в кабинете начальника происходит планерка. Планерки проводятся примерно, в среднем 3 раза в неделю, и, соответственно, рабочий день начинается с 9 утра. И сейчас мы попадаем на такую планерку. Испытано на себе. Друзья, ну что, планерка завершилась. Сейчас были распределены обязанности, соответственно, текущие на данный день. И познакомиться, это Илья Семенович, ведущий специалист управы. И сегодня он нам по возможности максимально покажет, да, деятельность управы. Да, постараемся. Сейчас нам что предстоит делать? Ну, сейчас мы на Пекарского 1 дом. Под домом вода, поставили помпу. Посмотрим ребят, как они поставили помпу. И поедем-то на скос травы. Там детскую площадку надо скосить траву. А туда поедем, посмотрим, как ребята работают. Ну что, друзья, приступаем. Можно отметить, что в целом можем сделать, в принципе... Вот наш мастер идет, сейчас он будет ребят проверять работу. Вот да, по дороге. Вот он идет. А в целом, получается, по району передвигаются, получается, пешком? Да, выдвигаются на смену, когда ребята у нас, дворники, передвигаются пешком, у нас 11 человек дворников, они в основном ходят пешком. Но они должны пешком ходить. Направо? Да. Пешком ходить. Я слышал, что дворники являются кадровый, да, состав, то есть как они сотрудники управы, то есть да, это они, оформлены. Да, они муниципальные дворники, у них зарплата, устроены по трудовому кодексу, у них отпускные, все вот есть. Ребята нормально получают, нормально работают, никто и не хочет отказывать, но у них работа очень трудная, тяжелая. Вот здесь остановитесь, здесь помпа, она здесь стоит. Вот, самое заболоченное место, у нас таких мест штук 2-3, болото и вода скапливается после дождей. И нам приходится откачивать из-под домов ливневую воду. Приходится ставить помпу каждый раз. Пойдем. Вот вдоль улицы же растет сено. Вот это вот должен этот, например, частный собственник должен сам скосить, а косим, ребята косят, должен муниципальный дворник, это тоже на нас наложено. Вот. А так ребята убирают возле этих дорог, и у нас муниципальный дворник занимается всем, чем приходится заняться муниципальным дворникам. Они не только чистят, они чинят, они варят, сварочные работы делают иногда. Вот в данный момент под домом здесь вода. Под этим, да? Да, и сейчас здесь идут ремонтные работы, и эта вода им мешает. Сейчас мы должны помпу поставить. Ребята здесь где-то, пойдемте. Вот мои ребята. Здесь сухо. Вокруг сухо. А кто говорил, что здесь вода? Не знаю. Андрей? Вчера же качали здесь. Не, подожди. Андрей?
Коля! Ханам бари ута. А так охпа-то? Ну все, вызывайте машину, езжайте обратно. А где тот говорил, может быть? Так нигде нету. Там вообще засыпали, И с той стороны осыпано. Антон, куда на вот тартрух-то нет один? Анта. А то охпа-то не. Не говорил бапойне. Шланг ты как тогда поставишь? То есть, в принципе, тоже сухо, но вода, сказали, что вот там под сваями, да? Так вот вообще вот это, как мы его качуем. Друзья, ну сейчас мы прибыли на объект, и по заявке здесь была вода. Ну, скорее всего, она, возможно, есть, но не в таком большом количестве. Как бы. На Якутскую 37. Скажут, что уже на другой адрес. Там откачаем, да? Да, там откачаем. Школа. Школа. Для детей-сирот. И там мы помогаем, там по дому вообще вода там страшная. Там качай не хочу. Что, машину ждем или как? Ну а как ты? Уазик. Вот наш аксакал, потому что молодых не держится. Потому что некоторых зарплаты не устраивает, некоторые по помойкам не хотят шляться. А ребята уже привыкшие работать. Вот, самые эффективные люди. И они на помпу могут стать, и они и болгаркой могут работать, и вообще профессионалы. Виктор. Я вот сюда. Вон. Вода идите. Не, это не газ. Это... Вот, по-моему, заслонка. Попробуйте. Ну-ка, сейчас. Еще. Слышишь? Только Романы выдумали Пекарского один. Она у того. Они вам позвонят, да? Друзья, на этом адресе такой достаточно проблемный дом. Во время дождей под ним скапливается вода. Вчера здесь работала помпа, и в целом уже воды под домом нет. Поэтому сейчас вызвали машину, пока перевозят в другое место. Там мы это тоже все посмотрим. Ну и сейчас мы также двигаемся практически в тот же район для того, чтобы принять участие, посмотреть, как производится скос травы. Испытано на себе. Сейчас мы прибыли на адрес, получается, второй в нашем списке. Здесь производится скос травы, и вот сейчас Илья Семенович разговаривает с Любовью Павловной, это староста вот этого дома. Помог поменять, я же на пенсию живу. Так что вот так. А там сейчас в данное время вода есть, да, все равно? Там нету, но там течет потихоньку. Я сразу же вызываю, как увижу, да, я с собакой гуляю. Как вижу, так сразу и звоню им. Вот это... Ну, если что, звоните. Ага. Ну, здесь вот воды нет, но так уже более-менее самосуха. Ну, грязь такая. Ну, дождей пока нету, так что пока держимся. И я, знаете что, вот нам бы поливать бы. Ну, мы Ягудострою заявку напишем. Ага. Видите, что полиция какая? Да, здесь даже дети здесь не играют. Хорошо, хорошо, мы постараемся. Хорошо. Если ничего нет, то завтра, наверное. Хорошо. Мы заявку сделаем Ягудострой. Ага, видите, что вот они все. Здесь красиво, чтобы они с собой сторонком ее постригли. Красить же будет. Иван Иванович краску дал. Ну хорошо. Красить, чтобы, красиво. Ну, Иван Иванович вообще молодец. Да, он у нас вообще лапочка. Ладно, спасибо. Вообще надо сказать, что, на мой взгляд, да, вот когда в доме есть очень активные жильцы, вот, например, как староста дома, вот прям даже по виду видно, что очень позитивная женщина, очень активная, и в целом это позволяет как бы быть на связи с управой и вообще, ну, дает много позитивных моментов для непосредственно самого района, микрорайона, в котором находится этот дом. Испытано на себе. Ну, я имею в виду не трава, а вот смотрите, есть
разных видов, да, я здесь вижу, что это такое, ну, прямо ножи здесь. Так, здесь? Ну, мой опыт, да, подсказывает, что надо быть аккуратным с такими ножами. Они достаточно жесткие и надо стараться не задеть за трубы металлические, вот эти камни. Ну, прямо должен быть очень четкий контроль. Так, ну вроде приноровился немного. Сейчас как бы уже попроще. У меня есть такая мотокоса, но она... Ой. Она с этими... с пластиковыми крутами, да. Ну как... Она более такая щадящая, там прощает некоторые ошибки, но вот это вот с этой мотокосой нужно быть аккуратным, чтобы не сломать ножи и не повредить сам, ну вот в нашем случае вот этот песочницу. Песочница.